Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve men sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmek istedim. Bu filologiya ilimleri namzeti, adliyeci ve coach. Bu Aliye Kangiyeva. Gelin sonra karşılayıq. Assalamu alaikum Aliye Hanım. Aleyküm selam Almas Hanım. Aliye Hanım, siz bana birçok sahalarda mütehassıs olasınız ve hem de ilmi araştırmalar yapasınız ve coaching'den uğraşasınız. Ne için coaching sahası sizin dikkatinizi celbetti? Sağ olun sualiniz için, merakınız için sağ olun. Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. Birkaç söz aytayım benim sayılar vaktinde. Niçin şimdi bu yolunu seçtim? Gerçekten siz aytkanınız gibi birçok zanatım var, birçok diplomalarım var. С самого начала, да, я выбрала юридическую профессию. И изначально я работала в прокуратуре Автономной Республики Крым на гособвинении, и были со мной и разные люди, которые занимались именно устранением преступных элементов из общества. Это был интересный опыт, но я понимала, что я все равно не на месте. Следующий шаг была филология. И здесь я защитила кандидатскую диссертацию по нашей средневековой литературе. И дальше, чем больше я погружалась в эту нашу средневековую литературу, тем больше я видела, сколько потенциала для трансформации личности, для глубоких изменений личности содержит наша литература. И наша вот эта вот средневековая духовная литература, наше интеллектуальное наследие. И я поняла, когда общалась с людьми, когда видела, какие у людей потребности сегодня, что сегодня связь поколений, она прервана. То есть есть некая традиция, есть некое интеллектуальное наследие нашего народа, наших стариков. И есть современные люди, современные проблемы, их самоощущение, их мировоззрение. А связи между этим нет. А что в итоге это дает? Потерю корней, потерю ощущения себя укорененного глубоко в традицию интеллектуальную, духовную. И поэтому мне захотелось вот как-то все это связать. На самом деле то, чем я занимаюсь, оно связывает весь мой предыдущий опыт, но цель этого всего — помогать людям почувствовать себя сильнее, почувствовать свой духовный стержень, почувствовать свои корни и в то же время устремить свой взор к небесам вперед. Поэтому вот все вместе, все до кучи, и вытаскиваем оттуда экстракт силы, мощи, пользы и раздаем людям. Вот чем я сейчас занимаюсь. Aslında pek gerekli ve meraklı mevzu. Men doğrusunu aytsam, men sizin sayfelerinizni daima okuyum ve bizim seyircilerimizge okumağa tavsiye etim. Çünkü pek öyle faydalı, gerekli, vaktinde gerekli şeyler, postlar yazasınız. Aliye Hanım, ama pek meraklı. Kim sizin hocalarınız olgan edi ve hayırda siz coaching'e okudunuz? Коучинг я пришла через IPS, это киевская компания Ицхак Пентасевич Systems. И я хочу сказать, что все продукты, с которыми я ознакомилась, это не реклама, то есть у меня никто не платил, но я могу сказать, что это действительно качественные продукты. Среди их программ есть программа НКК, новый код коучинга. И этот курс вел сам Пентасевич и его коллега Наталья Старжинская. И вот Наталья Старжинская — это психотерапевт, который я поддерживаю с ней до сих пор связь. Я равняюсь на нее. Для меня это вот такая вот фигура очень глубокого мастера. То есть это человек, который действительно вот так вот легко прикасается к душам людей, чувствует их, находит там потенциал и корректирует. Сами они обучались, Пентасевич и Старжинская обучались у Марлин Аткинсон. Аткинсон — основатель института Эриксоновского института в Америке. И это вот такая вот традиция, которая пришла, слава богу, и до нас. И сегодня вот я пытаюсь это все адаптировать уже на нашу ментальность, на нашу реальность. Yani vakit ve ne için insanlar coach'e müracaat etmek gerekler? Gerek
Этмеклер, я бы так не сказала, да, керек созыну мен пексирек хулланам. Мгм. Сегодня с этим словом вообще связано очень много ассоциаций. У людей вот против слова «должен» прям идет протест. И я Мгм. этот протест очень хорошо чувствую. Вот такое вот у многих застревание в кризисе 3 лет происходит, да, вот этот протест, не давите на мою волю, дайте мне почувствовать в конце концов свою волю. И я поэтому стараюсь никогда не использовать слово «должен», «надо», кроме как, если это надо по закону. Вот ты должен не воровать, ты должен не убивать, ты должен не нарушать физическую неприкосновенность другого, но ты не должен идти к коучу вообще. И ты никогда не должен идти к психологу, к психотерапевту, обращаться там за какими-то вот такими вот услугами, но тебе выгодно. То есть здесь идет речь про твою пользу. Тебе полезно, тебе выгодно, ты будешь более эффективен, если ты придешь к коучам. И Мгм. вот когда выгодно идти к коучу, да, можно не идти, но иногда выгодно прийти. Когда? Во-первых, коучинг в разных направлениях осуществляется. Да? Есть лайф-коучинг, есть так называемый энергетический коучинг, когда человек представляется в виде вот энергосистемы и ищутся его энергетические ресурсы, чтобы он работал на полную мощь в плане своей энергетики. Есть коучинг в сфере здоровья, есть спортивный коучинг, есть бизнес-коучинг, есть командный коучинг. То есть видов коучинга очень много. И здесь вы с любой своей задачей можете прийти к коучу. С какой целью? Чтобы коуч помог вам увидеть эту задачу со стороны. Есть такая вот фраза «подумать об коуча». То есть я-то думаю сам, идти я буду своими ногами, принимаю решение я сам. Но это вот такая вот система, через которую я могу увидеть свой проект, свою жизнь, свои решения со стороны. Коуч как личность, его психика выступает вот таким вот пространством, где я более комплексно могу себя связать в какую-то целостность. Поэтому если человеку интересно собрать себя вот в такую вот ясную, красивую картинку, то он, конечно, может прийти к коучу и подумать об коуче для того, чтобы прояснить. И если коротким ответом вот это вот все отрезюмировать, то коуч нужен для того, чтобы иногда человеку перевести язык его подсознания, язык его каких-то глубоких ассоциаций, метафор на язык его сознания, решений, целей, планов и в конечном итоге поступков. Вот Мгм. у него в подсознании живет мысль о том, что он недореализован, ему хочется чуть больше, чуть лучше, чуть выше. Но это в виде таких смутных обрывков, какие-то вспышки. Он приходит к коучу, говорит, вот у меня есть ощущение, что я не живу на полную, что я не раскрываю свой потенциал. Коуч показывает ему, хорошо, у тебя есть такой ресурс, есть такие амбиции, как их связать. И они вместе с коучем простраивают дорожную карту. И вот это вот его смутное ощущение в подсознании превращается в его ежедневную жизнь. Он начинает жить по-новому так, чтобы реализовывать свой потенциал максимально. Мгм. Его машина из вот такого вот еле-еле едущего, глохнущего транспорта превращается в движущийся на полной скорости вот такой вот автомобиль, и он Мгм. управляет этим автомобилем, он прекрасно себя чувствует за рулем, он коммуницирует с другими водителями, то есть с другими людьми, он может запастись в дорогу, там, знает, как залить бензин, и вот его жизнь превращается вот в такую вот приятную поездку. Хотя да, там есть ответственность, есть ДТП, конечно, все это никто не отменял. Но в целом он уверенно рулит, он знает точку А, точку Б, он рефлексирует состояние транспортного средства, то есть он понимает, что сейчас нужен техосмотр, например, здесь что-то стучит, и в целом все под контролем. Мгм. Мгм. Алия ханым, білесізім? Әвеллері мына Қырым татарлар ұстазларға мұрачатта болынған әділер. Мына бар коучлер ве бар ұстазлар. Олардың фарқлары неде сақлы? Яда бұл бүгінгі күнде бұл айны инсанлар, ұстазлар, әнді коучлер oldu. Яда насыл? Суалiniz için çok sağ olun. Мен өзім бүтін вақыт бұны түшінем. Fikirlerde bunu bütün vakit
aydınlatma aktarışan. Если смотреть sadece resmi taraftan, вот чисто официально, да, то это разные явления. Отдельно коучинг, отдельно институт наставничества в современном бизнесе и в современных инфоуслугах, отдельно институт психотерапии, психологии. То есть это, в принципе, разные вещи. Но на практике, конечно, в чистом виде это нигде не существует. То есть любая коуч-сессия, она обычно содержит в себе и элементы наставничества, и элементы психотерапии, и элементы менеджмента. И поэтому здесь, конечно, все переплетается вот в реальной жизни. Но если смотреть чисто вот официально, да, то наставничество, оно предполагает более такую вот иерархию. Это мой учитель, я ученик. Я отдал себя, вот как раньше старики говорили, кости мяса мои, а душа твоя. Вот так же раньше к устазам отдавали, да, приносили к учителю, вот тело мое, а душа твоя, вот воспитай из него, да. И ребенок полностью переходил вот в такую вот зависимость полезную от своего учителя, от своего устаза. Это было прекрасно на самом деле. Это вообще отдельная тема для разговора, насколько важен наставник. Но коуч — это не иерархия. Коуч — это вот зеркало. Это абсолютно партнерские отношения, это никакой директивы. И здесь, чтобы понять главное отличие наставничества от коучинга, нужно посмотреть на главный инструмент коучинга. Главный инструмент коуча — это вопрос, открытый вопрос. А что ты хочешь? А зачем тебе? А что будет, если ты туда придешь? А если этого никогда не будет в своей жизни, то что будет? Коуч никогда не говорит: делай так, делай это, иди туда, это не делай, а туда смотри, а с этим не разговаривай. Нет, это уже в чистом виде это не коучинг. Это уже вот действительно есть такое понятие директивный коучинг, да, когда уже идет вот такое вот немножко навязывание своей воли. А наставничество изначально, когда ученик идет к наставнику, то в договоре изначально это указывается, что наставник дает домашние задания, ученик обязуется их выполнять, и он вот как бы вверяет себя, то есть он еще сам до конца не понимает, но он доверяет опыту начальника. И фигура начальника, она вот такая прекрасная у него в психологическом поле, яркая, мощная, он от нее питается. И все, что говорит наставник, он это делает, даже если не понимает. В коучинге такого нет, конечно. То есть коуч — это зеркало, и хороший коуч — это тот коуч, который достанет из вас все и покажет вас в виде целостной, мощной, ресурсной, красивой картины. Но он не будет вам говорить: иди туда и иди сюда. Он покажет: вот смотри, в тебе есть вот это, есть вот это и есть вот это. Ты можешь достичь вот этого, но надо ли оно тебе, я не могу за тебя ответить. Ты скажи, если ты туда придешь, то что будет? То есть ответственность всегда на клиенте. И вот если главный инструмент коуча — это вопрос, то один из важных контекстов общения коуч-клиент — это ответственность клиента за результат. То есть если клиент говорит: ну так а как, ну что мне сказать, ну так не идти, устраиваться или увольняться, коуч всегда должен вернуть ответственность клиенту. А если вы останетесь, то что будет? А если вы уволитесь, то что будет? А как вы хотите? А через 5 лет, если вы не уволитесь, будете ли вы счастливы? Коуч никогда не может давать четких ответов. А наставник может. Он говорит: здесь ты должен уволиться, потому что ты пришел ко мне, чтобы я, например, вырастил из тебя сильного, мощного бизнесмена. Там, твоя работа в найме, она тебе мешает. Мы изначально договорились, иди увольняйся, говорит начальник, ничего не объясняя. И если они работают в рамках этого договора, то ученик увольняется. Либо они разрывают договор, и это уже действительно другие отношения. Алия ханым, пек мерахлы, я инсанлар сізге насыл проблемаларнен мураджат етелер? Ой, очень разные. Вот я недавно тоже об этом думала, что со временем запросы трансформируются. И это очень интересная тенденция. Вот и Наталья Стаглинская, мой наставник в коучинге, она тоже об этом говорит, что запросы отражают внутреннее состояние коуча. И, в принципе, не просто так люди приходят к нам с теми или иными запросами. И когда иногда коуч говорит, над коучами тоже есть люди, которые помогают им развиваться, супервизоры.
работает. Над психологами, над коучами есть супервизор. То есть вот я хочу проанализировать свою коучинговую деятельность. Да? И иногда коуч приходит к супервизору и говорит, ну я хочу уже других запросов, я хочу других клиентов, но почему только вот это? И супервизор говорит, ну значит, это твой жизненный путь сейчас. Значит, сейчас состояние твоей психики вот такое, раз к тебе идут такие клиенты. Есть вот такая вот гипотеза, что Вселенная — это зеркало. То есть то, что мы видим вокруг, это отражение нас самих. И клиенты вот идут с определенными запросами. Но это я уже ушла так далеко. А если говорить конкретно, с чем ко мне идут, ко мне сейчас идут очень много с детско-родительскими отношениями, с проблемами в коммуникациях, с проблемами в старте своего нового дела. Вот, ну, видимо, это то, о чем сейчас моя жизнь. И, соответственно, я это вижу в детских, в клиентских запросах. Но слава богу, мне нравится, и когда вот, конечно, глубоко погружаешься в проблему клиента, конечно, это трансформация для коуча тоже, однозначно. То есть мы растем вместе. Вот есть интересная книга, я сейчас, если найду ее, нет, не найду. Есть книга «Игра покой развития» психолога канадского Деборы Макнамары. И там ее название очень показательное. Как взрослые растят детей, а маленькие дети растят взрослых. Вот мы с сыном ее обсуждали, он говорит, ну что это за такое? Это же неправильно, я тебя не ращу. Менься не остурмеем, она, нечен мандамын двалея сдвай. Нечен оларайталар менься не остурем, йохсен меня остуресен. И здесь, перенося, понятно, мы же понимаем, о чем речь, да, то есть об детей человек взрослеет, он вызревает, напитывая другого, он чувствует себя более сильным, более ресурсным. И вот в коуч-клиентских отношениях, конечно, коуч развивается вместе с клиентами. Он с каждым новым клиентом он растет, он углубляется, у него трансформируется картина мира. И поэтому все это очень не просто так. Каждый клиент очень ценен, очень дорог, памятен. Я их всех помню. Ну вот так. Ама насыл усуллар куланасыңыз, сессияларыңыз насыл кече? Usullarını anlatkanda mında farklı taraflardan yaklaşmak mümkün. Есть, конечно, очень много вот, четко разработанных техник, да, которые, в принципе, вот они как инструмент столяра, допустим. Вот бери рубанок и вот делай вот так, и должен получиться хороший результат. Но мы понимаем, что столяры тоже разные bывают. Bir dülger hakiki ustadır. Bir dülgerge sıra kliyentler tura, sımarışlar bir yılga yazılgan. İkinci dülger sadece dülger, ремесленник, да, вот он, ну вот раз, делай два, делай раз, делай два. И как бы, ну вроде формально все правильно, но ты когда берешь изделие, ты души там не чувствуешь, и в сердце отклика не чувствуешь. И вот в работе коуча все-таки техник очень много, есть разные книги, есть разные уже готовые чек-листы, как работать с клиентом. Вот прям делай А, делай Б, делай С, и вот будет результат. Действительно, они в принципе работают. Но не зря говорят, что в коучинге, в психологии главный инструмент работы с клиентом — это психика коуча. Поэтому, выбирая коуча, очень важно смотреть на его ценности, на его жизненный опыт, на его бэкграунд, из чего он склеен, какой жизненный путь он прошел, насколько мне это откликается. Потому что вот это само поле трансформации, это поле идентично психике коуча. Вот в коуч-клиентской работе трансформация происходит на базе психики коуча. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что главный инструмент коуча — это его психика. Он контейнирует все от клиента, он каким-то образом это передислоцирует, да, а если вот так, а если вот так, а если это в виде спирали желаний, например, да, а если это в виде квадрата ресурсов. И вот на базе своей психики он может показать клиенту все то же самое, но уже в новом свете. И здесь опять же важно мастерство, когда коуч действительно вкладывает туда душу, чувствует и себя, и клиента, чувствует сердце клиента, его психику,
очень бережно и деликатно обращается с этим вот человеком живым, да, который пришел к нему с открытым сердцем. Ну а если говорить чисто формально, то их миллион, да, вот можно просто вбить в Google сейчас любому нашему телезрителю уважаемому, наугад вбить в Google коучинговые техники, и раз, два, три, четыре, пять на голову посыпется миллион разных техник. Это, наверное, сейчас номер один — колесо жизненного баланса, когда вся жизнь изображается в виде колесика, делится на сектора и идет мониторинг. Там здесь у меня на 10, на 100%, здесь у меня наоборот просто ну почти ноль, там где-то 5% успеха, да. Здесь у меня там здоровье 50%, карьера 100%, деньги 70, и вот семья там 80, и проверяется, идет мониторинг всей жизни, и дальше с коучем выявляют вот зоны роста, слабые места и дальнейшие стратегии, как это все можно поправить. Это колесо жизненного баланса. Есть прекрасная техника коучинговые метафоры, когда проблема изображается в виде метафоры, например, сада, дома, транспортного средства и так далее, и так далее. Есть их очень много на самом деле, но все-таки психика на первом месте. Але ханым білесізім, сіздің сәйфенізні оқығанда, мені да бір дихатыны дайыма желпеті, сіз коучингны мына ислам динімізге эсасланып, анлатасыныз, мына ислам диніміз ве коучинг насыл бір-бірінен ұйғынлаша? Ну, смотрите, в принципе, если говорить про коучинг в жизни верующего, вот я люблю тег «в картине мира верующего». Сейчас тоже очень много вот такого, я бы сказала, ну какого-то даже буллинга, да, религиозного. Если ты не такой, то ты плохой. Если ты не там, то ты вот не с нами, ты не с ними, ты вот это вот все, очень много агрессии, очень много директивы. И мне вот не хочется, чтобы то, что я говорю, пишу, оно тоже воспринималось как вот такой вот буллинг. Все, кто не с нами, все плохие, там, это биомасса, вы никакие. Нет, я хочу просто показать, что вот в моей картине мира оно вот так вот. Кому нравится, смотрите. Кому ну, вот, не откликается в сердце, ну просто не смотрите, да. Поэтому здесь я всегда вот добавляю в картине мира верующего коучинг, психология и вообще путь самотрансформации — это очень-очень органичная часть. Почему? Потому что верующий, вся его жизнь — это путь из точки А в точку Б. Это путь от рождения до смерти. Вот этот вот вектор рождения, смерть и, даст Бог, рай, да, как мы вот надеемся, это определенная наша заданность. И в этой заданности мы живем, и мы всю свою жизнь пытаемся вот в эту траекторию вписать. При этом коуч, он не говорит нам, как прям вот попасть в рай, об этом рассказывали пророки. А вот коуч говорит, вот этот этап жизни, давай посмотрим детально, хочешь? Вот этот вот твою пятилеточку на всем твоем жизненном пути, давай вот этого слона возьмем и разделим по кусочкам, и вот прям спустим каждый кусочек на твой календарь, и вот прям посмотрим, как вот этот кусочек жизненного твоего пути от рождения до смерти тебе можно пройти легче. Какие ресурсы, оказывается, у тебя лежат в кармане, а ты даже про них не знаешь, сидишь и плачешь. Какие потенции свои ты не используешь, а какие ты растрачиваешь впустую, используешь, но не туда. И коуч помогает фактически вот этот вот жизненный путь детализировать и облегчить, достать на уровень сознания и сделать из него очень такой ясный план. Ве білесізім, Але ханым, пек мерақыл сіздің фікіріңізді дінлемеге мана бақыңыз. Я вот насылсыз түшінесіңіз, Қырым татарларының эссас проблемалары неде сақлы? Это вот экзор Герчик, тяжело об этом говорить и думать тяжело, потому что все-таки я смотрю изнутри, да, а изнутри делать выводы довольно сложно. Нужно все-таки абстрагироваться, посмотреть со стороны. А варясь в этом котле, действительно давать какие-то точные замечания сложно, но то, как я чувствую, здесь будет уже не рациональный анализ, а чисто моей интуиции.
Конечно, это потеря объединяющей идеи, Мгм. это потеря вообще какого-то общего видения, вот это вот визионерство. Ни одна компания, бизнес-компания, которая успешная, она не может вообще выжить в она не конкурентоспособна, если у нее нет визионеров, которые говорят, через 5 лет мы хотим быть там, наша миссия вот такая вот, наша объединяющая идея такая, наша идеология такая, и мы вообще есть вот для этого. Не просто деньги зарабатывать, а взамен за деньги мы делаем вот такое вот прекрасное дело. А какое видение у крымских татар сегодня? Если раньше это было достоинство, да, вот национальное достоинство, религиозное достоинство, это было духовная, действительно такая глубокая традиция. А сегодня у нас какая идея национальная, какое у нас видение? Мы кто, мы куда идем, мы зачем? Вот глобально, не лично я. Вот у меня в холодильнике там есть и мясо, и молоко, и нормально. Ну да, я иногда вот с ребенком по-крымско-татарски разговариваю, ну, альхамдулилля, все, пек, я вшибала, чихым, она теленабеле, ну, все, хватает. Нет, а я как часть большой семьи, вот этого мусульманского тюркского этноса Крыма. Если я смотрю уже глобально и мыслю интересами всего организма, вижу себя как рукой целого человека, да, вот если наша нация, наш народ — это организм, а я его часть, то вот он живет для чего? Его счастье в чем? Его миссия в чем? Его видение 5 лет спустя где? И вот отсутствие всего этого, конечно, дает страшный фитне, как по-русски сказать фитне, я не знаю, Мгм. это склоки, раздоры, поедание друг друга откровенное, когда люди просто вот сидя друг рядом с другом за одним рабочим столом, они просто поедают друг друга морально. И потому что не понимают, что их объединяет. Конечно, если я мыслю масштабом своего кармана, то любой, кто рядом, он угроза для меня. И я сделаю все, чтобы его вот как-то подальше от себя обезопасить. Но это и происходит, то, что мы видим. Все Мгм. друг против друга. Мгм. Я фикринизге көре бақныз, мына қырым татарлар Өзбекстанда яшадылар, 50 ел сүргінлікте яшадылар, Орта Асияда, sonra мына қырымға қайттылар, чешет медениетінің тесірінде болуналар. Ve мына қырым татар шахсиеті бүгін насыл, оны насыл tasvir етер едіңіз? Хырым татар шахсияты дульбердер энесас bunu айтacaklar. Мгм. То есть личность крымского татарина сегодня или хырымлы, да, это действительно красивый человек. Наверное, потому что я сама крымская татарка, я не могу сказать, что мы какие-то вот не такие. Все равно каждый из нас — это ценность, это некая совокупность абсолютно уникальных черт. И здесь самое красивое и глубокое в нас, как в народе, это способность адаптировать диаметрально разные культуры. То есть Крым все-таки это действительно мост между Востоком и Западом, насколько бы ни была это банальная идея, да. Вот даже если смотреть на протяжении истории, когда ислам шел уже в Европу, и Андалусия, и исламская Европа, Крым был посередине. И здесь идеи как западных мыслителей, так и восточных, они пересекались, извлекалось все самое прекрасное. И мы в этом смысле мы довольно гибкие, у нас очень гибкое сознание. У нас очень, посмотрите, каждый крымский татарин легко овладевает и русским, и украинским, и татарским, и английским, и при необходимости там и арабским, и немецким, и еще каким угодно. И нет какого-то внутреннего вот сопротивления. Фу, я буду учить. Никто из наших так не говорит. Мы очень открыты. У нас открытое сознание. У нас, в принципе, довольно мало агрессии в плане межнациональной агрессии. В каком-то смысле это сыграло нам медвежью услугу, да, мы себя так теряем. Если посмотреть на другие народы, они более такие, ну, они агрессивнее просто, а мы менее агрессивные. Мы открытые, и мы гибкие. И здесь, чтобы вот эти качества не привели к растворению, надо все-таки нащупать свой стержень. Мгм. Стержень своего национального духовного достоинства и остаться открытым, но со стержнем, не растворившись.
Ну, как-то так, наверное. Мирахлы. Я бызымыны адетлерimiz, Кырым татарларын тербiyesi, şahsiyetinin şekillenmesine nasıl tesir etti? Э, Бекдульбек Джаным. Я думаю, Альмаз Ханум, что наши традиции, к большому сожалению, нуждаются, конечно, в очень трепетном возрождении, потому что мы теряем очень много вот прямо на глазах. С уходом каждого старика мы теряем то, что нас склеивало, и традиции вот просто как карточный домик рассыпаются. Мы не до конца пока понимаем, насколько это большая трагедия и потеря, когда мы перестаем вот на бытовом уровне практиковать то, что практиковали наши родители, дедушки, бабушки, даже на бытовом уровне. Вот, например, Беним Рахмет Лебетам о хуру тузну фулан маэде. Тузну иритееде темис суда, сон pek şiddetli tuzlu suyu koyardı şorbalara, kaşalara ve ботхаларга азыр ашта su kullanardı. И вот казалось бы какая-то такая банальная мелочь, да, не использовать соль сухую. А здесь, оказывается, тоже есть и гигиенический смысл, и вот оседает грязь, эта вода лучше растворяется. И в конце концов, вот через эту соленую воду я чувствую связь со своей бабушкой. Если я точно так же буду солить свои супы или свою еду этой водой, я буду всегда вот образ моей бабушки, моей любимой, как сказать, опоры, да, за спиной, он будет у меня всегда в сознании. И я понимаю, что я не просто какой-то отщепенец, да, вот, у которого нет ни корней, ни рода, ни племени, а вот я выросла из народа, у которого высочайшая бытовая культура, высочайшая интеллектуальная культура, высочайший уровень духовности. И вот эти вот традиции очень важно аккуратно, красиво возрождать. Но не навязывать опять, не быски, рекмыс, ось одетлерных путмеге. Молодежь, 15-летняя девочка вот так вот посмотрит, скажет, кимге керек, сана керек, сен я. И что мы ответим? Либо будет насилие, ах так, все, не дам тебе денег карманных, да, и развал отношений. Здесь не керек, не должны, а показать красоту наших традиций, показать, насколько эти традиции, как внутренний такой вот скелет, как внутренний корсет держит нашу личность, наши ценности. Это русло для наших духовных ценностей. Это очень важно. Эти традиции, ритуалы, обычаи, это невероятно важно. Я сейчас даже, когда вот консультирую клиентов, когда возникают семейные проблемы, проблемы между связи поколений, я всегда советую вводите новые традиции и ритуалы. Например, придумайте себе семейный ритуал. Каждую пятницу, либо каждое воскресенье наша семья делает это и это. Либо хотя бы, если вся семья пока не поддерживает, аккуратно, в одностороннем порядке, регулярно вводите какие-то красивые традиции. Это будет склеивать вашу семью как вот целостность, как один организм. Мы потеряли свои национальные традиции, мы потеряли свои многие религиозные традиции. Вводите заново, возрождайте то, что было, с новыми смыслами. Это очень важно. И это не я придумала. Про ценность вот этих вот ритуалов, регулярно повторяющихся действий пишут психологи. Мой один из самых авторитетных психологов, который для меня образец эталон, это Гордон Ньюфолд. Он постоянно пишет о том, как ритуалы в семье склеивают психику ребенка, дают ему русло для развития, безопасность. Вот каждую неделю у нас происходит это. Там, сегодня у мамы есть настроение, завтра нету, но он все равно знает, что вот в воскресенье у нас будет вот это, а каждое утро мы делаем это, а каждый вечер мы делаем это. Вот как старики требовали, да, мы проснулись, надо сказать «Сабах шеклерин из хайглеусом», поцеловать руку. Где это все? Где сами старики? А это все, оказывается, нашу психику склеивает. А когда это все ушло, что мы видим? У людей взрыв. Крыша едет, извините за не очень красивые слова, да, и мы видим депрессию как эпидемию уже, тревожность просто накрыла весь мир. Про суициды я вообще молчу. Почему? Потому что уровень безопасности жизни, он очень низкий именно с психологической точки зрения.
Поэтому это очень важно. Ve Aliye Hanım bilesizim bizim milletimiz ekseriyetle bizim insanlarımız hepsi değil ama çoğusu öyle yuvaşlar. Ama malum olduğu gibi her bir insanın resursları var. Ama insanlar özlerine sıhalarda keder etip özünü toxtatalar, özünü inkişaf etmeye bermeler. Bundan nasıl çıkmağa tavsiye edersiniz? Ну вот здесь, опять же, не в порядке рекламы, коучинга и наставничества, но очень важно найти себе человека, который верит в вас больше, чем вы сами. Вот как становятся великими математиками, великими художниками, когда есть мастер, ребенок еще не понимает, что такое талант, ему просто нравится, он самозабвенно часами рисует, решает, но мастер смотрит на него другими глазами. Он знает, что через 5 лет, возможно, этот ребенок откроет и там докажет теорему Ферма, этот ребенок нарисует шедевр. И вот для нас, для взрослых, в духовном смысле очень важно найти для себя человека, который верит в нас больше, чем мы сами. И вот нам, находясь в коммуникации с ним, это не обязательно психолог или коуч, это может быть какая-то фигура взрослого наставника, ну, либо то, что я с клиентами верующими практикую, это фигура пророка. Он верит в потенциал каждого из нас быть счастливым при жизни и после смерти. Пейгамберimiz yaşatmak için, Хуванчлы Яшаиш Омур Яшамах и Чун ось Омуруну Яшаде. Для того, чтобы мы жили счастливо и жили действительно максимально реализуя свой духовный потенциал. И когда он говорил, я скучаю по своим любимым в одном из хадисов, да, то есть он говорил о том, что он нас любит, он за нас переживает, он за нас делает дуа в своей могиле. То есть если даже человек не видит вокруг себя такого человека, да, вот наставника, коуча, взрослого товарища, маму, папу, учителя, учителя начальных классов, может быть, он не видит, то пусть ищет себе духовных наставников. И вот так вот в психике этих людей отражает себя и находит там свои глубинные потенции. И вот об них начинает верить в себя. И идти к себе более счастливому, как модно сейчас говорить, лучшей версии себя. Вот есть я, а есть лучшая версия меня, да? И вот так вот через другого, через другого. И в этом смысле коучинг, один из секретов эффективности коуча именно в том, что коуч всегда верит в клиента больше, чем он сам. И коуч не берет клиентов, в которых он не верит. То есть если он видит, что это заведомо провальный проект, этика коуча не позволяет ему работать с этим человеком. Хотя, в принципе, вот коуч вроде оказал услугу, он забрал свою оплату, все прекрасно. Но нет, нельзя, если ты не веришь в клиента, ты не имеешь права с ним работать. Как? Нельзя. Поэтому вот эта вера, клиент доверяет коучу, клиент пока сам еще не понимает, как он туда придет, но коуч говорит, получится, я вижу, я чувствую, идем. Ну, конечно, судьба как будет, так будет, но потенциал есть, идем. Aliye Hanım, ya komfort zonasından öyle bu onaytılık hayatından çıkmağa ve serbestlikni kazanmak için ne yapmalıyız? Выход из зоны комфорта тоже такое клише, да, сегодня. Все стараются выдрать себя из зоны комфорта. Ну, bugün pek mod, bu hakkında çok haytalar bugün. Вот, Здесь, ну, это на самом деле так и есть, просто уже немножко это все настолько тоже из каждого утюга об этом мы слышим, да, выход из зоны комфорта, выходи из зоны комфорта, вот давай, что уже хочется сказать, а можно я полежу месяц на диване в комфорте под теплым одеялом? Я ж никому не должна, да нет, ты должен выйти из зоны комфорта. На самом деле мы не должны. Вот сверх того, что обязал нас Бог, мы никому не должны. Если кому-то комфортно лежать под одеялом всю жизнь, нормально, пусть выходит. Но здесь я больше, мне нравится, да, выход из зоны комфорта не через хамчи, вот сам себя хамчила, инсан да хамчила, и вот выталкивает себя откуда-то, а через любовь к той цели, куда мы можем прийти. Вот пример для понимания.
юноша идет к дому возлюбленной. На пути у него очень много есть испытаний, ему сложно. Он вышел из своего дома, и это выход из зоны комфорта. Вся ашитская поэзия вот об этом, да, как раз. Он вышел из зоны комфорта, ему очень может быть иногда и тяжело, и голодно, и боязно, и драконы встречаются, Эдждер Халар, он Пешенден излей, и вот это вот все очень некомфортно. Но он не думает о том, я должен выйти из зоны комфорта. Да нет, он любит, и поэтому он идет. Мгм. У него в сердце образ любимой, кем он хочет связать свою душу, с кем он чувствует духовное родство, и поэтому он идет. О Зозуну Хамчламой, он себя не выпихивает. Вот нет вот этого вот давления какого-то, насилия, аутоагрессии, агрессии против себя. Тряпка, вставай с дивана, да? Нет, нет, я такое не люблю, вот правда, не люблю. Слишком много в мире непонятного давления, слишком много какого-то насилия абсолютно неоправданного. Поэтому чем выпихивать себя откуда-то куда-то, намного эффективнее, менее энергозатратно найти вот эту вот любимую и дом этой любимой, да, то есть ту цель, куда тебе идти приятно. И вот опять же в ньюфолдовской парадигме детский психолог, доктор психологических наук, он говорит, не надо вот насильно как-то вытаскивать в зрелость, в силу, в самостоятельность. Вы покажите сокровище, и тогда ребенку не страшно будет взглянуть в глаза дракону. Мгм. Вся моя работа и вообще моя жизненная позиция в том, что не надо никого никуда выпихивать. Либо у человека увидел сокровище, и у него загорелся огонь в сердце, все, он идет, все, коуч, вот здесь вот как раз коуч и нужен. Тогда огонь появился, и нужно немножко прорисовать маршрут. Если огня нет, команда коучей, сама Мэрилин Аткинсон, сам Эриксон, никто не зажгет этот огонь. В этом-то и суть свободы. Человек свободен. И Мгм. есть такая прекрасная фраза одного из турецких авлиялар: «Инсан гюзеле муштак». Человек голоден на красоту, человек не может жить без красоты. И поэтому суть вообще жизни, саморазвития, движения вперед в том, чтобы немножко начать всматриваться в ту красоту, которая есть. Красота уже есть. Всматриваться в нее, влюбиться в нее, почувствовать ее магнетизм и начать к ней двигаться. А иначе выпихивать себя, постоянно себя, вот это заниматься самоистязанием, то, чем занимались с нами в школе, ой, не. Я вот, Мгм. например, когда я учу ребенка, никогда никакой дисциплины. Это такое удовольствие нам. Вот я с ним разговариваю, я говорю, я не дам тебе никакого учителя, потому что это реально удовольствие. Ему нравится что-то, та же самая математика, арабские буквы, русские буквы, английские буквы. Это удовольствие, это интересно. Я говорю, хочешь читать вот эту вот книжку? Да, хочу. Ну вот смотри, будем понемножку как-то. Или нет, не хочу, все хорошо, не надо. Ну вот слишком много насилия, слишком много, хватит. Я ни к себе не хочу, ни к клиентам не хочу. Либо Мгм. есть огонь и идем, либо нет огня. Это твой выбор, я его уважаю. Все, что в рамках закона, пожалуйста. Мгм. Ама білесіз, әр вақытта атеш олмас, базы аналар, бабалар мына шикаят етелер, балар пек тенбейлер, оларда мотивация yok, оқымаға істемелер. Сон бұл Конечно, мекелелерді поэтому насыл чезмек мүмкін. да, поэтому надо сапогом в школу выпихивать пинком под зад, да? Вывод такой же как бы напрашивается. Ама не Нет, yapmak керек? Мына бір чоқ аналар, бабалар, гүзел естедатлы балар айтылар, бір шестемелер. Демек бұл мектептің доғры мектепте çalışмайлар. Демек бөйле. да, да. На самом деле секрет в связи с учителем, ну, это очень зависит от возраста. Если это вот такие вот малышарики, то здесь все на межличностном отношении. То есть должен быть любимый взрослый. Если это учитель начальных классов, то есть понятие сватовство. А вот там Зелиха Люмановна тебя так любит, а она так вот про тебя говорила. А Зелихе Люмановне, вы знаете, он пришел такой счастливый после ваших уроков. Все, он любит эту Зелиху Люмановну, и он действительно, это его взрослый. После мамы сразу вот Зельха Люмановна, и вот он туда бежит, и все это, вот все прекрасно. На отношениях. И когда есть связь, когда он нас любит, он нам доверяет, он ждет от нас хорошего, он хочет быть для нас хорошим, то мы можем мягко приглашать на территорию своих ценностей.
представляешь, читать книги, как здорово. Вот я серьезно говорю, альхамдулиллах, Аллаха билляхи шукуля расул. Это человек вчера, вот, который рядом сидит, он вчера Карабаш Таджвиды начал разбирать. Да, это у меня просто культурный шок. Я его туда не тянула. Я прям, вот не знаю, очень счастлива от того, что он стал это сам разбирать, потому что я приглашаю его на территорию своих ценностей. Я говорю, это так здорово, это так интересно. Когда ты читаешь слова, говорю, это как будто сен челищеклерных расан. Вот ты маналарны чхарасан, сначала просто хабух, вот какие-то значки. Непонятно что. А теперь ты научился читать, ты это прочитал, понял, достал смысл. Представляешь, какое удовольствие? Кейфиетный дуясан. И вот мы его туда тянем, 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 тянем. И альхамдулиллах, Аллаха билляхи шукуля расул, Аллах казден задан согласил, без насилия можно идти вперед. Дальше уже это вот с малышами. Когда мы говорим про более взрослых, да, детей, то здесь не всегда нужен вот прям идеально любимый педагог. Иногда достаточно вот просто, чтобы ребенок, там, подросток уже 14-15 лет, уже опираясь на авторитет родителей, да, вот он понимает, что, то есть находясь на территории ценностей мамы с папой, он идет за этой математикой к учителю, даже если нет близкой связи, допустим. Или идет за этим английским к учителю, потому что мама с папой дают ему вот этот вот импульс, что языки — это очень здорово. В нашей семье все говорят на разных языках. Чем больше языков ты знаешь, тем шире твое сознание, тем больше удовольствия от жизни ты получаешь. И ребенок уже способен это в жизни удержать как ценность родителей. И за счет этого уже более взрослый ребенок способен к какой-то дисциплине. Конечно, я не говорю, что полностью только на удовольствие. Есть дисциплина, есть ритуалы, но это уже на уровне привычки вырабатывается, да? То есть ребенок уже знает, мама помогает это как ритуал выработать. Каждое утро у нас там 10-15 минут письма, допустим. Не через какие-то котеклемек шамарламах, а просто как ритуал. Мы так привыкли, вот у нас так, идем 10-15 минут попишем. Если категорически нет, не хочу, никак не буду, ну хорошо, завтра я опять попробую. Как-то вот так вот, через связь. Эффективнее всего учеба идет через связь, через удовольствие, через любовь к учителю, через большую, яркую, теплую, заботливую, но сильную, авторитетную фигуру учителя. 99% успеха — это фигура учителя, который может привить любовь к предмету, любовь к себе и вот этот вот огонь, да, в сердце. Дабыр меселебар bu münasibetler, mana siz şunda anlattınız, talebe ve hoca arasında münasibetler. Ama insanlar arasında münasibetler hakkında siz nende laf etmek isteyim. Mana bizim halkımız daima şikayet ete, bir işini başlaganda aytalar ki, bizim halkımız ne çalışmağa pek kıyın. Ne için? Ne yapmalımız? Ну, честно говоря, я не очень люблю вот такие вот клише. Со всеми представителями любого народа иногда тяжело работать. Это не важно, это представитель там крайнего севера, чукча или русский, или крымский татарин, или канадец. Тут вешать какие-то клише не очень правильно. В каждом народе есть порядочные люди. Если говорить именно про сотрудничество, да, про какое-то глубокое взаимодействие, то, конечно, фундамент — это порядочность. Порядочность, способность оправдывать доверие, которое тебе оказывают, способность отвечать за взятые на себя обязательства, способность нести ответственность, не убегать от своих обязанностей. И абсолютно в каждом народе есть совершенно непорядочные и совершенно порядочные. И если говорить, смотреть опять же на религиозную картину мира, сам Пейгамбер Ибрис об этом говорил, что нет преимущества у араба перед неарабом, кроме как богобоязненности. Если вот в религиозную терминологию идти, то порядочность, она вот спрятана как раз в богобоязненности. То есть страх перед ответственностью, как я буду отвечать на суде. Есть и русские, и крымские татары, и украинцы, и турки, которые абсолютно надежные, порядочные, с которыми можно взаимодействовать. Ну, конечно, менталитет никто не отменял, действительно, ментальность у всех разная. У нас, вот я слушала доклад нашей Мавиле Халил по трансгендерной травме. Конечно, есть наш весь народ прошел через определенный вот процесс, и это определенные какие-то отпечатки, конечно, наложило. То есть крымские татары, они
вот такие вот, какие есть, русские такие, какие есть. Все разные, никто не плохой, никто не хороший, просто все разные. Как вот у вас есть свой абсолютно уникальный, да, фенотип, у меня свой, так и с народами. Мгм, И мгм. вы самостоятельная ценность, нельзя сказать, вот почему с вами хорошо, там, а со мной плохо или наоборот. Нет, у вас есть свой набор прекрасных качеств и черт. У меня свои какие-то особенности, и так и с народностями. Мгм, мгм. Беждахаха. Böyle лихнен, мына миллетімізге, мувафахетлерге ирешмек için nasıl tavsiyeleriniz olur? Наверное, главное пожелание — это самоуважение, уважать себя как ценность, просто чувствовать свое достоинство, искать это достоинство в том числе и в своих духовных корнях, и национальных корнях, чувствовать себя ценностью. Озузунехимед вермек, ойхимед дуймах. Не просто знать, да, я человек, а чувствовать себя как ценность каждому из нас индивидуально и совокупно всем нам вместе. Вот наш вот этот небольшой этнос, да, весь наш народ, чтобы понимал, что у него есть своя красота, свои особенности, свое достоинство, не лучше, не хуже, чем у других, но особое и важное. Мгм, мгм. Али ханым çok sağ olunuz böyle meraklı sohbet için. Сылында bizlerden böyle paylaşkanınız için ve siz büyük işler yapasınız. Şunun için biz sizge can yürekten minnettarmız. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri bizim halkımızın belli alimi, araştırmacı, filologiya ilimleri namzeti, bundan da gayrı adliyeci ve bugünkü günde muvaffakiyetli coach Aliya Kangiyeva olgan edi ve biz ve şunu da ayrıca hatırlatmak isteyim, bizim kanalımızga yazılmağa unutmanız. Bizim rejissörlerimiz şimdi gösterir. Patreon ailesine kırınız, YouTube sayfamızga da abone olunuz. Ne kadar çok olsanız, ne kadar vatandaşlarımız çok bizim YouTube kanalımızga yazılsa, böylelikle siz böyle etip kanalımızga da fayda getirirsiniz. Ve bizler siz için güzel leyhalarını, güzel filmlerini ve diğer programmalarını yapmağa tırışacağımız. Şunun için hem de Patreon ailesine kırınız. Patreon.com/ATR.ua. Böyle etip birlikte birçok işlerini yapabiliriz ve elbette ki şunu da ayrıca hoşmağa isteyim. Bizim mabuslarımızı unutmanız, onların ailelerini ziyaret etiniz, elinizden gelgeni yapınız. Ben ise şu dakika, birkaç dakika sizden sağlıklaşam ve birkaç dakikadan bu stüdyada tekrar görüşürüz, tekrar meraklı misafirimiz olacak. Şunun için görüşmek üzere. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға.
Йырларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Eferde bugün yayını ve men sizlerine bugün kim safrımızla tanış etmege isteyim. Bu halkımızın belli jurnalisti birçok kitaplarının müellifi Nenki Can mecmuasının baş muharriri Zera Hanım Bekirova. Assalamu alaikum Zera Hanım. Bir hacvdahadan Zera Hanım bizlerine canlı bağımızda olacak. Yakında Zera Hanım Kazakistan topraklarını ziyaret etti. Anda bizim vatandaşlarımızla Kazakistan'da görüştü ve bugünkü yayınımızı bu sizlerdik bağışlamağa sürgünlükte yaşayan vatandaşlarımızga, olarında nasıl yaşayırlar ve Kırım Tatarlığını nasıl yaşatmağa tırışarlar. Bu hakkında bugün biz Zera Hanım Bekirova'nın laf edeceğimiz ve bir hacdahadan Zera Hanım bizlerle bağlanacak. Ve şunu tekrarlamak isteyim. Ter telekanalımızga, yani bizim YouTube sayfamızga yazılınız. Böyle etip bizge hol tutunuz. Bundan da gayrı
АТР телеканалының қорантасына да кіріңіз ве білетіп АТРның азасы олып, каналымыздың азасы олып, біз бірлікте бір чоқлейхалар берабер япармыз. Мұна patreon.com ATR.ua. Мұна да ғайры телефонларымыз дайма çalışа. Viber номерасына ось суалларына арасыз әткен мевзуларыны яза білесіңіз, белкім ос фікірлеріні білдірмеге істеген инсанлар бар, әркезге сөз бермеге имканымыз бар. Шоның үшін әмді Skype, әмді Viberге яза білесіңіз. Ве мен хатырлатам, бүгінгі яйынымызны біз істеретік бағышламаға, сүргінлікте яшаған ватандашларымызға ве Зера ханым Бекирова яқында Казахстанға барды ве анда біздің ватандашларымызны зиярет етті. Зера ханым енді бағда. Келін соны селямлайық. Селям алейкум, Зера ханым. Алейкум селям, алейкум селям. Зера ханым, мұна біз сіздің сайфенізні дайма тақып етеміз ве doğruсын айтсам, мен меселе дайма айретте қалам. Сіз яқында атта енді Казахстанға барып чықтыңыз. Ве лютфен тесуратларын пайлашыңыз. Пек мерақлы мұна Казахстанда Қырым татарларының сайысы чоқмы, азмы, ве біздің миллетіміз компакт яшаймы, яда бұтун яда Казахстанда дархалып қалған бақында лютфен екей едіңіз. Çok sağ olunuz. Elbette ki Kazakistan'a barmak niyetim elbette ki var edi. Bilesiniz Kazakistan'a elbette bizim halkımız sürgün etilmedi. Lakin 44. yılı aprel ayında anda Guryev zavodlarını kurmak için emek ordusuna 4000'den ziyade Kırım Tatar erkekleri alıngan edi. Onu men bileydim ve bileydim ki что bu 50. yıllarda 48-49. yıllarda Ural'dan, Mariel'den, Perm vilayetinde Kırım Tatarlarını endi Verpovka'nın Kazakistan'ın Almata vilayetine, Almata'nın yanında bir 120-130 kilometre yakınında onlar bir tütün savkozu açtılar ve o tütün savkozunda tütününü asramak, yetiştirmek için Kırım Tatarlarını Verpovka yaptılar. Ve o savkozda elbette ki Kırım Tatarlar toplu yaşadılar. Olarını bileydim ve Jambul vilayetinde Kırım Tatarlar yaşağanı da belli, yaşağanı deyip anda sürgün etilgeni ve ta 30. yıllarda repressiyaga uğratılıp anda alıp ketilgenleri belliydi. Onun için Kazakistan mutlaka benim programımda bu sürgünlük yollarında özüm düşüngen bu leyham içinde mutlaka var idi. Kazakistan'a bardım. Kazakistan'da 3 haftaga yakın oldum. Lakin Kazakistan'ın yarısını bile dolanıp yetiştir almadım. Çünkü Kazakistan gerçekten de balaban bir vilayet. Anda pek çok meraklı malzemeler topladım. Almatı'da bana umumen Kazakistan'daki seferimde bana men birinci növbette pek büyük bir teşekkür bildirmek isterim. Anda vatandaş medeniyet merkezimiz var. Medeni merkezimiz ve o vatandaşın azaları, hadimleri bana pek büyük bir yardımda bulundular. Yani benim programımı demek kaysı kartlarının ne vakit görüşebilirim, bu transport meselesi, yatakhane meselesi, aşayet meselesi, bütün bu meselelerini onlar bana çözmeye yardım ettiler. Ve benim işimi kolaylaştırdılar. Almatı'da görüşmelerimiz oldu. Son bu tütün tabak savkoz deyler onlar. Çelik de belli. Şimdi şelek adı ve o tabak savkozda 3 gün oldum ve 3 günün içinde değerlik bütün kartlarla, yaşlı insanlarla görüşüp onların hatırlamalarını yazıp aldım. Ya nasıl şehirlerinde bulundunuz? Bakında tafsilatlıca aytınız. Kaysı şehirlerde? Kaysı şehirlerde? Pek çok şehirlerde değil Elmas Hanım. Almatı elbette ki paytahtında Almatı'da ve şu Almatı vilayetinde son Astana, şimdi Nur Sultan'adı. Nur Sultan'a da bardım. Nur Sultan'a paytahtın özüne değil, halbuki paytahtın özünde de Kırım Tatarları yaşaylar ve onlar yaş Kırım Tatarları değerli ki anda deyip ki çalışmağa ve Kırım'a koçmak için para kazanmağa ketkenler. Ben buna pek kıvandım. Yani anda çalışacaklar bir işlerde
hepsi yaş. Mesela Ruslan Maştekov. Öyle bir ne dedim, men kvartiramı satıp olsam Kırım'da bu paraga ev alıp olurum mu dep öyle neydi ve yeter mi yani da, ya da ne toplamak gerek mi? Öyle fikirler beni pek kuvandırdı. Yani yaşlarımız, andaki yaşlar Kırım'a kaytmak, Kırım'a koçmak niyetindeler. Astanaga barmak niyetim birinci nöbette bu Alжир. Акмол деген bir kasaba var. O Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Аббревиатурасы қысқартылған öyle ola Alжир. Aslında Alжирмен biz bilgen Alжирмен elbette hiçbir türlü alakası yok. Anda öyle bir lager olgan ve o lagerde men onların saytlarını pek inceleyip çok araştırmalarını ettim. Arşivlerde taptım ve bizim Hüseyin Badaninski, Hasan Sabri Ayvazov, Osman Akçokraklı, Bekir Çobanzade, Abdullah Latifzade, Fevzi Musaniyev, Çeşmeci, Mimetovlar. Bakın bu insanların kadınları, umur arkadaşları, Kırım Tatar soyları, başka millet mensupları, lakin onların kocaları Kırım Tatarları ve tek bir suçlarda yani onlar 37-38. senesi kurşunga dizilgen bizim ziyalılarımızın umur arkadaşları. Onların umur arkadaşı olganındaydı onların kabahatları ve men mutlaka o lagerini yani o kompleksini ziyaret etmek niyetim var idi. O kompleks şimdiki elbette ki o lagerin yerinde değil, o biraz lagerden biraz çette. Lager olgan yerde şimdi anda bir kasaba kurulgan ve hatta ki anda kasaba sakinleri öyle dediler ki şimdi yanı bir evlerin temeli kazılganda hala da kemikler çıkar dep. Yani onun izleri hatırası hala bugün anda yaşay. Ve şu lagerde men bizim Kırım Tatar kadını anda muzey hadimi eken. Elbet o bana bir ne diyeyim videoga komentari vermek istemedi izahat. Lakin men bilmeyeyim bu sebebini. Belki hala da böyle bir korku vardır. Men buna çok kereler rast geldim. Bazı bir Kırım Tatarlarında öyle bir korku var. Sürgünlük hakkında aytmak, men o geçmişin dehşetli vakayaları hakkında aytmağa sakıngan soyları da var. Yani ne için öyle? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Ne için korkalar? Bu siyasetle, onların siyasetine bağlı mı? Bekim Kazakistan siyasetine bağlı. Yok, estağfurullah. O Kazakistan'ın siyasetinin değil. Men aytmağa isteyim, men tek Kazakistan'da değil. Men bunu Mariyski'de de gördüm, Ural'da da gördüm. Büyüklerde o, bilesiz, o korku galiba analarından, kartanalarından bekim geçkendir. Bu korku o vakit elbette ki her bir bu ne diyeyim artkaç aytılgan söz üçün olar yıllar neneger kapatılgan olsalar olar balların korçalamağa istediler. Galiba men öyle düşünüyorum. Onun için o korku endi ballarına da geçti. Men bir şey aytsam ya da düşünmeyip bir şey aytıp yibersem bana zarar mı olur degen bir korku var. Bizde mesela bilmiyorum öyle korku yok. Men dedim şimdi öyle zaman değil. Şimdi bütün dünya Kırım Tatarlarga böyle saygı, hürmetle yanaşa. Biz uğurlanmak gerekmiz dep. Neyse, lager mende pek böyle bir dehşetli tesuratlar kaldı. Men öyle dedim ki bu Stalin'i o zamanlarını sağıngan insanlar barıp anda bir görseydiler, belki fikirlerini değiştirirdiler. Ne için Alжир bu lager adlandırıla? Ayttım же, Elmas Hanım, bakın, Akmolinский лагерь жен изменников Родины. Baş harflerin bakın. Bunun için Alжир var. Ve böyle söyleyeyim olacak. Siz kartlarımız neydi? Görüşken ediniz. Birçok kartlarını yazdınız. Onlar Kırım'ını nasıl hatırlaylar? Nasıl hikayelerini paylaşkan ediler? Elbette ki benim esas vazifem, esas maksadım şu kartlarını yazıp almak idi. Ve bakın ki Elmas Hanım Tunev'in bir kartananı cıydılar Almatı'da. 93 yaşında Ava Ganiyeva. Men nege Almatı'ga bargaным ikinci günü onunla biz görüştük. Ve mına bir aydan son o kartana endi keçindi. Ama o kadar çok kıymetli hatırlavlarım o Baksan köyünden, Doğma Baksan köyünden
Ve o bana tünyon men kitap yarmalığımızda bu şeyini ayttım. Men ondan görüşkende o bana bir kereden Kur'an'ını gösterdi. O Kur'an'ın cilti, kapağı yok. Hiçbir türlü. O Baksan koyunda Nemseler koyunu yakkan vaktinde cami de yangan. Caminin içinde Kur'anlar ve dini kitaplar saklı sandık yangan. O sandığın içinden o zaman o 12-13 yaşında kız bala 41-42 yıllarda o sandığın içinden kitapını kurtarıp algan da ve hiçbir vakit men bu kitaptan ayrılmadım bu kitaptan. Olar Uralga sürgün etilgenler Perm vilayetine. Andan Uzbekistan'a ketken. Uzbekistan'dan sonra Kazakistan'a düşken ve o bu çok şeylerini hatırladı. Nasıl Ural'da yaşaganların, nasıl çekişkenleri elbette ki Baksan'ı da çok hatırlayıp bu hatırlamalar pek kıymetli. Son biz Almatı şehrindeki kartlarını, bu tabak savkozdaki kartlar, şimdi elbette ki o kartlar, biz şimdi kartlar deyimiz ama olar sürgünlük vaktinde 5 yaşında, 6 yaşında kadınlar ve hatta ki ne diyeyim, anasının kursağında sürgün edilen kadınlar var. Mesela bir kadın, buna Zera hanım, o bana dedi, benim doğan günüm 44. yıl sentyabr 12. Ben dedim, demek sizin ananız yüklüydü sizden. Elbet yüklüydü. Sonra o nede çalıştı? Dağ kesiminde çalıştı. Ve ağaçlarını demek olarak Kama özeninden çıkaracak vaktinde anam de Kama özenine düşken. Bakınız yüklü kadın. Ve anam de onu zar zorunun şimdi fotoda bu kadın. O son bir aydan sonra anası onu doğurgan. Öyle bir hatırlamalarını neydi? Buna bu kartana mesela şimdi buna gösterili neydi? O da reşide yaptı. O aslında 13 günlük bala iken. 5. Mayıs günü doğan 44. yılı. 13 günlük bala ve o nasıl hatırlamalarını paylaştığında. Zira Hanım, ya bu bütün kartlar Kırım'ı gördüler mi? Kırım'a gelmege imkanlar oldu mu? Elbet, elbet. Diyeceğim mesela 99% desem yalan olmaz. Onların hepsinin Kırım'da soyları var. Keleler Kırım'a, men her vakit niçin Kırım'a kaytmadınız deyip men sual vermeyeyim. Men kim bilsin, herkesin özünün bir sebebi var. Adamga ağır tiymesin deyip men her vakit diyeyim, siz Kırım'ı birinci sefer Kırım'dan ayrılgan son ne zaman gördünüz? Nasıl gördünüz? Dep sual bergen son olar başlaylar aytmaga. Mesela Kırım'a kaytmak niyetleri var mı? Niçin kaytmadılar? Nasıl? Hepsileri elbette ki Kırım'a geldiler ve keleler her yıl soy soplarına keleler, özleri keleler. Birçoklarının Kırım'da endi evleri var, участкалары var, ev kuralar, kaytmak niyetindeler. Bana öyle ayttılar. Ama pek güzel. Tahminen alganda Kazakistan'da çok mu Kırım Tatarlar yaşarlar? Ne kadar tahminen? Tahminen mesela Almatı'da olar ayttılar, Almatı şehrinde 600 adam yaşay. Olar orta kararının öyle aytalar. 600 adam yaşay tek Almatı şehrinde. Yani şimdi biz bu tütün savkozun, tabak savkozdaki kalan Tatarlarını alsak, Gurif vilayetindeki Kırım Tatarlarını alsak, son Jambul vilayetinde, Çimkent vilayetindeki Kırım Tatarlarını alsak, men bellesem kararının men özüm, men yanılabilirim. Bir 2-3 bin Kırım Tatarı da var deyip tahmin etem. Ya Kazak medeniyeti tesir etti mi? Nasıl tesir Kazak etti? medeniyeti. Men neni gördüm bilesizmi? En pek ziyade sevindim çünkü men mesela Rusya'da, Ural'da olgan son pek niyetken edim. Böyle adetlerimiz unutulgan, tilimiz unutulgan deyip. Kazakistan'da bambaşka. Anda tilimizde olar serbest laf eteler, kartlar aslında unutmaganlar, yaşlar da bileler. Ve Kırım'dan andaki Kazaklarının tilimizin yakınlığı, mesela çöl tarafına, Kazakistan'da çokusu değil, eski Kırım, Karasu Bazar taraftan ve içki taraftan, içki rayonunun halkı yaşay ve onlarga elbette ki Kazak dili yakın. Onlar hiçbir zorluk çekmiyorlar, Kazakça laf etmeye bilirler. Kazaklardan bek, Kazakistan'dan bek onların hatırları hoş, pek bizge yaxşı. Aslında
bu 50 yıllarda kelgen vaktinde de kartlar hatırlaylar. Mında pek yaxşıydı. Biz hiç açlık da çekmedik. Hiç bir türlü bir horluk görmedik. Bizni mesela böyle aşağılap ya da hakaret etken insanlarını biz mında görmedik. Onun için de belki son onların yanına endi Özbekistan'dan da koçup kelgen gönüllü insanlar olgan. Mesela Özbekistan'ın şaraitlerine dayanalmayıp ya da Ural'ın Rusya'nın şaraitlerine dayanalmayıp Kazakistan'a koçken sonunda 50-60 yıllarda koçken Kırım Tatarları da olgan. Yani ve hala da öyle her şeyde hiçbir ne yok. Mına biz Kazakistan Halklar Asambleyasına kiremiz. Bizge her vakit tedbirler geçirmege, ne böyle bir adetlerimizi tutmege imkanlar yarattılar dep öyle ayttılar. Ya mına Uzbekistan'da, Kazakhistan'da, Kırgızistan'da yaşayan vatandaşlarımız, onlar arasında nasıl bağlar, onlar görüşürler mi, öyle tedbirler geçirirler mi? Elbette ki mutlaka görüşürler. Mesela şu vatandaş medeniyet merkezinin reisinin muavini Uriye Kurtaşırova, o aslında şu dış bağlar için mesuliyetli eken ve o ayta biz mutlaka Kırgızistan endi Bişkek olarga pek yakın 200 kilometre. Bişkek'e mutlaka baramız. Mesela 18 Mayıs'ta biz onların tedbirlerine koşulamız, beraber yapamız deyler. Özbekistan'a barganlar olar ziyaretine, Türkiye'ye birkaç kere barganlar andaki diasporamızla tanışmaga, Kiev'ke kelgenlerini hatırlaylar, nasıl bu tedbirlerge, kongreske koşulganların. Öyle olar özlerinin içinde, ne diyeyim, özünün kabuğunun içinde değil. Böyle herkesten birinci nöbet elbette ki Kırım'dan, ama bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarlarının bak tutmaga tırışalar mutlaka. Siz birkaç kereler ayttınız bana vatandaş teşkilatı hakkında. Fotolarda biz gördük bu teşkilatını. Nasıl tedbirler olar geçirirler? Mına tilimizni öğrenmek için dersler alıp baralar mı? Bu hakkında da tafsilatlıca hikayetiniz. Elbet tilimizni öğrenmek için olar Kırım'a kelgen insan, her bir Kırım'a kelgen insan Kazakistan'dan olar mutlaka bundan ana tilinde kitap alıp kaytmaga tırışkanlar ve elbette ki bu oku kullanmaları, derslikler alıp ketip anda özcesine böyle kurslar da teşkil etkenler. Son oyun kursları mutlaka bizim milli son nağış kurslarının dışında açmaga isteyler. Mında kelip öğrenip ketkenler ve anda endi demek özleri öğretecekler öyle şeylerini. Mutlaka bütün bayramlarımız kaydetili, dini bayramlarımız 18 Mayıs mutlaka kaydetili ve elbette ki yaşlarını da toplaylar. Yılda bir kere çaresi olsa 2 kere bütün Kırım Tatarlarını toplap böyle bir Kırım akşamları gibi böyle tedbirler yaparlar. Ya toylar nasıl geçiyor? Ansambller var mı? Nasıl ananelerinin geçiriyor? Öyle faktlarıyla tanış oldunuz mu? Evet, teessüf ki toylarını görmeye kısmet olmadı. Belki toylar zamanı değildir. Men rast gelmedim ama bu neydi? Tutun savkozunda Çilik'te mesela bir server arkadaşımız, o bana şimdi soyadını unuttum, bağışlarsınız. O ayttı, anda olar bilesiz bir ansambl kurganlar ve Kırım Tatar ansambli ve o Kırım Tatar ansamblinde kart çalgıcılar yaşlarga öğretkenler. Yani Kırım'dan endi çalgıcılıkны bilgen kartlarımız olarga özlerinin bilgilerini paylaşıp ve onlar bir ansambl kurganlar. Elbette ki Kırım Tatar toylarını böyle eski türkülerle, eski avalarla geçirmek adetleri mutlaka bozulmadan, demek karışmadan geçirmesine pek dikkat etkenler kartlar. Ama vakit geçken sayın elbette ki bu özünüz bilesiz son karışık korantalar var. Mesela Kırım Tatar Kazak korantası, Kırım Tatar Uygur korantası. Öyle korantalar da elbette ki var. Olarda elbette adetler pek o kadar kütülmeydir. Ama onlar tırışkanlar ve o ansambl hala da yakın vakitlarga faaliyet göstergen. Almatada öyle eken. Lakin şimdi sonki vakitte endi böyle çalgıcıları yok. Toylar elbette ki böyle, şimdi Kırım'da da öyle şeyler var. DJ'ler böyle internetten alıngan müzikanın toy geçirirler de böyle aytalar. Yavaş yavaş bu şeyler elbette öyle. Ya karışık aileler çok mu? Men aytıp olamam. Çünkü men öyle statistikаны alıp barmadım.
Ama bilesiz meraklı, kazaklar, onlar çok Rusça laf eteler. Ama şimdi buna bizim vatandaşlarımız, anda yaşayan vatandaşlarımız, onlar daha çok Kazakça laf eteler mi ya da daha çok Rusça laf eteler? Çünkü Uzbekler endi tek Uzbekçe laf eteler. Yanda nasıl? Yok, Kazaklar tek Rusça değil, onlar Kazakça da çok laf eteler. Men mesela Almatada görген Kazaklarım hepsileri Kazakça laf eteler. Bana bu şey pek men beğendim. Çünkü böyle bir ana tilimiz muhiti gibi olan. Dedim ya, Kıpçak nesi şivesi olan için anlaşılan da hiçbir türlü bir problem yok. Bir misal getirmek isteyeyim. Almatada Lenera ve Ruslan Mimetovlar yaşaylar. Onların egiz balları var. Ridvan Sabriye. Men pek bir güldüm. O ballar Rusça hiç bilmiyorlar. Tek ana tilinde konuşuyorlar. Çünkü sağ olsun Lenera onlara öyle bir terbiye verip ballarının tek ana tilinde laf ediyor. Babası da öyle. Ve o ballar Kazak sadikine katmaylar. Balalar bahçesine. Ve yakında Sabriye onların apası, demek terbiyecisi, böyle video yollagan. Sabriye bu ne de pavuçunu gösteriyor. O kızcık 3,5 yaşında o bala. Bakın o balalar Ridvan da Sabriye de o de bu havuç diye apası terbiyeci diyor. Yok bu havuç emes sabız diye. Yok sabız tuval bu havuç diye. Yani onun terbiyecisini bile böyle Kırım Tatar diline öğretmeye tırışar. O ballar bahçesinde Kazakça laf edeler, evge gelgende tek ana tilinde laf edeler. Ve böyle korantalar var, ben buna pek kullandım. Yani böyle yabancı, Kazakistanlı belki pek yabancı demesin. Çünkü tilimiz bir, dinimiz bir, ama böyle muhitte bile tilimizni saklamaya imkan var. Yeter ki istek olsun. Ve Zira Hanım, yamına muvaffakiyetlerge erişken insanlar, öyle insanlar var mı? Meşhur, belli insanlar, Kırım Tatarlardan mı? Azerbaycan'da siz aytkan ediniz, var edi böyle insanlar. Ya Kazakistan'da? Kazakistan'da da var. Men şimdi biraz bu hazırlanmağa o kadar niyem olmadı. Men şimdi soyadlarını belki adaştırırım. Onun için айтмаға нетмеймін. Мына mesele şu Kennedy şu vatandaşına айтacağım. Said Babaliyev o ilim doktoru, profesör, üniversitede ders veriyor. Anda son bu ne Kazakistan Cima takımının baş treneri de Kırım Tatarı ve onun oğlu da anda çempionatlarda birçok galibelerge kazangan bir sportçumuz var. Anda son Kazak televizyonunda çalışkan gençler var, ressamlar, belli ressamlar var. Yani onlara anda şarayit imkan var. Özlerinin demek iktidarını, özünün istidatını göstermege, amelge geçirmege imkan var. Elbette ki var öyle insanlar. Medisinada var, ilimde var. Birçok Kırım Tatarları olar belli anda Kazakistan'da. Ya Kazaklar arasında ama siz olgan anda oldunuz, öyle Türk birdimligini duydunuz mu? Böyle duygularını kayıt etmege mümkün mü? Ve elbette ki Kırım Tatarlarga nasıl münasebetini gösterirler? Bu Türklerde var bu Türkiye dünyasının birdimligi ya Kazaklarda? Var. Türklerde de var ve Kazakistan'da men bu konuşularımda bir ayrıca kayıt etmek istedim. Bir konuşumunu Karlin Mahkirov degen bir Uygur arkadaşımız var. Bir anda o Türk böyle birdemligi teşkilatının aslında başı, reisi. Ve o her zaman Kırım'a kurultayga da kelgen edi. Kongreske de, bütün Dünya Kırım Tatar Kongresine de kelgen edi Bahçesarayga o vaxtları. Ve o bakınız Uygur olup bizim Kırım Tatar tilini pek yaxşı bile ve milletimizge pek büyük bir saygıyla yanaşan. Ben bu insanla mutlaka görüşmek istedim ve Almatı'da biz onunla görüştük. O kadar büyük bir saygı gösterip yani o bizge men de aynı şu saygını onlara göstermege ve onlar o kadar bilesiz minnettar Kırım Tatarlar Uygurlarga ne diyeyim birdemlik göstergenlerin, gönüldeşlik göstergenleri için ne gösterdi, ayttı o bu insan. Kazaklarla
Türkçe aytsa fazla görüşmeye imkanım olmadı dedim ya, vaktim yetmedi çünkü pek az vakit. Ve şimdi o Kazakistan ziyaretinin devamı olacak, seferinin devamı olacak. Çünkü ben mutlaka Guryev vilayetine barmak ve Çimkent vilayetine barmak, Jambul vilayetine barmak niyetim var ve anda endi adamlarla anlaştım, yazıştım, mektuplaştım ve onlar bekliyorlar. Kısmet olsa elbette ki Kazakistan seferi devam edecek. Ve ben mutlaka Kazakistan'da Жанна Кыдыралина деген bir alim var. O Kırım Tatarlarının anda sürgünlük vaxtlarında Kazakistan'a düşüp nasıl şaraitlerde yaşaganları, neler çekkenlerini o ilmi makalelerini birkaç kere yazdı. Mutlaka o kadının elbette bu alimle tanışmak ve onun bu ilmi araştırmalarını mutlaka öğrenmek isteyeyim. Böyle insanlar var. Elbette ki Kazaklar çok yardım gösterdiler. Ben bir hatırlauını pek bana pek tesir etti. Ben aytmak isteyeyim. Sürgünlük vagonları demek Kazakistan'dan geçtiler çoksu. Bilesiz Kazakistan çöllerinde. Ve Kazakistan çöllerinde bir adamın anası keçini ve onu çıkarırlar stansiyada toxtagan vaxtında ama adam kayda kömecegin bilmey şaşmalap onun yanına gelirler Kazaklar ve aytalar ki sen rahatsız olma. Tek mına anan adın doğan yılın yazıp ver ve bu stansiyanın adını unutma. Biz onu ciyarımız. Müslüman adetine göre de. Ve o adam öyle de yapar. Kağıtta tez olarga yazıp verir ve 20 dakikadan sonra poyist koçe ve yıllar geçken son o adam şu stansiyanı tapıp gelir. Ve bakın ki gerçekten de o kadın anda cıyılgan, ona bir küçücük baş taş koyanlar, adı yazılgan. Yani adam özünün anasını şu Kazakistan çöllerindeki bir stansiyada taptı. Buna sizge bir misal onların yardımları. Buna şu Bağımız uzuldu. Bir hacdahadan biz şimdi tekrar Zira Hanım'la bağlanarıq. Ve bizler bugünkü yayınımız devamında Kazakistan'da yaşayan vatandaşlarımız hakkında sohbetimizni geçiremiz. Zira Hanım Bekirova yakında Kazakistan'a barıp geldi ve bizim vatandaşlarımızı ziyaret etti. Birçok ailelerde bulundu, birçok hatırlamalarını yazdı ve bugünkü yayınımız devamında bu hakkında biz laf etemiz. Bizim vatandaşlarımız buna çeşit sebeplerden dolayı birçok farklı ülkelerde yaşamaya mecbur oldu ve birçok vatandaşlarımız hala da bugünkü günde Orta Asya'da yaşay. Zira Hanım o topraklarga barıp, o taraflarga barıp vatandaşlarımızın hikayeleriyle, hayatıyla tanış oldu ve biz bugünkü yayınımızı bu mevzuga bağışlayımız. Zira Hanım bir hacdahadan tekrar bizden bağımızda olacak. Mına Zira Hanım endi bizlerden bağımızda. Demek siz meraklı hikayeni anlatkan ediniz. Nasıl Kazaklar bizim milletimizge davrangan edi, nasıl bizim vatandaşımızın baştası saklanıp kalganı. Ve Zira Hanım bilesiniz, siz mezarlıklarını da ziyaret ettiniz. O nasıl mezarlıklar bakında da anlattınız. Yani bu Kırım Tatarlarga ayrı değil men bilesem. Aslında Müslüman bir mezarlığı öyle mi? Elbette ki Müslüman mezarlığı ama Kırım Tatarları ayrı köşede ciyalar öz mevtalarını karışık değil. Ayrı eğer bir mezarlıkta Kırım Tatarlarının özünün bir köşesi var ve onlar şu köşede öz mevtalarını ciyalar. Elbette ki ben bargan yerlerinde mutlaka kabristanlarını da ziyaret etmek her vakit özüme bir adet etip aldım. Hem anda dua okumak. Bazı bir insanlar bilesiz mi bu sonki fotolarını men bir-ekelerini koyganda canları ağırdı. Ne için siz o kabirlerini gösterirsiniz, mezarlıklarını? Yani hor alda olganına. Benim vazifem onu hor alda olganını göstermek değil. Estağfurullah. Benim niyetim edi bakın ki böyle cennet gibi Kırım'dan kelgen insanlar kayırlerden geldiler. Ya birçok baştaşlarında elbette ki yazılı mesela eski Kırım, Bahçesaray, Aluş'ta, ana şu Çelik Savkozunda Aluş'tadan adamlar, Bahçesaray'dan adamlar, eski Kırım'dan onlarını
көстермек ve оларға бір дуа оқымақ. Aslında mezarlığın ne diyeyim sizge hor alda olğanı ya da bakılmağanını göstermek niyetim yok hiç de. Зира ханым, вы білесіз, Мерахлы, я Казахстанда денімізге насыл мұнасибетіні көстерелер. Казахлар, өзлері, ezan sesleri eşitile mi? Elbet, anda Almatada pek çok camiler var, yanıları kurula, ezan sesleri eşitile ve elbette ki onlar dinimizge pek, ne diyeyim, dindar insanlar Kazaklar. Müslüman olmuşsun elbet. Ve Kırım Tatar ailelerini alsaq, anda Kırım Tatar mollaları, mana Kırım Tatar adetlerini kutken, nasıl olğan edi evvelleri Özbekistan'da, Orta Asya'da şimdilik aynı? Şimdilik bakın ne de mesela Almata'da buna İzzet Ağa Velilayev galiba yanılsam affı sorayım. O yerli şu Kırım Tatar cemiyetinin mollası sayla. İnsan dini bilgileri var. Onlar öz arasında böyle bir insanı seçip onu işte ona molla gibi onu saylaylar ve onu elbette ki hürmet ettiler. Bu adam böyle ne diyeyim cenazeler olsa ya da bir dualar olsa elbette ki gelip onların içeri. Ama olmayan yerde onlar bazı bir kasabalarda Kırım Tatarların arasında molla olmasa elbette ki anda endi ne diyeyim yerli resmi mollalar. Kazaklar olsun, Uygurlar olsun onlar gelip Kırım Tatar böyle merasimlerinde o dualarını geçirirler. Yani bizim dualarımız Kur'an'dan surelerimiz aynı da. Onun için bizim adetlerimiz biraz belki başkadır. Adetlerini elbette ki bizim Kırım Tatarlarında kütürler ama sureler Kur'an'dan surelerini böyle resmi mollalar okuyorlar. Ve bilesiz, da, bana pek meraklı, ya Kazaklar özleri Latin urfatına geçtiler mi ya da yok? Geçiler. Yavaş yavaş geçiler Latin urfatına ve o korne anda böyle ne diyeyim вывескалары var işte yazılgan ilanları öyle başka bir ülkelerden onlar bir kereden geçmediler yavaş yavaş geçiler ve ben göreyim onlar bu özlerinin Kazak dili için hareketlerini ben beğendim. Mesela birbirlerinin Kazakça konuşmak, selamlaşmak, dükkanlarda bu şeylerini elbette ki onlar şimdi o yoluna koyarlar. Belki biraz keskincedir. Mesela yabancı dilde konuşan insanlara niçin sen ana dilinde konuşmaysın deyip böyle sert belki davranırlar. Lakin başka türlü dilini korçalamak çaresi olmaz. Elbette ki onlar akıllar, öz ülkelerinde yaşarlar. Özlerinin devlet dili var, özlerinin devletçiliği, özünün toprağı. Tabii ki onlar öyle yapsalar ben bilesem. Ben doğru sayam bu hareketlerini. Ya mekteplerge kelgende Rus mektepleri kaldı mı? Mesela bizim vatandaşlarımız nasıl mekteplerge baralar? Rusça mektepke katılıyor. Rus mektepleri elbette ki kaldı elbet. Rusça anda değil ki Kazakistan'da Rus dilinin tesiri Rus daha var. Daha sezili. Rusça bilmeyen insan yok anda demeye mümkün. Ve siz Kırgızistan cemiyetimizden de görüşken ediniz. Bu hakkında da kimlerle görüşmege imkanlarınız oldu? Kırgızistan'da aslında ben Almata'dan uçmak gerekiyor. Bir anda bir gün növbetteki uçakını beklemek için anda 24 saatim var idi. Ben şu 24 saatini Bişkek'te Kırgızistan'ın paytahtında böyle semereli işle geçireyim de andaki vatanımız Kırımların cemiyetinin adı. Vatanımız Kırım cemiyetinin demek Kırgızistan diasporası başı Akim Lukmanov'la anlaştım ve Akim Lukmanov çok sağ olsun o karşıladı ve elbette ki bir günün içinde siz belki andamında barmağa çareniz olmaz deyip o bir misafirhanede kartlarını toplap pek çok olmasa da iki karttan da gelip oldular ve ben onların hatırlamalarını yazıp buldum. Kanlarları ana babaları hakkında ayttılar ve bütün gün biz bu böyle bir çekimlerle ne diyeyim konuşularla geçirdik Kırgızistan'da. Çünkü ben sabah saat 11'de geldim ve biz da yarı geceye kadar bu işini yaptık. Aslında Kırgızistan elbette ki benim planımda var. Mutlaka baracağım. Ben Kırgızistan'a
Ve Kırgızstan'ın Bişkek'te de bayağı бар екен Kırım Tatarları, kartlar da бар. Kaysalar ki pek yaxşı hatırlaylar hem Kırım'ını hem sürgünlük vaktini. Olarını mutlaka yazıp almak gerek vakitini gayip etmeden. Ve bilemiz ki Kırgızstan'ın Maylisay lampa zavodunda pek çok Kırım Tatarları çalışkan edi. Ve o Maylisay'da hala da Kırım Tatarlar bayağı barlar. Olarını mutlaka görmek gerek. Зира ханым, fikrinizge göre mına siz Azerbaycan'a bardınız, Mariel'ge bardınız, mına Kazakhstan'a, Kırgızstan cemiyetimizle görüştünüz. Ya mına Kazakhstanda yaşayan vatandaşlarımız, onların muhiti diğer diasporalarımızla neyin fark edi? Neden fark eden? Nasıl diyeyim? Farkını aytıp olamam ama fark ete demek biraz nedir? Belki olar daha ziyade Kırım'a yakınlıklarını kaydetmek isterim. Daha ziyade Kırım'a yakınlıklarını hem Kırım'a Kırım'ın bağları daha ziyade kavi olganını kaydetmek isterim. Belki bunun olar fark etedirler. Çünkü ne kadar anda onların şaraitleri neleri yaxşı olsa bile onlar mutlaka Kırım'a kaytmak, koçmak niyetindeler ve öyle niyetleri var. Tabii ki herkesin özünün bir şaraiti, özünün bir imkanı var. Belki birisinin imkanı da şimdi o neni vermiyor. Böyle hem onlar Kırım'daki vakiyalarla ne diyeyim pek yaxşı tanışlar, pek bileler ve elbette ki Kırım'da demek vaziyet yaxşı bir tedbir olsa onlar kullanarlar. Kederli bir haber olsa men mesela sentyabrın başındaydım. Sentyabrın başında bilesiz Nariman Celal arkadaşlarımız Ahtemovlar onlar yakalangan vakit edi ve biz anda Kazakhstanda o kartlar anda nasıl edip onların ağlaganları tanımayıp görmeyip bu kadar böyle bir duygularını göstergenlerine men taciplendim. Biz beraber oturup onlarla beraber oturup ağladık, beraber oturup o kederlendik Kırım'daki olan vakiyalarga ve onlar aytam da her şeyini pek gözeteler, bileler. Kırım'la yaşaylar. Öyle demek istedim. Ama gerçekten de meraklı, yani pervasız olmaylar, bütünlüğü Kırım'ın bağda var. Hiç de pervasız değiller. Men mutlaka bu şeylerge men pek kullandım. Zira hanım, ve ya Kazakhstan mına memleket olarak ilerledi mi? Umumen alganda Kazakhstan hakkında ne aytabilirsiniz? Doğrusunu aytsam yok aytamam Kazakhstan hakkında umumen. Çünkü men Kazakhstanda aslında birinci kere oldum. Birinci kere değil, ikinci kere ama lakin birinci kere men Türkistan'a bargan edim. Lakin Kazakhstan'ın ilerlergendir elbette ki. İlerledim ya da geride kaldı mı deyip aytıp olamam ama Kazakhstan elbette men Almatı'da oldum. Köylerinde adamların yaşayışını gördüm. Öyle fakir fukari yani işsiz adamlar yok. Herkes çalışa, herkes kazana, herkes böyle bir özlerini göstermeye tırışa. Yani öyle imkanlar var. Ama bizim vatandaşlarımız nasıl yaşaylar? Kıyın yaşaylar mı? Mına Özbekistan'da aytalar pek kıyın yaşaylar ya Kazakhstan'da. Kazakhstan'da kıyın yaşaylar demeyeyim. Kazakhstan'da yaxşı yaşaylar demege mümkün. Dedim ya bizim halkımız aslında işkir bir halk ve o çalışmaya elbette ki imkanları olsa onlar her yerde kazanırlar. Ve Kazakhstan'da Almatı'da olsun bu köylerinde olsun insanlar hepsileri çalışıp pek yaxşı yaşaylar. Evleri pek gülber, pek ne diyeyim kavi temelli evler kurmaya tırışkanlar. Evvelki mesela men Ural'da adamların ağaç evlerinde yaşaganlarını pek bir hor alda yaşaganlarını gördüm mesela. Kazakhstan'da men öyle şey görmedim. Onlar hepsileri böyle allı takatlı insanlar ve yarıma yaşaylar demeyeyim, yaxşı yaşaylar. Ve en asası mına siz aytasınız Kırım'a kaytmağa istekleri var. Ama gerçekten de isterler. Çünkü Özbekistan'da bazıları aytalar biz mında alıştık, biz Kırım Tatarmız ama mında yaşayacağımız değiller. Kazakhstan'da öyle insanlar var mı?
Öyle Kazak medeniyeti endi sevgen, Kazakstanda özlerini endi körgen. Elbet öyle söyleri de var. Elbet var. Kazakistan'da alışkan ve endi bazıları mesela biz mında endi anamız babamız mında jıyıldı. Biz o kabirlerini taşlap ketmege istemeyik. Men olarga aytaydım ya biz taşlap keldik de. Özbekistan'da taşlap keldik, başka yerlerde taşlap keldik vatan dep. Öyle söyleri de var elbette ki alıştık degen söyleri de var. Biz mında begenemiz degen söyleri de var elbet. Yok değil. Ama tırışalar mı mına Kırım Tatar ailelerini kurmağa, Uzbekistan'dan Kırım Tatarını fark etmeyet, mına Orta Asya'dan birbirini tanış etmege böyle adetler var mı? Evet, elbette. Mesela bu mına aytığım Lenera Memetova o kezlevli kız edi. Anda o akayı Ruslan Memetov onu Kazakistan'dan kelip anda alıp ketті. Böyle Koranta kuruldu. Kırım Tatar Korantası. Elbette ki tırışalar birinci nöbette öz milletlerinin aile kurmağa tırışalar. Da sizni ne taciplendirdi mına ananelerge kelgende? Da nenin paylaşır ediniz? Neden paylaşır edim? Aytım ya, bu birinciden men buların da ziyade Kırım'a yakınlığını kaydettim. Bu şey bana pek hem çalışmağa böyle bir gönül veriyor, ruh veriyor. Çünkü sen eğer bazıları, ну что там в этом Крыму degen laflarını eşitken son, sen artık o insanla laf etmek istemeysin. Ya da мы не хотим вспоминать, Rusça, мы не хотим вспоминать, он столько горя принес degen söyleri rast geldi mesela bana. Kazakistan'da men böyle insanlarına rast gelmedim. Onlar bana mesela belki kim bile, belki jurnalist olarak o şeylerini aytmagandırlar. Herkes Kırım'ны böyle bir büyük bir sevginin ve mutlaka dedim ya gençlerde bu mesela şu Ruslan Maştekov nasıl etsem de Kırım'a koçsem mına 10 balaları halbuki onun ömür arkadaşı Kırım Tatarı değil ama iki kızı bana korgenen мы kimskiy tataki dep böyle ne yaparlar. Kırım Tatarca öğrenecekler, Kırım'a gelecekler. Mutlaka Kırım'a demek yerleşmek istiyorlar. Böyle şeylerini ayttılar. Onun için men buna pek sevindim. Yani Kazakistan'da yaşayan Kırım Tatarları, semetdeşlerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız olganını gördüm. Men buna pek kıvandım. Ya 18 Mayıs'a bağışlanған tedbirlerini olar nasıl geçirirler? Ve aslında tedbirler hakkında ne aytabilirsiniz? Çünkü fotolarda görünüyor ki milli urbalarla. Evet. Olar mutlaka mesela şu 18 Mayıs'ta Kırgızistan'daki bu Akim Lukmanov aytkanına göre olar mezarlıkka barıp şu keçingen Kırım Tatarlarının ruhuna mutlaka olarga ve bütün işte sürgünlükte keçingen Kırım Tatarlarının ruhuna dua okup böyle beraber son kartlarının hatırlaularını dinleyip böyle merasimler geçirirler. Almatı'da da öyle, Kazakistan'da da öyle. Mutlaka 18 Mayıs günü olar toplaşıp böyle tedbirlerini özlerinin medeni merkezlerinde de geçirirler. Yaşlarga bularını hikaye eteler ve kartların hikayelerini mutlaka olarga dinleteler ve onların sayfeleri var ve sayfelerinde olar toplaylar ve olar bu işini başlaganlar ve aslında bir kitap çıkarmak niyetleri var. Kazakistan'da yaşayan Kırım Tatarlarının demek hatıralarını, hikayelerini olar yazıp alganlar. Men mına şimdi sağ söylerini elbette ki yazıp aldım ama onlar endi çoktan bu işini alıp baralar. Böyle bir işlerinin elbette ki medeni merkez degende tek bir oyun külkünün değil, bu tarihini öğrenmek, milli adetlerimizni öğrenmek niyetleri değil, planları var ve o planlar boyunca onlar çalışalar. Ve şunu aytmağa isterim ki ne Kırgızistan'da ne Kazakistan'da mesela bu medeniyet merkezli devlet tarafından hiçbir türlü akçe almaykenler öz paralarına yaparlar bütün bu şeyler. Demek böyle şey var mı? Bizim milli hareketimizdeki gibi herkes paralarını ciya özleri erşini yaparlar. Ya bilesiniz, daha bir öyle söyleyeyim olacak. Gastronomiya degen ananeleri nelerini olar kabul ettiler Kazaklardan. Bekim Kazaklarga bizim ananelerimizni öğrettiler. Bu şeyler hakkında ne aytabilirsiniz? Evet, men
Elbette ki Kırım Tatar korantalarına kelgende olар birinci növbette çüberek pişirmeye tırışaydılar. Men onun için dedim ya, men 2 yıllık 3 yıllık normаны belirledim çüberek aşamak normasın dep. Ama elbette Kırım Tatar korantalarında onlar Kazakların en sevgen milli aşları bu 5 barmak. 5 barmakны elbette ki endi ustalık men pişirirler. Men birkaç yerde bunu gördüm. Böyle adet var ve karışık korantalarda da mesela em çüberek böyle ne yerde birinci yerde ve 5 barmak da tabii ki birinci yerde. Eğer Uygur korantası olsa anda evet Uygur lahmanları olar pişirmek, böyle pitelerini pişirmek. Son birçok Kırım Tatar korantalarında men Kazak çaylarını içtim. Mutlaka bu sütle kara çay demek ve o süt koşulup içilgen çay. Son Uygurların çayları bu mutlaka kuzde, kışta, mına şimdi koronavirus zamanında pek gerekli deyip öyle tırıştılar öyle çaylarını siylamağa. Yani bu gastronomiya ananeleri birbirlerini geçken ve bazı endi olar belki de farkına varmaydılar. Yok bu Kırım Tatarınki ya da bu Kazakınki deyip. Böyle bir umumi bir nege kelgen şekilde. Зира ханым, я мына хатırlayым кенеде Өзбекстанны Кырым татарлар тырышайдылар мына Ташкентне алсак инструментальный завод деген yerде Кырым татарлар bir yerде тырышайдылар яшамага. Мында böyle касабалар бармы? Я да farklı şehirlerde Kırım tatarlar yaşaylar. Öyle kasabalar var. Birinciden bu mına bu şu aytkan tabak savkoz, tütün savkozu anda elbette ki bayağı koranta olgan, anda 100'den ziyade koranta yaşagan vakitlar olgan. Ve şimdi de anda bir 35-40 koranta var diler şu savkozun içinde. Şimdi halbuki savkoz degen şey kalmagan, anda bir avul şeklinde hem de tütün de anda saçılmay. Anda toplu yaşaylar. Almatan özünde toplu yaşaylar. Son Jambul'da Lugovoye, Taraz dedim, Kulan degen bir kasaba var. Anda da 15-20 koranta Kırım Tatarları endi kompakt demege mümkün. Yani birbirlerinin böyle toplu yaşaylar. Ve Balaban şehirlerde elbette ki her bir büyük şehirlerde olganı gibi anda elbet adamların sayısı çok olsa da o Balaban şehrin içinde olar karışıp gidilir ve anda görünmez. Almatada da olar şehrin çeşit köşelerinde yaşaylar, lakin tedbirlerde, merasimlerde, dua senalarda elbette ki bir yerde şimdi Allah'a şükür bu telefon bağları var, internet var, bir kereden bağlanalar ve bir kereden toplanalar. Ya evlerinde nasıl mıytını kayıt etmege mümkün? Kırım Tatar unsurlarını gördünüz mü? Bayrağını mesela ya da mına aslında Cengiz Dağcı'nı kim Cengiz Dağcı'nı ziyaret etti aytalar ki Cengiz Dağcı'nın öz bostanı var edi çünkü Kırım Tatarlar bu işini seviyorlar. Böyle gibi unsurlarını kayıt edebilirsiniz mi? Elbette ki Elmas Hanım, elbet. Bayrak mutlaka var. Kırım'ın resmi olgan resimler, panolar var, nağışlar var. Mutlaka o şeylerini olar mutlaka birinci nöbette göstermeye tırışalar. Mesela Almatada İlimdar Alimov degen adamın evine bargan vaktında o dedi, yürünüz bahçamızını, men dedim, kana maqtanıp gösterimiz bahçamızını. Birinci nöbette bahçasının içinde onlar bana Kızılçık teregini gösterirler. Kırım'dan gelgen kızılçık teregi. Bu Kırım'dan gelgen yüzüm, Kırım'dan gelgen alma. Yani özleri için onlar bir Kırım köşesini mutlaka onda kurmağa tırışalar. Elbette ki var Kırım kulları. Pek meraklı. Vezira Hanım da hayırlerge barmağa planlaştırasınız. Mına Kazakstan'dan gayrı da nasıl hatırlamalarını yazmağa gözde tutasınız? Endi niyetim Orta Asya, demek Özbekistan halkımızın en büyük kısmı anda düştü. Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan. Mutlaka bu üç cumhuriyetini barıp onda kalgan kartlarımızla görüşmek niyetim var. Yani Kırım Tatarlar eğer 5 ülkege, 5 parçaga bölünüp 5 ülkege sürgün edilgen olsalar, men şu 5 ülkenin mutlaka kezip çıkmak, yazıp almak niyetimde. Mına Rusya'nı yani Ural oldu, şimdi Sibir kaldı endi. Ona da mutlaka baracağım. Kazakistan ve növbetteki seferlerim kısmet olsa, Allah'a güç takat verse, sağlık verse Orta Asya'ya gitmek niyetim var.
Elbet gelecek yılı var dep başlayacağım. Ama pek büyük işler yapasınız Zira Hanım. Böyle pek mühim ekspedisiyası. Birçok insanlar bu işini yapacak oldular ama siz bu işini yapasınız. Zira Hanım çok sağ olunuz. Bu sizge can yürekten minidarmız yapan işleriniz için, fedakarlığınız için çok sağ olunuz Zira Hanım. Sağ olun, böyle dikkat ayırganınız için, böyle benim ne diyeyim, böyle işime, tevazi bir işime böyle kıymet keskeniniz için sağ olunuz. Çünkü böyle bir kol tutular bana daha güç veriyor çalışmaya ve bu işlerin devam etmeye. Çok sağ olunuz. Siz çok sağ olunuz ve biz bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz ve hatırlatam yayınımızın misafiri, milletimizin belli jurnalisti Zira Hanım Bekirova olgan edi ve Zira Hanım bugünkü günde sürgün etilgen topraklarını ziyaret etip bizim vatandaşlarımızın hikayelerini yaza ve büyük bir işler yapa ve biz yayınımızı yekünleyimiz ve ben şunu hoşmağa isteyim. Ater kanalımızga yazılınız, YouTube sayfamızga yazılınız. Yani Ater'nin bana abone olunuz. Böyle etip bizge destek gösteriniz. Bundan da gayrı Patreon ailemizge de kirebilirsiniz. Böyle etip kanalımıza kol tutunuz. Patreon ailesine kirmege bugün imkanlarımız olacak ve var ve böyle etip siz Ater'in azası olasınız. Şunun için patreon.com/ater.ua buna da kiriniz ve yazılınız. Böyle etip kanalımıza destek gösteriniz ve elbette ki bizim mabuslarımızı unutmanız, elinden keliniz beraberlikte yapmaya tırışayıq. Onların ailelerine destek eteyik, mahkemelerge barayıq ve böyle etip birliğimizni saklayıq. İlle halkımız birçok ağırlıklardan geçip daima zaferlerini, galibiyeni kazanaydı. Bu günler de geçir ama eğer tek birlik olsak, bir nabız altında çalışsak, erşini biz yenerik. Men ise sizlerden sağlıklaşam, yayınlarımızı ise benim meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ oldu, құрғаққа devірділер. Чешмелер сулары kesildi, келмешек ятлардан дизленді. Ama pak sулыны os қалқы avdet olacak күнге сақлады. Қалқымыз бар olur, Қырымда чоқрақлар,
кайнағанчы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Ветан için dua etemiz. İmdad bekli, hırım hürmetті. Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқаға телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım açlıktan ölgen. Sen de kart anayım 60'ta eken bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkan vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я, Роман Спиридонов, в ближайшие 2 часа проведу с вами в этой студии и представляю нашего гостя Николая Томенко, лидер партии «Родная страна», «Ридна краина». Приветствую вас. Витаю. Начнем мы с темы с исторической. Именно сегодня, 18 октября 2021 года, была образована Крымская АССР. Крымская Советская Социалистическая Автономная Республика. Она просуществовала недолго, всего 23 года. Вот наши редакторы подготовили сюжет исторический о том, как она создавалась и чем это все закончилось. Давайте посмотрим, а потом поговорим о перспективах и о надеждах, которые эта автономия давала крымско-татарскому народу.
18 октября 1921 года была основана Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Просуществовала она всего четверть века. В 1920 году большевики смогли установить в Крыму советскую власть, а уже весной 1921 года в Крыму побывал член коллегии Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султан Галиев. Реальность, которую он наблюдал в Крыму, ужаснула его. По завершении поездки он направил Сталину, тогдашнему наркому по национальностям, доклад, в котором в жесткой форме написал о многочисленных ошибках, которые были допущены новой большевистской властью в Крыму. Султан Галиев отмечал, что национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Установить нормальное положение дел может ряд мер, и прежде всего декларирование Крыма автономной Советской Социалистической Республикой с Конституцией и немедленное удовлетворение земельной нужды татарского малоземельного крестьянства. Как следствие, 13 мая 1921 года на областной конференции крымских татар-коммунистов было принято постановление. В нем говорилось, что целесообразной государственной формой для Крыма станет провозглашение его интернациональной республикой, входящей в Российскую Федерацию. Наконец, 18 октября 1921 года постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совнаркомом была образована Крымская Советская Социалистическая Республика, автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти и управления. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татарский и русский. Председателем Крымского ЦИК стал Юрий Гавен. Председателем правительства Крыма Сахиб Гарей Саид Галиев. Как и в других автономных республиках, в Крыму провозглашались принципы приоритетного развития национальных групп, в особенности крымско-татарской. Но учреждение автономии носило в значительной мере декларативно-пропагандистский характер. Уже в 30-х годах стало понятно, сталинский курс на практике решительно дрейфовал к возрождению великодержавности. Со второй половины 20-х шли постоянные репрессии под лозунгом борьбы с местным буржуазным национализмом. После расстрела в мае 1928 года главы Центрального исполнительного комитета Крымской АССР Вели Ибраимова репрессии в отношении крымско-татарских партийных руководителей и представителей культурной элиты стали нормой. Логическим завершением этого сталинского курса стала депортация крымских татар в 1944 году и упразднение автономии в 1945. Вот такая вот история, связанная с попыткой, с надеждами крымско-татарского народа восстановить свою государственность, которая, ну, наверное, было понятно, что обречена на провал тогда, но надежду на государственность не убила та ситуация, тот режим, который правил в стране, и эта надежда, она жива и сейчас. И многие дискутируют, хотя это неотъемлемое право крымско-татарского народа на самоопределение, но тем не менее в стране идет дискуссия. Давать национально-территориальную автономию Крыму, крымским татарам, не давать. Вот суждено ли этой надежде сбыться, как ви думаєте? Дивіться, я зараз як історик скажу про те, що дуже подібна історія українських лівих чи українських комуністів і кримсько-татарських комуністів або тих, хто хотів поєднати соціальну і національну ідею в 20-х роках. Дивіться, абсолютно ідентична майже історія. Як ви знаєте, що українці не пішли в Комуністичну партію більшовиків України. Я знайшов матеріали, коли був у Гарвардському університеті, українській студії, що на момент створення Комуністичної партії більшовиків України українців там було 8%. Але були укапісти, Українська комуністична партія. Тобто ті, які виступали за справедливість, за рівність, за вирішення земельного питання, як ми тут дивимося і так далі. Але при збереженні національного українського змісту. Значить, і що відбулося? Тоді більшовики і Ленін, а згодом Сталін розуміли, що вони не можуть Україну, так само, як, наприклад, я в Криму керувати без кримських татар. Тобто вони пішли на першому етапі на поступки в національному питанні. От дивіться, тут татарська, кримсько-татарська мова друга. Так само українська була визначальною в цей період. Ви здивуєтесь, коли подивитеся, що в 1928-29 році в Харкові, тодішній столиці радянської України, була тотальна українізація і коренізація. Тобто посади мусили займати українці, а всі чиновники в обов'язковому порядку вивчали українську мову. Я коли харків'яни мені розповідають, значить я їм показую, в мене є фотографії, де, наприклад, мітинг
Значить, і написано, що державний службовець, який не знає українську мову, його треба викинути на смітник історії. Це в Харкові в 1928 році. Але так само, на жаль, як в історії з цим автономією Криму, так само, як і з такою псевдоавтономією України, кінець настає під кінець 30-х. І в кожного своя сумна історія. У нас голодомор і репресії, тут репресії, а потім депортація. Тобто, перший висновок, який ми робимо, що спроба повірити Сталіну і Москві, що вона і піде на поступки, які, значить, і виконає ці зобов'язання, вони були приречені. Так як українці потерпіли, так і кримські татари потерпіли. Тепер стосовно теперішньої ситуації. Зрозуміло, що я думаю, що важливий все-таки внеском от нашій дискусії про право кримсько-татарського народу на право вирішувати свою долю на території Криму. Перший крок уже зроблений. Що б там не говорили, але все-таки закон про корінні народи є дуже важливий. Чому Росія так дратується, і мене дивує рівень освіти там Путіна, Медведєва, всіх, хто їм пише, зрозуміло, вони статті ж не пишуть самі, їм пишуть. Що от вони в істерики б'ються, вони не розуміють, що таке термін корінні народи. Хотя в российском законодательстве есть такое понятие. Да. І в них, знаєте, хто корінні народи? В них вже етнографічні невеличкі групи, які там в Сибірі ледве зберилися і так далі. Що, наприклад, росіяни, там і вони кажуть, що там росіяни, чи поляки, чи євреї не можуть бути корінними народами в Україні, бо в них є своя історична батьківщина. В Росії – Росія, у євреїв – Ізраїль, поляків – поляків. А кримсько-татарський народ – це корінний, бо в нього немає іншої своєї держави, крім Криму. Тому оцей крок про корінний народ є дуже важливий. Тепер проблема в чому полягає? Як рухатися далі? Що таке факт визнання кримсько-татарського народу корінним народом? Це факт визнання, що система організації державної влади на території Криму мусить бути погоджена з представницьким органом цього народу. В даному випадку кримські татар є свої інституції, і Курултай, і Меджліс, і так далі. Значить, до речі, в останніх варіантах визначення, що таке корінний народ за міжнародним правом. Наприклад, я цей закон частково критикував, тому що є питання стосовно корінних етносів, які вже, на жаль, в силу різних обставин не є народом. От я дуже шаную караїмів, я захищав їх в Києві, коли у нас тут олігархічні і фінансові групи друзі Черновецького хотіли забрати будинок актора, це Караїмська Кенаса. Значить, що, мовляв, Караїмів вже не позалишалося, значить, і ми заберемо тут щось, бізнес буде і так далі. Я тоді, як автор проєкту «7 чудес України», бо це номінант був у Києві на проєкті «7 чудес Києва», я їх захищав. Так от, Караїмів залишилося, я не знаю, за переписом треба подивитися, за переписом 2001 року, здається, їх було кілька тисяч людей. Тобто корінний народ за міжнародними вимогами – це ті люди, які здебільшого компактно проживають. Вони зберегли свою мову, вони зберегли свої традиції, вони мають свої медіа, значить, вони мають свої представницькі органи. Фактично, давайте отак чесно, якщо жорстко підійти до терміну, то під ці визначення попадає лише кримсько-татарський народ. Менші караїми, гагаузи, там асірійці і так далі – це корінні етноси або етнічні групи, тому що, на жаль, їх дуже мало вже збереглося. Ми їх повинні шанувати, але коли ми кажемо «народ», ми розуміємо, що ви вже носій влади. Тому якраз коли кажемо про кримський татар, очевидно, мова йде про автономію. Форма автономії, знаєте, є дискусії. Є персонально-культурна, є національна, територіальна і так далі. Я думаю, що треба дискутувати, аналізувати, дивитися, тому що на сьогоднішній день виглядає таким чином, що на території свого Північного Криму велика кількість українців так само проживає. Це теж мусимо брати до уваги. Велика кількість росіян нікуди не дінеться, так само треба розуміти, яке їх місце в цій системі координат. Якщо вони готові прийняти українську державу і той період, коли ми повертаємо Крим. Тобто це дорога, на якій ми повинні прийняти правильне рішення, щоб ми і врахували право кримсько-татарського дорогу і не забули по дорозі до цього права, не забули українців і там інших. Тому однозначно, ще раз кажу, що закон про корінні народи чітко ставить кримський татар на перше місце в частині визначення форми державного устрою Криму. Тобто ми чітко розуміємо, що це в складі України. Перша позиція. Друге, ми чітко розуміємо, що це
повинна бути організація, де кримські татари повинні бути представлені у владі, значить, і трету матяк вони повинні бути представлені у владі автономії цієї Криму, да? Що це повинен бути автономний статус. Але який рівень автономії? Очевидно, це предмет сьогодні для дискусії. Поки що маємо час ще продебатувати, поки, на жаль, Крим не наш. А почему это вроде бы как бы предмет дискуссии, но этой дискуссии нет? Мы не говорим о содержании, даже иногда так вскользь говорим о форме. Когда Меджлис говорит, он говорит о национальной крымско-татарской автономии, но это как бы такая форма, но без содержания. Мы просто видим еще какие-то политические заявления о том, что Украина унитарное государство, никакие автономии не нужны, но мы не ведем подробный диалог о том, что это будет, чтобы люди понимали, что это такое, принимать это или не принимать. Я думаю, ви абсолютно праві, що дивіться, от Кримська платформа як майданчик, мені здається, це ж не просто майданчик для заяв, і просто для зустрічей посадовців, які там раз в рік. Очевидно, це теж майданчик, де повинна вестися ця дискусія конституціоналістами, перш за все. Тобто це мова йде про людей, які розуміються в конституційному праві. Це повинна бути дискусія фахівцями галузі етнонаціональної політики. Тобто це не політики повинні дебатувати, а перш за все фахівці. Тобто повинна початися дискусія, як ми бачимо, бо ми воюємо за Крим і не можемо сказати, як ми його бачимо. Значит, это тоже как бы это, кстати, тоже не только об автономии речь, это идет и о стратегии деоккупации. Да. Тоді ми розуміємо, за що ми воюємо і для кого воюємо. Що будемо робити, коли деокупуємо полуостров. Дивіться, тут ми союзники з вами, давайте і публічно запропонуємо людям уже апарат набраний людей в Кримській платформі. Вони починають працювати. Хочемо, щоб працювали активніше, що, скажімо, Кримська платформа повинна бути майданчиком такої і наукової, ну а потім уже політики. Бо, наприклад, науковці скажуть, є 3 версії такі, да? А тоді вже треба, що таке політичне рішення? Це коли погоджено всією країною те, що напрацювали фахівці-експерти. Тобто треба сказати. Тобто ми фактично позначили сьогодні те, що ви кажете. Дивіться, значить, це така радикальна позиція українська, що ми допустили помилку, була автономія, хай буде область. Значить, є така позиція, такого крайнього правого флангу. Да? Значить, позиція кримських татар – це національно-територіальна автономія кримсько-татарського народу. І є ще позиція, що це автономія, але автономія культурна. Тобто це означає, наприклад, що це, умовно кажучи, така ж система влади, як загалом по Україні, але кримсько-татари, значить, є визначена квота в парламенті для кримських татар, є визначена квота для, наприклад, там, міністерств в системі влади і так далі, і так далі. Ще така теж формула є. Про цю формулу говорять люди, які досліджували активно період Української Народної Республіки 17-18 року. Тоді в нас була Конституція Української Народної Республіки. Я, до речі, автор навчального посібника по історії Конституції, де тоді було право національної культурної автономії для найбільш чисельних, ну, націй, як тоді в Конституції було, зараз некоректно, скажімо так, найбільш чисельних національних там меншин чи спільноти далі. Крим тоді не згадувався, а тут було, що, умовно кажучи, великий вплив був поляків, великий вплив був росіян, великий вплив був євреїв. Тоді, наприклад, заступник був міністр, і заступники були від цих національностей. Така концепція була, щоб знайти порозуміння в 18-му році. Тобто, наприклад, це може бути концепція, що, наприклад, там міністр кримський татарин, а заступник один там українець, да, щоб врахувати якісь моменти. Це теж можливий предмет дискусії оцієї узгодженої конституції. Я є прихильник того, що Крим – це повинна бути автономія. Тобто ми все рівно повинні піти, ми не можемо понижувати, якщо була автономія, ми не можемо понижувати статус. Але тепер зміст цієї автономії, як вона організовується, де місце кримських татар, де місце українців і так далі. Можливо, тут ще виникне ситуація, про яку я завжди кажу, що от коли ми кажемо про посередницькі якісь місії, бо я прихильник так само серйозного впливу посередництва, от ми з вами згадували, я вам казав про об'єкти наші ЮНЕСКО-сі, яких росіяни, там і церква російська і так далі знущаються, там, наприклад, там не дотримуються правил ЮНЕСКО, це Херсонес Таврійський, я знімав фільм про Херсонес Таврійський, є в нас побоювання, щоб там в Бахчисараї щось там не зникло, не зіпсувалося з історичної спадщини. І таке інше. Тобто, от коли так мовити, я їздив і знімав, дивився на цю ситуацію, очевидно, ми тут так само мусимо говорити, як ми бачимо
такі стратегічні речі і кого ми бачимо союзниками. От коли я знімав про Херсонес, а потім про Балаклавську бухту, я говорив про те, що, наприклад, англійці дуже серйозно проінвестували в Крим. І я, коли от мене запитують, хто ще може бути посередником, який би серйозно допомагав нам в поверненні Криму, на мою думку, Великобританія. Тому що вона об'єктивно вклалася дуже серйозно в Балаклаві. Все, що було збудовано, це збудували англійці. Ну, это мы бы хотели, а хотят мы для этого хотели, да. англичане. От треба говорити. Я так розумію, що ніхто прагматично серйозно не говорить, тому що рівень наших знань. Значить, от подивіться, я вам ще один приклад приведу, що рівень знань і попередньої влади, і теперішньої влади, чому я борюся за те, що історія, вона тільки не для науковців, а історія – це предмет і для геополітики, для прийняття політичних рішень. Я, як депутат, переконав партію регіонів і всі партії, які проголосували, пізно вже занадто було, значить, про те, щоб розповісти правду, історію правдиву про Донець. Тобто, насправді, росіяни на першому етапі – це були поселення козаків українських. Невеличке поселення. Містом стало теперішній Донецьк не завдяки росіянам, а всупереч росіян. Тому що російські купці, які знайшли там корисні копалини, значить, вони всіляко не хотіли, щоб іноземці були. Приїхала родина Юзів з Уельсу, з Великобританії, значить, і дала технологію, за свої гроші збудували лікарню, школу. І мешканці місцеві за поваги до цієї родини назвали Юзівка. Місто Донець же Юзівка називалося, поки Сталін не почалися репресії. Тобто, власне, англійці інвестиції привезли і створили місто, не росіяни, Донецьк. А потім, коли вже розвінчали культ Сталіна, не можу Сталіна називати, і ніби ж комуністи не можуть назвати на честь капіталіста Юза, якого любили, шанували, назвали Донецьк, як річка Донець називає. Тому от і правдива історія, як Крим розвивався, і правдива історія, як Донець розвивався, дає нам підказки, де є союзники. Може, теперішні і влада англійська не дуже знає, що вона інвестувала в 17-18 столітті. Тобто нам це треба сказати. Тобто, чим більше ми матимемо союзників у боротьбі за повернення своїх територій, тим буде нам легше. Тому, от, наприклад, як одна з нових ідей, теж я моїм колегам в Кримській платформі і Міністерству закордонних справ теж радив активно, крім Туреччини, яка об'єктивно наш союзник в цьому питанні, все-таки мати серйозну дискусію з залучення Великобританії в справі Криму. Когда вы говорили о Крымской платформе, вчера на программе телеканала ТР, на ток-шоу «Купюр мост», член Меджлиса Гаян Юксель рассказал такую историю. Перед Крымской платформой работали экспертные группы, несколько групп, и одна из них подготовила заключение про автономию, и оно должно было войти в общий доклад, который должен был быть озвучен представителями экспертной группы на самой платформе. Но вот почему-то его не утвердили и не стали эту тему на Крымской платформе поднимать. Як ви думаєте? Почему? Я думаю, тому що якраз немає погодження і на політичному рівні, і на експертному рівні. І, я знаю, це якби не вперше ця історія. Я ж в добрих відносинах із моїми друзями, кримськими татарами. Я свій час був одним із людей, які створили Міністерство з питань національності і міграції на початку незалежності. І я тоді трошки молодший був, в 92-му році, і я їздив на засідання в Крим, коли збирався і Курултай, і Меджліс кримськотатарського. Я знаю настрої і знаю стратегію, як бачилося з боку керівниками кримськотатарського народу майбутнє. І обережність української влади, теж обережність тоді української влади в тому числі. Тобто ця обережність, вона збереглася. Вот эта осторожность, она не показала свою непрактичность со временем? Напевне, показала. Тому що підсилення, хоча б на тому рівні треба було чітко піти. Пам'ятаєте, була ідея тоді, я її висловлював, в тому числі багато людей висловлював, коли, наприклад, вибори були до Верховної Ради Криму, про необхідність квоти для кримськотатарського народу. Тобто ми, вибачте, ми мали б уже там третину чи якусь частину людей, які однозначно були проти історії з референдумом і так далі, і так далі. Тобто ми мали вже би легітимну складову в системі місцевої влади і в Верховній Раді Криму, які б однозначно займали проукраїнську позицію. До речі, тут цікава історія ще з Донецьком, що от ми недооцінюємо патріотизм і проукраїнські спільноти етнічні. Я коли проїхав Донецьку область, в районі Маріуполя, де грецькі поселення. І парадоксально, але, на жаль, мусимо визнати таке, що де, наприклад, села грецькі, то ті села грецькі фактично не пустили цей російський вплив. Вони були більш жорсткішими
у захисті своїх інтересів, чим де було багато переселенців, там з Росії, там ще десь звідкись і так далі. І так далі. Тобто от греки теж виявили нас тут союзниками в цьому питанні. І тут кримський татар однозначно був союзник. Тобто це була помилка, на мою думку, це занадто обережність. Сьогодні ця занадто обережність українських політиків теж, я думаю, помилковою, тому що, ну, об'єктивно кримські татари є, умовно кажучи, тим передовим загоном, який б'ється за Крим в складі України, тому що всі так б'ються слабенько, ну, час від часу, а вони постійно. Тому я думаю, що, очевидно, це треба відносити, не боятися цих наукових і публічних дискусій, тобто цей запропонований варіант, його треба говорити. Казати плюси і мінуси, які застереження, і ми в кінці вийдемо на форму автономії, однозначно, я вважаю, що автономії, де буде враховані права кримсько-татарського як корінного в Криму. Ну вот парадокс в том, что работала с 2017 года Конституционная комиссия. Есть эти наработки, они этой Конституционной комиссии предложены в проект закона, над которым работали. Его еще мог, этот проект закона, внести в парламент Порошенко, пятый президент. Но потом он объяснял, что якобы не хватало голосов в парламенте, хотя на тот момент эти голоса при воле политической могли быть. Сейчас в парламенте картина еще более благополучна для президента, который может эту инициативу вынести на голосование, но почему-то президент этого не делает. Вот одно из его последних заявлений было на острове Змеином, когда он давал такой пресс-пул для крымской прессы. Он сказал, что этим вопросом должна заниматься Крымская платформа, эксперты должны внести предложения, и мы будем все делать с учетом интересов крымско-татарского народа. Но при том, что он, получается, он игнорирует то, что уже есть. Ну, дивіться, інституційно взагалі проблема, все, що пов'язане з Конституцією, зараз гірше, ніж попередній період було. Чому? Тому що команда Зеленського, яка прийшла, або в силу недосвідченості, або непрофесійного рівня, значить, були задекларовані, на мою думку, абсолютно, скажімо так, в науковому сенсі дикі ідеї, значить, про 500 і 600 змін до Конституції. Наприклад, мене, як людина, яка написала навчальні посібники по історії української конституції, займалася конституційним правом, я просто був шокований, як можуть серйозні люди, там чуть не очільники парламенту, говорить 161 стаття, то це означає, що практично все повністю переписати. Значить, потім це заспокоїлося трошки, і фактично сьогодні, дивіться, що внесено, ну, вже командою Зеленського, набуло чинність. Одна тільки норма про скасування депутатської недоторканності, хоча її так скасували, що зараз важче справу відкрити, чим було раніше. Тобто тепер треба через Генпрокуратуру, значить, щоб раніше можна досудове слідство було про депутата провести, а щоб арештувати депутата, значить, треба було згода Верховної Ради. А зараз досудове слідство не можна вести, аж поки не буде зареєстровано Генпрокурором. А Генпрокурор проти своїх не реєструє, понятне діло. Да? Тому, значить, така історія. А решта всі призупинені. І зараз вийшло як? Що оця істерія проти Конституції нашої, яку нова влада, ми її збили, але інституційно не зрозуміло. Комісії ж немає нової конституційної. Розумієте? От чому зараз проблема? Що, наприклад, добре, що група це зробила, ну, за логікою речей, треба погодити дійсно, я тут підтримую, що в науковому експертному середовищі платформи і передати Конституційній комісії, а яка, якщо нема Конституційної комісії, розумієте? Значить, тепер треба ж правильно створити Конституційну комісію, щоб це не була. Завжди ж у нас як створювали. Президенти при собі створювали Конституційну комісію, що президента завжди підтримують. Я вам нагадаю, що Конституційна комісія, от зараз і Порошенко, і так далі, вони говорять, що ніколи не допустять автономії, там, Донбасу і так далі, спеціального статусу. Але я перепрошую, Конституційна комісія ж погодила і в першому читанні проголосували про особливість місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській області, в прикінцевих положень. Я ж виступав проти, багато виступало. Слава Богу, це не війшло в Конституцію, але тоді Конституційна комісія це погодила. Тому сьогодні, я думаю, що треба вибудувати все поле. Тобто, от ми бачимо Кримська платформа. Треба ще наукову частину, треба Конституційну комісію, і тоді, як ми це все проходимо, тоді вносимо в Верховну Раду. Чому я противник теж такого прямого закидання? Тому що можемо не проголосувати. Ви ж розумієте, що ситуація є така, що без підготовчої роботи, от як показала практика, ну навіть от згадаємо зміни до Конституції, які ніби 100% підтримали проти монополії адвокатської.
ніби всі були проти, грошей немає, народ не зацікавлений, значить, в першому читанні проголосували і загубили ці зміни до Конституції. Тобто нагадаємо нашим телеглядачам, що історія ж непроста, 226, 300 голосів, тобто це серйозний шматок роботи. Якщо президент може гарантувати 226, то 300, зрозуміло, що треба домовлятися ще Ну, в двома-трьома данном фракціями. контексте могла бы еще поддержать европейская солидарность, которая всегда выступала за. Да. Ну і ще мінімум треба пару фракцій. Сейчас немножко перейдем на другую тему. Поговорим о событиях в Крыму. Там с пятницы оккупанты начали перепись населения. Украина уже осудила это. Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением. Вот давайте послушаем заявление нашего МИДа. Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Такі дії Російської Федерації спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства. В США тоже осудили эти действия. Позицию Соединенных Штатов озвучил представитель Госдепа Нед Прайс. Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. А сейчас с нами на связи бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных людей. Юсуф Курчи с нами на связи. Приветствую вас, Юсуф. Здравствуйте, добрый день. А в чем опасность? Ну, да, это незаконное действие, оно нарушает международное право и международное законодательство. Оккупанты не имеют права этим заниматься. Но вот для чего это им нужно и в чем опасность этой переписи? Но это не первая перепись, которую провели оккупационные власти на территории оккупированного Крыма. Первая перепись прошла уже в 2015 году, когда они пересчитали количество населения, которое проживает на оккупированной территории. И это была такая вот региональная перепись для, скажем, каких-то базисных данных, от которых можно отталкиваться при разработке каких-то разных программ. В том числе на тех данных базировалась федеральная целевая программа, которая, как мы знаем, финансируется достаточно стабильно и достаточно больших объемов, то, что касается оккупированной территории. То, что касается нынешней переписи, во-первых, это демонстрация всему миру, что те усилия, которые делает международное сообщество по отношению позиции по Крыму, по отношению давления на Россию, не имеет какого-то там большого или сильного влияния на их позицию собственную, которую они заняли с самого начала, что вопрос по Крыму закрыт. А что значит опасность или не опасность? Дело в том, что та перепись, которая проводится сегодня в рамках того большого, скажем, проекта переписи населения Российской Федерации, говорит или имеет большую такую еще, играет большую роль относительно фиксации своей позиции. Для внутреннего потребителя показывает незыблемость своей позиции и якобы завершенность процесса аннексии. Для крымчан это иллюстрация, что империя пришла надолго. И для всего мирового сообщества, что Россия как считала, как считает и планирует таким образом относиться к Крыму как уже непосредственно своей территории. И странно, что кроме позиции Министерства иностранных дел Украины, у нас нет позиции другого ведомства, которое так или иначе обязано реагировать на все те вызовы, которые связаны с оккупированными территориями. Другое дело, было бы правильным и, скажем, последовательным иметь позицию Крымской платформы по этому вопросу. Но, думаю, в ближайшее время мы будем свидетелями таких заявлений или же таких документов, которые будут указывать уже непосредственно или реализовывать ту политику, которую должна реализовывать государство Украина. Ну, я не первый раз слышу
такой отсыл к крымской платформе. По любому случаю, когда там что-то происходит, массовые аресты или какие-то незаконные действия оккупантов, мы все ждем реакции крымской платформы. Не переоцениваем ли мы ее? Ведь по большому счету саммит, который прошел, это был такой представительский саммит, который, по-моему, еще даже не имеет никаких рабочих органов, чтобы вырабатывать какую-то общую позицию. Слушайте, но если мы создали просто, скажем, платформу, на которой попытались закрепить позиции наших союзников, для нас было понятно, что Крымская платформа — это постоянно действующий такой орган, площадка, которая будет держать вопрос Крыма, вопрос оккупации, аннексии территории части Украины в международной повестке дня, то, думаю, как раз это и есть тот повод, когда должна появиться правильная реакция. Но что должно... Ну хорошо, можно поставить вопрос же по-другому. Что должно произойти в Крыму, чтобы Крымская платформа реагировала таким образом, которым наполняли ее в момент ее организации и в момент ее реализации? А что должно произойти? Ну вот именно, что должно произойти на оккупированной территории, чтобы это стало поводом для реагирования. Я считаю, что этот процесс, который называется переписью, в котором задействованы большое количество людей, развертываются целые штабы, целая сетка. То есть это количество людей, которые сегодня непосредственно работает на оккупационной власти. Должен быть проведен мониторинг, должны быть выявлены ключевые, скажем, люди, которые занимаются этим вопросом непосредственно в Крыму. Должны быть подготовлены санкционные списки. И это работа, которая предполагала системность, а не то, что по факту, после того, как случилось, мы должны об этом заявлять. Если говорить про реакцию Украины как государства. Если говорить про международную платформу, то те государства, которые подписали декларацию, таким образом, взяв на себя обязательство поддерживать Украину в тех или иных вопросах. И вопрос незаконной переписи на оккупированной территории — это один из тех вопросов, когда должна быть реакция международного сообщества. Ну, я правильно понимаю, что реакция Крымской платформы, отличие ее, допустим, от отдельных заявлений Госдепа США или Европарламента, Евросовета, это просто объединенное заявление, но все равно только заявление? Но если мы повнимательнее посмотрим ту декларацию, которую подписывали страны-участницы Крымской платформы, там сказано про отдельный, скажем, раздел, то, что касается санкционной политики. Это и есть тот повод, когда необходимо включать механизмы, которые заложены в этой декларации. Декларация — это не просто, что мы намереваемся. Декларация — это подтверждение наших возможностей, подтверждение нашей позиции. Это не просто заявление, это должны быть действия после такого рода, условно, ситуаций, процессов, которые проходят на оккупированной территории. Это даже серьезнее повод, чем задержание активистов, чем нарушение прав человека. Это процессы, которые связаны с аннексией территорий, с тотализацией, скажем, того общества, интеграцией того общества в целое пространство страны-оккупанта. Благодарю вас, Юсуф, за то, что были с нами на связи. Юсуф Курчи, заместитель министра, экс-заместитель министра временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц, был с нами на связи. Ваш комментарий по поводу Кримської платформи, тих надежд, які ми возлагаємо на неї. Дивіться, я в принципі колегу підтримую в якому плані. От, значить, нас загальний підхід, якщо ми прийняли рішення, що є окремий інститут, значить, який займається щоденно і щонічно кримським питанням, тому що Міністерство закордонних справ з цією міжнародною геополітикою займається, то очевидно, особливо кримських татар, значить, людей, хто де там родини проживають, які для яких Крим це елемент щоденного думання. Для них Кримська платформа є тим інститутом, яка повинна щоденно, щосекундно діяти і реагувати. Тут я його підтримую, бо виглядає це таким чином. Це так само, як от ми створимо інститут ефективний, а потім він не працює. От дивіться, у нас більше 2 років, і про Порошенко більше 2,5 років, я його критикував, і Зеленського більше 2 років того, у нас не було керівника місії України при НАТО. Ми вимагали від НАТО
активніше займається Україною, а ми не мали керівника, який опікується цим питанням, був виконуючий обов'язки. Тут така сама історія. У нас до того, как пришло новое руководство, постоянное представительство президента Украины в Крыму, ее первый руководитель, которая была несколько лет, это ведомство просто формально существовало на бумаге, туда даже невозможно было попасть. Ну от це я кажу, що розумієте, тобто оці функціонал цих інститутів є ознакою, чи влада переживає за питання Крим чи не переживає. Тому я за те, щоб наповнити змістом, і я погоджую, що, умовно кажучи, в такому питанні перша, навіть не ПМЗС, а перша повинна бути заява Кримської платформи. Але треба розуміти тепер, що таке Кримська платформа. И вот что это такое заява? Это может быть заява офиса, который тут в Киеве. Скорее всего, що Или это должна быть согласованная позиция всех участников? Ні, я думаю, що, звичайно, виконавчий орган. Ми повинні так само зрозуміти, що таке секретаріат чи офіс. Тобто це якась, якби уповноважена людина, авторитетна, значить, яка там є. Я так розумію з того, що я прочитав, що там 30 чимось людей вже працюють в апараті, але я не розумію саму структуру, тобто ми повинні розуміти, що є, наприклад, якийсь речник, є керівник, тобто є легітимна людина, яка робить заяву і має право робити, не погоджуючись, скажімо, зрозуміло, там, з міністрами законодавства чи прем'єрами, бо це вже коли говорить, умовно кажучи, ми приймаємо якесь геополітичне рішення. Ну що, ще вам скажу, про Верховну Раду сьогодні задаємо, це наша біда. Наша біда і наша трагедія всіх президентів, що у нас структури, які виникають з ініціативи президента, вони мають незрозумілий статус. Тому що сьогодні незрозуміло, що таке Офіс президента, незрозуміло, от ми захищаємо Саакашвілі, незрозуміло, що таке виконавчий комітет Національної ради реформ. Тому що, виявляється, що Саакашвілі... Ми його, захищаємо, в першу чергу, як гражданин. Я розумію, але незрозуміло, в якому сенсі. От уявіть собі, значить, що він голова виконкому, який виробляє стратегію, він працює працював на громадських засадах. Тобто так не можна. Тобто, очевидно, ми повинні ухвалити закон про консультативні, дорадчі, допоміжні органи, і тоді нам стане зрозуміло, який статус апарату Кримської платформи, нам стане зрозуміло, який статус Офісу президента і так далі. Бо поки що вони, це якби такі трошки віртуальні структури. Але не сказали ми ще головне, друзі. Який задум перепис? На моє глибоке переконання, ще один задум є перепис. Не тільки показати, що Росія – це російська територія, вони контролюють, а показати зміну національного складу. Дивіться, Україна проводила перепис перший і останній. І це, до речі, велика поразка, на мою думку, в геополітичній та національній політиці і попередніх президентів, особливо Міністерства Гончарука і сумно відомого Дубілета, які сказали, що можна Фейсбук перепис провести. Тобто перепис ми, згідно зобов'язань ООН, повинні проводити що 10 років. Тобто ми 2 рази пропустили. Що дає нам перепис? Перепис уточнює національний склад, мовний склад, соціальний склад. Ми б вже давно побачили, що, наприклад, росіян є набагато менше в Україні, чим цифра, яка нам виставляє Росія. Це ж абсолютно очевидно. Частина виїхала, частина поїхала. Частина людей як записувалися по радянський час? Зрозуміло. Русські записувались на Сході, на Півдні. Зараз вже русські не записуються. Що ми в 2001 році мали? Ми мали більше 50% росіян, ми мали біля 25% українців, мали більше 12% кримських татар і так далі. На моє глибоке переконання, задум цього перепису показати, що росіян уже там 70%, українців там 10%, кримських татар там 5% і так далі. Розумієте? Тобто це буде ще додатковий аргумент в міжнародних наших дискусіях, коли росіяни будуть говорити, так, друзі, у нас же тут це російський регіон, тому що кількісні параметри. Тому однозначно ми мусимо збивати, тобто створювати опінію, створювати громадську думку, що він незаконний, він шкідливий, він не погоджений і так далі, і так далі. Тому що ми отримаємо, це так само, як з референдуму. От я згадую з референдуму, давайте чесно скажемо, що не тільки злочинні російські сили, путінці, в референдумі, значить, створили передумову для того, щоб забрати Крим, а і безтолкова наша українська влада. Ну, читайте Конституцію. Ну, Томенко тоді 10 разів виступав і казав, що ми мали все право, повне право, після звернення до Конституційного суду розпустити Верховну Раду Криму і вибити легітимну основу з проведення референдуму. Значить, і тоді всі наші вожді казали, що та ми тут договарюємося, ми не спішимо. Да, договарювались, понимаете? Ще одна осторожність. Да, договарювалися, не з русскими, договарювалися. Ділили, хто буде прем'єр-міністром Криму, не могли поділити, і договарювалися. А правий шлях був дуже чіткий. Уявіть собі, от можете знайти, загуглити мій виступ, я ще починалися ці події. Я казав, Верховна Рада звертається до Конституційного суду, Конституційний суд заяви Верховної Ради Криму
антиукраїнські визначає такими, що вони відповідають Конституції, і ми розпускаємо. Тоді немає як референдум провести легітимний. І ми вибили це, поосторожнічали. Така сама історія з переписом. Треба однозначно жорстко виступати проти, тому що в кінці отримаємо те, що я сказав. Або скажуть, що 90% там росіян, значить українців, кримських татар вже немає фізично. Тому треба чітко озвучувати, і всі інститути повинні про це говорити. Ну, вот один из моментов, о которых вы говорите, о том, что договаривались, да, в Крыму находясь, мы наблюдали просто интересные картины, может быть, я не знаю, их не замечали в Киеве, здесь, но в Крыму это было видно. Константинов, это спикер Верховного Совета автономии, как челнок мотался между Москвой и Симферополем на переговоры. И его даже не стесняясь показывали все российские каналы на встрече там, с тогдашним, по-моему, был вице-спикер, он еще тогда был вице-спикером ЛДПР Жириновский. Его встречали все руководители, он возвращался сюда. Ну, то есть мы видели этот процесс, наблюдали за ним. И много возникало вопросов о действии, точнее бездействии Киева и нерешительности. И мы часто общались с военными до того, как произошли все захваты. Они тоже говорят, мы ждем приказа с Киева. Они так и не дождались. Ну, от. І, собственно... Це історія, коли наші вожді починають розповідати, що через рік буде прапор в Севастополі, або через рік вони будуть в Бахчисараї збиратися. Знаєте, мені не просто смішно, мені сумно, що ті вожді краще б раніше давали накази, бо через рік, на жаль, точно не буде в Севастополі українського прапору. Довгий шлях нам треба пройти, поки буде прапор український. Але тоді цей шлях був абсолютно очевидний. Треба просто не боятися було ні голові Верховної Ради Рибаку, ні голові Верховної Ради виконуючого обов'язки Турчинову, ні всім іншим посадовим особам, які маневрували. Вони дзвонили то в Берлін, то в Париж, то ще кудись питали. На жаль, союзники наші теж не були союзниками в повній мірі, вони теж боялися зіткнень військових, вони казали, що треба мирним шляхом. І поки ми шукали той мирний шлях, Росія голими руками захопила. Є так, як є, і я думаю, що, на жаль, і відповідальність тодішньої української влади в тому, що ми втратили, сподіваюся, тимчасово Крим, так само є. І абсолютно очевидно. Как мы можем эффективнее реагировать на такую демонстрацию пренебрежения международным правом, интересов Украины, которые происходят в оккупированном Крыму? Потому что ведь, перепись, которая началась и будет идти до ноября, там же начался еще и призыв, это уже, по-моему, там 15, нет, не 15, с 2015 года, там ежегодно уже прошло по 2 призыва, 16 получается. Не суть важно, более 30 тысяч крымчан было призвано в вооруженные силы, а это тоже нарушение международного права. Мы тоже реагируем какими-то заявлениями, но вот как эту реакцию сделать эффективной, сделать так, чтобы на нее Россия реагировала? Ну, всі міжнародні інститути, ми з вами назвали тут, де проколи в нас вже були, тобто всі міжнародні інституції, де ми представлені, повинні працювати. Всі повинні працювати, виконувати свої завдання, які є. Тобто, там, починаючи від, і, до речі, добрий приклад скажу, що як мінімум один позитив, і я своїм студентам на лекціях проводив приклад, як тільки ми попадаємо з якоюсь міжнародною ініціативою, зразу ми це чітко підтверджуємо при голосуваннях міжнародних інституцій. Дивіться, Кримська платформа на День Незалежності всі дні відпрацювала, значить ми привернули увагу до питання, і коли розглядалася чергова резолюція з питань порушення прав людини там, і так далі в Криму, Росією, голосування Організації Об'єднаних Націй, значить, повернуло практично на старі показники Росії. Тобто Росію, яка виступила за заборону, за мораторій розгляду цього питання, щоб не вносили нашу резолюцію, значить, її підтримали 11 країн. Фактично так було, 10 країн, загально з Росією 11. Це було так само, як в 2014 році. Значить, тобто, а був період, коли Росію в питаннях Криму вже підтримало 26 країн. Повернули на 11 країн. Друзі, 11 – це ж не 26 країн, Італія. Нас підтримало в цьому питанні, якщо я не помиляюсь, порядка 70 країн, у 2014 було 100 країн. Тобто, от як тільки ми акценти розставили, значить, ми зразу рівень підтримки, і собі для Росії, який удар, якщо Путін на 10 країн підтримує, серед них Білорусь, Вірменія, Кім Чен Ін там, і так далі, і так далі. Розумієте? Тобто всі інститути повинні, от зараз ми повернулися до питання перепису, точно не тільки МЗС. Це відповідно, значить,
резолюція Організації Об'єднаних Націй, це відповідно в європейських структурах і так далі. Тобто всі структури, всі повинні бути поінформовані, а тоді це дає підстава нам сказати, що перепис сфальсифіковано. Значить, написали росіян, скільки хотіли написати. Ніхто не бачить, як проводилося, як вони відбулося. Тим більше голосування, як в Росії. За тиждень голосують, чи 2 тижні голосують і так далі. Ну, проводять Так перепис. они же, да, и выборы так провели. Так, як вибори так проводять. И Да. тоже не... Тобто ми розуміємо, давайте чесно скажемо, що ми не зупинимо перепис. Але нам важливо, щоб міжнародна спільнота не визнала цей перепис. Що коли ми побачимо, що там 101%, пам'ятаєте, ми жартували, ну і серйозні мали підстави про референдум Кучми, який він проводив, що, значить, в деяких селах Закарпаття, де був потоп, значить, 101% проголосував, значить, може там хто в воді з дошками був, значить, порахували 2 людей, розумієте? І це смішно виглядало про таку явку і такий високий показник. Так само ми повинні поставити під сумнів результати цього перепису. Всі структури, які є, повинні працювати. Одного МЗСу недостатньо, абсолютно очевидно. И в то же время Россия уже заполнила техническим газом нитку Северного потока-2. Тут дивіться, я тут, ну не скажу, що я там великий песиміст, тобто, ну я реально дивився на речі. Треба сказати, що ми живемо в світі, який змінився. Світ, перше, ковідний світ, коронавірусний світ, ну радикально змінив ситуацію у світі. На жаль, він погано змінив для нас у політичному сенсі, тобто відбулася така мода на ізоляцію, на патерналізм, на протекціонізм. Ну, сьогодні десь в Європі знайти живого якогось ортодоксального ліберала, значить, виходця з Чикагської школи, якийсь там економістів, це вже, значить, можна десь там в аналах. Тобто всі прекрасно розуміють, що сьогодні треба робити акцент на національну економіку, треба думати про національні інтереси. Глобальні процеси фактично згорнулися. От я був у Словенії, щоб ви розуміли, Словенія головує зараз європейській спільноті, і я якраз вітав Національний олімпійський комітет Словенії з 30-річчям, але був в процесі, це перший неформальний саміт країн ЄС відбувся після ковідної паузи, що в онлайн було. І прем'єру Словенії треба віддати належне. Він зініціював, ну правда, не про Україну, але взагалі питання про, так ми будемо розширяти Європейський Союз чи не будемо розширяти. І це так званий неформальний саміт, який називається ЄС Західні Балкани. Тобто мова йшла про 7 країн балканських, які стоять в черзі трошки вище, ніж ми, на входження до Європейського Союзу. І, на жаль, позиція Німеччини, позиція Франції, яких там сильних гравців, казали, що ми за розширення, але без дати. Тобто, от відбулося так, як відбулося. В даному випадку Північний поток, ну, якби, до ковід була одна історія, а зараз він, якби, попав абсолютно в настрої Європи, яка ізоляціонує, так мовити, думає про себе. І німці думають, де би нам дешевшого газу, особливо в теперішній ситуації, французи, де б нам дешевого газу отримати. Значить, і вони, звичайно, шанують українців, але переживають перед це свою економіку. Тому я говорив про те, що ілюзії, коли я чув чиновників 2-3 роки назад, що ми зупинили Північний поток, героїчно і так далі, ну, я реально в це не вірив. Тобто ми ще раніше мусили думати, перш за все, про свою енергетичну безпеку. Тобто у нас практично жодна програма альтернативних джерел не працювала. Поляпали язиком і ніхто не працював. Ні інвестувалися біозамінники. От я вам скажу, що, наприклад, Швеція, і, яка знає, що таке Росія, і Балтійські країни, значить, більшість у них більше половини витрачається біо, а не газу. Більше половини. В загальному цьому. А в нас, я не знаю, там, у нас 2% чи 2,5%. На що немає стиглого лісу чи хмизу, який валяється. В нас ми, як в радянські часи, спалюємо гілки, що штрафи страшні в Естонії і Латвії, а ми спалюємо. Ой, я помню, это была еще недавняя инициатива перевести на биотопливо солому собирать. Вот когда кризис газа... Була така ініціатива. Солома, це, звісно, там це 0,1, а загально біо мається на увазі, що це якби дерев'яна основа, це пілето різноманітного роду біоваріант. Але в чому там варіант? От що Балтійські країни показали? Що технологія зараз така, що воно максимально використовується і не забруднюється повітря. Тобто система очищення не така, як у нас зараз,
котел ви купили, воно напряму все, так мовити, опалюється. До речі, така система стоїть в Борисполі, в Бориському аеропорту. Це вже біозамінника, де коли критична ситуація, газ додається, коли температура не така низька, значить біо використовується. Це один з варіантів. Таких варіантів зараз, знаєте, в кризі зелена енергетика, тому що не можуть визначити, як працювати. Тобто, перше, ми мусили йти шляхом заміни газу. Друге, ми мусили жорстко вимагати від Європейського Союзу місця розуміння, що таке Україна як газовий транзитер. Не тепер останні місяці, а до того повинні були підписані бути угоди, де ми розуміли, значить, скільки ми прокачуємо газу, скільки ми гарантуємо і так далі. Тобто, треба сказати, що і ми пропустили цю дискусію. І друге, прагматизм європейських країн, і особливо сьогоднішня ситуація. Ну, росіяни, треба віддати належне, вони політично обіграли Європу. Тобто сьогодні оце підвищення цін на газ – це додатковий аргумент, що Північний поток буде запущений. Давайте скажемо так, як є. И теперь даже в Европе атомную энергетику называют тоже экологической. Потому что понимают, что без нее... Да, не можемо. І ми так само повинні розуміти, що без неї ми нікуди не дінемося. Немножечко о другой теме поговорим сейчас. Ну, в том же контексте Россия продолжает массовые аресты в Крыму. И мы все помним недавнее задержание первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джиляла и двух двоюродных братьев Ахтемовых. За их обвиняют якобы в диверсии на газопроводе. Они сейчас уже второй месяц под стражей в СИЗО. Братьев, как мы знаем, пытают. На Наримана Джиляла оказывают психологическое давление. А президент Украины, выступая на генеральной сессии Ассамблеи ООН, говорил о том, что процесс обмена затормозился. И вот сейчас, по его оценкам, в российском плену, в российских тюрьмах и в тюрьмах Крыма находится 450 наших соотечественников, которых нужно освобождать, но процесса нет. И вот недавно Владимир Зеленский выступил с инициативой. Он считает, что депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук мог бы стать кандидатом на обмен при подтверждении у него российского гражданства. Я напомню, сейчас Медведчук находится под домашним арестом, его подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Вот об этом мы поговорим с нашим гостем. По скайпу с нами будет общаться Богдан Петренко, заместитель директора Института исследований экстремизма. Добрый день. Как вы оцениваете идею Владимира Зеленского обменять Медведчука на наших пленных? Ну, ви знаєте, я думаю, що дуже багато складових в цій ідеї. І перше, звичайно, це політтехнологічна складова, де Зеленський нібито грається на таких позиціях. Ну, власне, він перша людина, який посадив Медведчука. Ну, умовно, ще не посадив, але тим не менше, нібито посадив. І фактично він має можливості використовувати зараз цей тиск, тобто, ну, фактично використовувати Медведчука як засіб такого, знаєте, підвищення власного рейтингу, як гра на демонізації самого Медведчука, тому що демонізованішого від Медведчука немає людини в Україні. І тут Зеленський, в принципі, правильно грає і з будь-якої точки зору. Якщо ми говоримо про якісь там наслідки юридичні, то тут, звичайно, є певні питання. Є певні питання, наприклад, щодо того, що можна виплести такий фрагмент, така складова, про який не говорять на сьогоднішній момент, про те, що, можливо, Зеленський не доведе на сьогоднішній момент вину Медведчука в суді, і саме тому він використовує Медведчука як обмін Медведчука, як засіб просто уйти від проблеми судових рішень по Медведчуку. Це один з таких складових. Інша, звичайно, така важлива складова, це як заява, що Медведчук це проросійський політик. І, в принципі, на цьому Зеленський вже дуже давно грає. І, в принципі, знаєте, якщо ми говоримо про це як заяву для українців, то обміняти Медведчука як жарт вже звучало досить давно. А питання в тому, про іншу складову тепер скажу заяву, про те, що якби в Медведчука було російське громадянство, то його б обміняли. Справа в тому, що по обміну інших громадян, в тому числі України, в Російську Федерацію, ніколи питань ніяких не виникало. Візьмемо, наприклад, відомого, того ж Цемаха, який мав українське громадянство, по ньому також не виникало, ми його віддали Російській Федерації. Тут ще питання, знаєте, в тому, чи Цемаха віддали Російській Федерації,
віддали ДНР ЛНР, що в принципі одне і те саме, звичайно. Але тут, мені здається, сам Зеленський починає, чи точніше, спікери, які грають на Зеленського, починають перегравати самі себе і починають йому писати, ну, мені здається, якісь недоречні речі. От щодо обміну Медведчука, це, в принципі, було доречно, а щодо наявності Медведчука громадянства, це недоречно. Щодо позиції самої Російської Федерації, то вона цілком зрозуміла, і ніхто не буде обмінювати Медведчука, тому що Медведчук Російській Федерації не потрібен, в принципі, в Російській Федерації. А Російській Федерації необхідна п'ята колона в Україні, і їм, в принципі, все рівно, як ця хто буде очолювати цю п'яту колону. Головне, щоб він виконував важливу для Російської Федерації роль просування власних наративів і відстоювання російських і проросійських позицій в Україні. Тому, звичайно, ні Путін, ні Кремль на такий обмін не підуть, а більше того, вони будуть заперечувати проти взагалі можливості цього. Тому, в принципі, мені не дивна позиція Медведчука, який заявив, що він залишається тут. Ні на який обмін він йти не буде, тому що він сам розуміє, що як тільки його обміняють, в разі, гіпотетично навіть, якщо я буду, так? Як тільки його обміняють, він зразу стає нулем. Тобто він зразу стає ніким в Російській Федерації. Більше того, Російська Федерація, якщо його обмінює, вона відразу визнає, що Медведчук з самого початку був агентом її впливу. Тому, мені здається, цей обмін, він практично неможливий, але говорити про це з технологічної точки зору, з політичної точки зору, я думаю, що для Зеленського на сьогоднішній момент якраз важливо. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Богдан Петренко, заместитель директора Института исследований экстремизма, был с нами на связи. Ну, вот у меня возникает несколько вариантов. Раз прозвучала такая яркая, громкая цитата, значит, очень серьезный кризис, и договориться об обмене нельзя. Второй момент, а может быть и можно, вот Богдан говорит, что в России его менять не будет, но Медведчука там представляют как жертву режима, как борца за демократические свободы. И красивый жест Москвы, как они спасут политического заключенного, как бы, чтобы заработать какие-то баллы. Вот где больше правда? Дивіться, я погоджуюся в одній частині з паном Петренком. Це якби така класична схема піар-заяви. До речі, це були модні піар-заяви таких патріотичних політиків при Порошенко. Значить, коли тролили Порошенка, значить, знали, що він співпрацює з Медведчуком. Це ж така, значить, була таємниця Полішинеля. Значить, всі прекрасно, поінформовані депутати, я в тому числі і так далі, ми знали, що і зустрічається, вибачте, він був офіційний представник, в переговорній групі і так далі. І коли сьогодні там найближче оточення Порошенка говорить, а ні, ви що, він Медведчука взагалі ніколи не бачив в очі і так далі, це навіть не смішно. Тому оця ідея, це ж нова, це він нас повторив, умовно кажучи. Я свій час так само говорив, коли була така історія, я сказав, що коли забрати наших людей, треба пожертвувати агентами Путіна, значить, які вони посади не займали. І якби це фактично озвучена наша ідея 3-4-річної давності. Просто Медведчук зараз в другій ситуації. Так, але Медведчук в іншій ситуації. Да. Тому тут більше піару. Але, значить, в другій частині я з паном Богданом не погоджуюся, що насправді проблема громадянства, яка озвучена, це вкрай важлива проблема. Тобто, пам'ятаєте, і під нашим тиском в свій час, коли виявилося, що частина людей у нас мають подвійне громадянство, фактично, умовно кажучи, подвійні агенти. Значить, тут вони розповідають, особливо в парламенті, що в обласних радах, що вони люблять Україну, а працюють на Румунію, Угорщину чи, не дай Бог, Росію. І тоді був внесений законопроект невідкладний президента Порошенка. І він помер до першого читання. Тобто я ще раз кажу, що я абсолютно переконаний. Починаючи від Конституції, стаття 4 Конституції, сьогодні приймав іспит в Черкаському інституті пожежної безпеки, якраз на тему було громадянство, я розповідав про те, що не можна законом прийняти подвійне громадянство, воно не треба, бо у нас єдине громадянство прописане в статті 4 Конституції, для того, щоб подвійне громадянство, його треба змінити. Тобто, якщо ви пересічний чоловік з Криму, і ситуація так сталася, що люди якось їх загнали в це російське громадянство, вони заручники ситуації. Тут треба виходити з ситуації, як вона склалась. Але якщо ви посадова особа і депутат, друзі, тут розмови немає, це однозначно. Як тільки би
от я був головою СБУ. Сьогодні, що я перше зробив, бо я би провів перевірку всіх посадових осіб і всіх депутатів від Верховної Ради до місцевих рад. І люди, які мають подвійне громадянство, це підстава, що вони як мінімум втрачають мандат. Ну, друзі, не може бути депутатом Верховної Ради чоловік, який є громадянство Росії. Ну це взагалі ж непорозуміння якесь. Ну, это дискриминационно получится по отношению к крымчанам. Ні, так я зараз не кажу, я ж кажу, що... Ну, вы сказали обычный, рядовой. Да. А если этот рядовой идет в политику и занимает какие-то ключевые должности, будучи патриотом Украины, но имея тот паспорт, который он был вынужден получить в оккупированном Крыму. Тут в Україні займає посаду? Да. Ну, треба думати. Тобто є окуповані території, тут є спеціальна історія. Зараз я кажу про мирне, спокійне життя, що ви, наприклад, живете в Закарпатті, ви депутат Закарпатської обласної ради і маєте громадянство Угорщини і лобіюєте угорські проекти на території України і кажете, що ми не можемо вчати українську мову, бо немає нас тут вчителів. Ну, тобто ви представляєте інтереси якої країни? Угорщини представляєте інтереси. Як ви можете бути посадовою особою і так далі, зарплату отримувати? Тому, умовно кажучи, якщо в нас, дивимося ми, наприклад, Медведчук, там Києва, не проти ночі буде сказано, ще якісь люди, які вважають, що день народження Путіна – це важливо, там, віха в їхній житті і так далі. Ну, друзі, чемодан, вокзал, Росія. Розмови нема. Їдьте туди. Інша справа, що дійсно, наприклад, Медведчука туди відправить, яка там посада залишилася, тобто там вже президент Малоросії на еміграції, Янукович є, прем'єр-міністр Азаров Малоросії на еміграції. Голова Верховної Ради буде Малоросійської республіки в Росії. Це єдина посада для Медведчука. Правительство Малоросії в екзилі. Да, от ми зробимо вигнання, і вони там хай сидять, це якби корисніше для нас буде. Але ще раз кажу, що для того, щоб цей піар, бо це піар-заява, зрозуміло. Так, щоб одного дня, приколотися, нанести удар по попередникам Зеленського. Я цей піар підтримую, але якщо він буде підтверджений, наприклад, якщо я зараз побачу ініціативу Зеленського про відповідальність людей, які, хоча давайте почнемо з Верховної Ради. От з когось почати, з Верховної Ради. Тобто депутати Верховної Ради, які мають громадянство інших країн, вони повинні, у нас є про зняття депутатської недоторканності, хай прокуратура відкриває справу і забирає у них мандати. Це абсолютно, на мою думку, коректно, тому що не буде вищому законодавчому органі України бути депутатом, перше Росія має на увазі, що, скажімо, це громадянин Росії, якщо так є. Тобто хоча б перевірити, подивитися, тому що це тут же не смішочки, коли Коломойському сказали, він говорить, я ж не порушую, у мене потрійне громадянство, розумієте? Це ж поганий сміх. Тобто це ми єдина країна, де хаос з різними громадянствами. Ще раз кажу, я про Крим зразу скажу, що це якби окрема історія, бо йдеться про окуповану територію. Так само, до речі, і про частину Донецької і Луганської області, де люди можуть не отримати якусь елементарну соціальну чи медичну послугу, якщо паралельно не візьмуть паспорт. Тобто я зараз про цих людей не кажу. Я зараз кажу про великих начальників, які сидять в найвищих кріслах України і тримають паспорт, давайте тоді чесно скажемо до кінця, паспорт Росії, паспорт там Кіпру, паспорт Ізраїля, паспорт Америки, паспорт Швейцарії. Тобто, де вони зберігають гроші, це ж теж цинізм. Зараз ми сказали про Медведчука як політика, а є ще й бізнесмени, які тут керують, а гроші зберігають за кордоном. Есть, так это и граждане Украины с одним паспортом тоже так делают. Ні, граждані, вибачте, не керують державою. А ви уповноважені керувати державою, і хоча б цей момент нам навести порядок, тому що, дивіться, зараз як в історії з офшорами. Некоторые руководят. От я з офшорами читаю, і як Рифат Чебаров, мені сподобалося, він сказав, якась Арахамія. Арахамія каже, що там у мене в дружини 5 каких-то офшорів і так далі. Це один з керівників держави. Типа у всіх є, коли... Тоді виникає питання, а навіщо ви приймаєте закони про те, щоб перевіряти людей, що платять податки? Ви ж оптимізуєте податки, то тоді нема претензій до людей. Тому покажіть приклад ви, що ви платите податки, що ви не уникаєте податків, що ви не тримаєте в кеші гроші, бо в банках треба тримати, підтримувати українську фінансову систему. Я завжди казав, що корупцію ми поборемо рівно на наступний день, якщо носіями корупції не буде влада. Тому що звинувачити простих людей в сьогоднішній ситуації, що вони десь там підробили і в конверті отримали $100, руки не піднімаються, коли народ виживає. Тому спочатку треба показати, і в питанні громадянства показати приклад. І тому я підтримую історію з Медведчуком і всіми
умовно кажучи, агентами Путіна з російським громадянством, що вони повинні повернутися в свою країну. Тобто, якщо для них Росія країна, хай переїжджають туди. І... А у нас є підтверджена інформація, що у Медведчука є російський? От я сказав, що треба СБУ, щоб перевірило. Значить, я не знаю, просто чи воно вот перевірило. мы можем это говорить, это красиво звучит, ярко тогда, давайте. Ні, так ми не просто красиво, ми кажемо, що ми просимо Службу безпеки перевірити. Нет, хорошо, мы проверяем, но на каком основании гражданина даже с двойным гражданством брать и выдворять из страны? Для этого Ні, есть... тільки за контра. Я вже кажу. Да. Поки що немає. От я повертаюся якраз до цієї ініціативи, що внесення закону про громадянство, який передбачатиме адміністративну кримінальну відповідальність за отримання подвійного громадянства, зокрема з Росією, людей, які займають найвищі посади в Україні, зокрема там уряд, Верховна Рада і таке інше. Благодарю вас. Наше время в эфире уже подошло к концу. Благодарю, что пришли. Николай Томенко, лидер партии «Рідна країна», был с нами в студии. Сейчас небольшой перерыв, и мы продолжим говорить о Крыме. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и наш Patreon. Будьте с нами. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı ruhumnu sıylar, gönlümnün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Ишітесіңізме? Мен ақта ұмыттыңызмы? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Я приветствую всех зрителей телеканала АТР. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о самых важных и актуальных событиях полуострова. И будем говорить о исторических датах, исторической дате, которая сегодня в нашем эфире будет обсуждаться, в том числе и в выпусках новостей. Это 100 лет со дня создания Крымской автономной Советской Социалистической Республики. И говорить мы будем об этом с нашим гостем, историком и координатором Таврической платформы Андреем Иванцом. А прежде чем мы сейчас с ним подключимся, я напомню, что у нас есть наш YouTube-канал, на котором вы всегда сможете посмотреть все, что не успели посмотреть в прямом эфире, и можете поддержать нас на Патреоне. То есть подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на наш Patreon, чтобы поддержать нашу работу для вас. Андрей Иванец уже с нами на связи. Я приветствую вас, Андрей. Доброго дня. 100 лет назад была создана Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Это такой своеобразный компромисс, что ли, был между национальным политическим движением в Крыму и большевиками, которые решили, что выгоднее на тот момент истории проводить политику, так называемую политику коренизации, то есть давать какие-то полномочия местным жителям, национальностям, которые живут на своих территориях. Но это все, как мы знаем, закончилось фиаско, потом были репрессии, а в 1944-м и депортация крымско-татарского народа, и в итоге 24 года просуществовав, эта автономия исчезла. Вот и все-таки, оценивая и анализируя, что это было, была ли это попытка создать государственность крымских татар, восстановить эту национальность, имела ли она какие-то шансы состояться и укрепиться? Вот что вы об этом думаете? Необходимо сказать, что само появление Крымской АССР, оно связано не только с такими амбициями геополитическими большевистского руководства, оно еще связано и с теми событиями, которые происходили непосредственно в Крыму. В 1917 году, после февральской революции, в Крыму разворачиваются такие революционные демократические процессы, важнейшим составляющих которых было крымско-татарское национальное движение. Оно приобрело массовость, были созданы структуры самоуправления такого общенационального масштаба, Курултай, действовал Меджлис Мебусан, позднее уже как национальный парламент второго созыва, действовала Крымско-татарская национальная директория. И вот представители именно крымско-татарского национального движения, они в 1917 году на первом Курултае выдвинули идею создания Крымской Народной Республики, которая должна была бы отражать интересы всех крымчан. И когда в 1920 году большевики захватили власть в Крыму, выбили белых с территории Крыма, они, с одной стороны, конечно, устроили красный террор, они устроили свои большевистские эксперименты, которые больно ударили по населению Крыма и в том числе по крымско-татарскому населению, потому что большинство крымских татар занимались сельским хозяйством, а большевики навязывали крупные хозяйства, совхозы, и это не давало возможность малоземельным крымским татарам просто арендовать эту землю, как они делали раньше, что приводило к большим трудностям и даже к голоду. Весной 2021 года Мирсаид Султангалиев, представитель наркомнаца, сам один из основателей национал-коммунизма, такого тюркского типа и мусульманского типа, он приехал с инспекцией в Крым, он ужаснулся тому, что происходило в Крыму, и он выдвинул, в частности, идею, что необходимо провозгласить Крымскую автономную республику и защищать интересы крымских татар. Он писал о том, что все недовольны в Крыму террором и вообще большевистской политикой. И 21 год — это год, когда решался вопрос, каким быть Крыму в составе уже новой большевистской империи,
какая форма должна быть его политическая, и кому он должен подчиняться, РСФСР или УССР. Вот партийное руководство и руководство ревкомов, которое было насажено после захвата Крыма большевиками, они в январе месяце выдвинули идею, что необходимо все-таки Крым подчинить Советской России, хотя среди части большевиков были идеи и включать в УССР Крым, поскольку хозяйственные были большие и другие связи. А с другой стороны, было решено создавать автономную единицу. Но вот какой будет эта автономная единица? Областью, коммунной или республикой шли серьезные дискуссии. И поначалу, в мае месяце 1921 года, было решено создавать Крымскую автономную область. Это были решения на уровне ЦК ВКПБ и на уровне Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Представители национального движения в 2020 году попытались найти взаимопонимание с большевиками, потому что другого выхода в той ситуации не было. И они отстаивали те, кто раньше участвовал в органах национального самоуправления, идею, что необходимо провозглашать в Крыму республику. И в конечном итоге мы увидели, что 18 октября 1921 года появился документ Совнаркома и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Совнаркома тоже Советская Россия, о создании Крымской Советской Социалистической Республики, которая имела автономный статус. Ну, насколько я понимаю, там шли споры даже не только о названии, как назвать областью или республикой, но и о форме этой республики. Большевики настаивали на центральном управлении, на жестком контроле, а национальное движение, представители Мелиферка, говорили о том, что автономия должна обладать полной, скажем так, автономией, иметь свои представительные органы, как там наркомат иностранных дел, вести внешнюю торговлю. Вот в этой борьбе был шанс у национального движения сделать автономию более независимой от центра? В централизованной системе большевистской империи особых шансов, конечно, не было. Но вы правильно отразили тенденцию. Сталкивалось несколько позиций о внутреннем содержании уже этой автономной единицы. Если это будет республика, то республика. И вот здесь большевики настаивали, что это должна быть интернациональная республика. И даже национал-коммунисты из числа крымских татар собирались на конференцию и поддержали эту идею в мае 1921 года, что это должна быть интернациональная республика. Позиция людей, которые были объединены в 19-20 году в партии Мелиферка, то есть это лидеры национального движения, они отстаивали идею именно так называемой полной автономии, где действительно предполагалось, по мнению национальных лидеров, очень широкие полномочия, вплоть до ведения внешней политики, вплоть до ведения внешней торговли. Но это большевики отбросили сразу, в частности Чичерин, нарком иностранных дел, он эту идею категорически отбрасывал. Ну и получилось в результате вот такое компромиссное решение. Появилась Крымская ССР, которая имела автономный статус. И можно сказать, что она отражала в таком большевистском преломлении идеи, которые выдвинуло национальное движение в 1917 году. Потому что в этой Крымской АССР говорилось о том, что есть коренные народы, это крымско-татарский народ и караимы. Провозглашалось государственным языком русский и крымско-татарский язык. Был взят курс на татаризацию аппарата государственного. Буквально в 1924 году и руководителем Совнаркома, и руководителем в ЦИК стали крымские татары, представители крымской автономии в Москве были крымскими татарами. Но говорить о том, что вот в 1921 году наступил некий золотой век, иногда даже такие оговорки, золотое десятилетие, можно так сказать, да, для крымских татар,
все-таки нельзя, хотя такие оговорки допускают даже некоторые историки, потому что, несмотря на вот этот такой вынужденный компромисс, большевики хотели использовать Крым для того, чтобы продвигать идею мировой революции на восток, в Турцию и вообще на Ближний Восток. И вот Крым должен был быть таким маяком нового коммунистического общества. Поэтому они искали, как замириться с национальным движением крымских татар, как его можно использовать. В свою очередь, национальное движение пыталось использовать, и отчасти не безуспешно, вот эти новые возможности, которые давала политика татаризации. Но почему мы не можем говорить о неком золотом десятилетии? Потому что провозглашение автономии произошло в 1921 году. Это год начала страшного голода для Крыма, который продолжался до 1923 года, и в Крыму погибло 100 тысяч людей по заявлениям самих представителей коммунистического режима. И из них большинство были именно крымские татары. То есть удар по народу демографический в первые годы был очень силен. Поэтому в 20-е годы они очень противоречивые для крымских татар. Многое удалось сделать в плане культуры, в плане создания административной элиты, истеблишмента крымско-татарского, решить ряд вопросов в сфере образования. Были созданы национальные районы. 6 национальных районов существовало в Крымской АССР. Но все-таки даже в первые годы голод нанес серьезнейший удар по крымско-татарскому народу. Голод этот был вызван не только природными причинами, а в значительной степени он вызван был именно политикой коммунистического режима, потому что, я уже говорил, вначале создавались крупные хозяйства, что лишало малоземельное крымско-татарское крестьянство просто средств к существованию, невозможности арендовать землю. Плюс политика продразверстки, когда поначалу выгребалось все зерно у крымского крестьянства, оно привело к трагическим последствиям. А уже в 1929 году в Крыму произошел первый политический процесс такого масштаба, когда был задержан, арестован и расстрелян в мае 1929 года глава Крымского Центрального исполнительного комитета. Это, по сути, руководитель, формальный руководитель крымской автономии Вели Ибраимова. Это национал-коммунист, первый, по сути, коммунист среди крымских татар, который занимал практически 5 лет высший пост крымской автономии формально. Был обвинен в ряде уголовных преступлений. Конечно, он позднее был реабилитирован. Но вот это была первая жертва такого масштаба среди номенклатуры. В других национальных республиках еще не уничтожали лидеров такого масштаба. А вслед за тем, что произошло с Вели Ибраимовым, в том же 1929 году начали сфабрикованное дело, по которому уже были репрессированы представители старой интеллигенции и национальные лидеры, проявившиеся особенно ярко в 1917-1920 годах. Вот в споре историков о том, была ли эта автономия национальной или не была, вы какой позиции придерживаетесь? По моему мнению, была такая двойственная структура Крымской АССР. На момент ее создания решающее слово оставалось за коммунистами. Они выдвигали и партийная областная организация РКПБ, и коммунисты-татары на своей конференции в мае месяце, они говорили о том, что должна быть республика интернациональная. Поэтому можно говорить, что она имела признаки по форме, да, территориальной. она не называлась национальной, но вот по своей сути. Да, она не называлась, то есть как бы это посыл, что это будет территориальная республика. Вот. Но были такие республики в составе РСФСР, как Дагестан, как Горская республика,
Вот Мирсаид Султан Галиев, о котором я вспоминал, он весной 1921 года предлагал создавать вот подобную же республику, то есть где как бы должны защищаться интересы ряда национальностей. Но в документах, которые были в 20-30-е годы, мы можем встретить определение Крымской ССР как национальное. То есть есть там малый энциклопедический словарь уже 30-х годов, где написано, что Крымская республика национальная. Встречались мне даже такие высказывания в документах ГПУ, что это национальное. Поэтому в чем сложность? Есть, например, такие автономии были созданы, как башкирская. Там прямым текстом в Конституции говорилось, что Башкирия автономная — это образование башкирского народа. Вот в Конституции Крымской ССР там напрямую не сказано, что Крымская Советская Социалистическая Республика с автономным статусом — это государственность крымско-татарского народа. Но там сказано, что коренной народ крымские татары, сказано, что государственный язык крымский татарский. И поэтому можно сказать, что это была создана такая территориальная автономия, которая возникла во многом под влиянием крымско-татарского национального движения, и в которой провозглашалась необходимость защищать права крымских татар. В самой Конституции говорилось даже о том, что будет содействовать Крымская ССР возвращению крымских татар на родину, те, которые вынуждены были уехать во время массовых эмиграций времен царизма. Но этого, к сожалению, не произошло. По сути, вот тот расстрел Вели Ибраимова, главы крымского ЦИКа, о котором мы вспоминали, он, вероятно, был в значительной степени обусловлен позицией Вели Ибраимова, который хотел содействовать возвращению крымских татар из-за границы, расселению малоземельных крестьян крымских татар с южного берега в другие регионы, где было больше земли. Но эта политика не встречала полного понимания, полной поддержки со стороны вышестоящего партийного начальства, которое, в частности, поддерживало идеи в 20-е годы еврейской колонизации Крыма. И вот на этой почве были конфликты между Вели Ибраимовым и вышестоящим партийным начальством. Что для него, собственно говоря, вероятно, это стало одной из таких существенных причин, почему он попал под каток репрессий в 1929 году. Ну, по сути, большевики хотели того или нет, но признали крымских татар коренным народом полуострова. Однозначно, да. Они признали коренным народом. Даже пытались демонстрировать, что они защищают права коренного народа. Вопрос тогда такой. Нынешняя Россия, нынешнее руководство России всегда говорит о непрерывности истории, которую нужно все принимать, начиная там от нашего князя Владимира, считая его своим, да, и как бы растягивая существование Московии вот во времени, принимает и наследие сталинское. Там не осуждается культ личности. Сталин считается хорошим хозяйственником и руководителем. Почему же тогда тот вывод, который сделали большевики, признав крымских татар коренным народом, не принимается нынешней Россией? Почему так в штыки воспринят был наш закон о коренных народах? Да, почему это, тут конечно, этот принцип вот, наследия не вопрос срабатывает? Не в бровь, а в глаз, потому что действительно много разговоров в России о том, что они якобы поддерживают исторические традиции, и здесь очевидно, что в Крымской ССР на официальном уровне крымско-татарский народ был признан коренным. Про это провозглашалось со всех трибун и даже писалось в основных документах в 20-е и даже в 30-е годы, которые существовали. А сейчас мы слышим какие-то дикие истерики просто со стороны официальных представителей Кремля по поводу того, что в Украине произошло якобы, в кавычках, конечно, что-то страшное, когда приняли закон о коренных народах, в котором определено, в частности, что крымско-татарский народ коренной.
В этом это выглядит, мягко говоря, странно, нелогично, но оно вписывается в такой не сильно скрытый антикрымско-татарский нарратив, антикрымско-татарскую политику, которую проводит сегодняшняя Россия, которая запретила, собственно, органы национального самоуправления крымских татар. И более того, она даже не выполняет уже фактически третий год, даже уже четвертый, решение Международного суда Организации Объединенных Наций, которая обязала Россию восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на своей территории. И поэтому, конечно, идут постоянные систематические репрессии любых активистов крымско-татарского национального движения или просто активистов, например, религиозных активистов, общественных активистов крымских татар. А мы знаем, что крымские татары — это такая одна из основных опор гражданского общества в Крыму, потому что их десятилетний опыт самоорганизации в условиях тоталитарного режима, он давал очень мощные результаты, и он заложил мощные традиции самоорганизации крымских татар. И вот сейчас это все уничтожается, рушится оккупационным российским режимом в Крыму. Вероятно, поэтому Россия так болезненно воспринимает определение на законодательном уровне в Украине крымских татар как коренного народа в Крыму и, соответственно, в Украине. Почему не удается оккупационным силам создать какой-то эрзац, какое-то подобие управляемого органа, хотя бы формально, чтобы говорить, на него ссылаться при принятии своих каких-то решений, что якобы у них есть поддержка крымско-татарского народа? Да, это, кстати, очень такой интересный вопрос, потому что, казалось бы, Россия сегодня, оккупировав Крым полностью, контролирует ситуацию в Крыму. Создан недемократический режим, который не дает возможности людям самоорганизовываться, проявлять свободно свою политическую волю. Есть финансовые ресурсы, есть медийные ресурсы, пропагандистская машина работает 24/7, а при всех вот этих колоссальных, казалось бы, возможностях российскому оккупационному режиму не удалось создать хотя бы какой-то такой внешний заменитель органов самоуправления, некий такой эрзац-меджлис, который должен был бы показывать, что вот новая структура самоуправления существует. Это говорит, видимо, о том, что все-таки вот те традиции, которые есть у крымско-татарского народа по его самоорганизации, что они достаточно мощные, и что вот попытки создать некие заменители, они, мы помним, делались в первые годы после оккупации, они просто проваливаются, потому что не получают массовой поддержки в среде крымских татар. И тут мы видим тоже определенную последовательность имперской политики, когда произошла первая аннексия Крыма в 1783 году, то Российская империя уничтожила государственность, начало притеснение и разных слоев населения, собственно говоря. И вот в этот момент попыталась влиять на крымско-татарское население через духовенство, взяв его на содержание, под контроль. И вот сейчас мы видим тоже, что Российская Федерация контролирует муфтият, и через муфтият старается влиять на крымских татар. Но в политической сфере, в общественно-политической сфере создать какие-то серьезные такие структуры, которые бы могли сказать, что мы представляем интересы крымско-татарского народа, им не удается уже более 7 лет. Ну вот интересный феномен такой, конечно, получается. Сейчас, может быть, будут не очень корректные сравнения, но ведь там у оккупантов не получается управлять крымскими татарами и создавать какие-то подконтрольные политические структуры. Здесь же вроде бы мы видим и поддержку крымских татар, и признание их роли в борьбе за деоккупацию
Крыма, но как дело доходит до конкретных вещей, таких как национально-территориальная автономия, то тут наши украинские политики начинают вести себя осторожно. То есть как-то говорят все вокруг да около, туманные обещания. Вот что беспокоит, что пугает, может быть, политиков, как в самом статусе, измененном статусе Крыма? Я думаю, что представителям органов национального самоуправления необходимо говорить более предметно, уже не говорить только лишь свое видение, что необходимо создать национально-территориальную автономию. Необходимо предлагать некие модели, как она может функционировать для того, чтобы украинское общество лучше понимало как бы внутренние механизмы вот такой формы организации Крыма. Многие крымчане не понимают, как может это функционировать, каково место будет других этнических общин в этой форме организации, как будет функционировать органы власти, какие гарантии того, что не повторится некие сепаратистские сценарии. Вот это все надо просто проговаривать с обществом для того, чтобы общество лучше понимало, о чем идет речь. Потому что общие слова, они сегодня не дают эффекта. Необходимо общаться, мне кажется, тем, кто выдвигает идею национально-территориальной автономии, и с экспертным сообществом, и в частности с представителями Крымской платформы, и общаться в формальной и неформальной обстановке для того, чтобы, вот, например, в Крымской платформе существует 7 рабочих групп. Но есть... Одна рабочая группа занималась, да, этим вопросом. Но вот как вчера в нашем эфире на ток-шоу «Купюрмост» Яна Юксель заявила, что предложения экспертной группы были, но они не попали в общий доклад, который прозвучал на Крымской платформе. Предложения были, но и вот о чем я и говорю. Мало говорить одно предложение. Мы хотим национально-территориальной автономии. Я не говорю, что было предложение. На уровне экспертного сообщества нет понимания, как это будет функционировать. Необходимо выходить навстречу, не просто выдвигать это предложение. Вот в Крымской платформе это просто один из примеров, один из сегментов общества, с которым нужно работать. Один из многих сегментов общества. Там есть 7 рабочих групп. Вот выдвигались разные идеи, в том числе эта идея. Почему она не прошла в тот момент? Потому что многие люди видели, эксперты, не многие, но отдельные, видели другой статус Крыма. Кто-то хотел область, кто-то хотел еще чего-то. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, необходимо было проводить встречи, и не только было, это сейчас, в общем-то, никуда не делась, на мой взгляд, эта задача. Необходимо проводить встречи с рабочими группами, встречаться, объяснять свое видение. Потому что если есть непонимание этих механизмов, то необходимо работать с этими группами, где есть такое непонимание, и где эти группы могут влиять на процесс. Экспертное сообщество — это как раз одна из целевых аудиторий, где эта тема должна проговариваться, прорабатываться, и там вырабатываться консенсус относительно этой темы. Иногда представители национальных органов национального самоуправления говорят, что уже 30 лет говорим одно и то же. Но вся суть в чем? Что далеко не до всех групп дошла эта информация. Не до всех доходит, вы хотите сказать. Спасибо вам за вашу позицию, за то, что были с нами в эфире. Благодарю вас. Андрей Иванец, историк, координатор Таврической платформы, был с нами на связи. И говорили мы с ним о годовщине столетия Крымской АССР. Пытались выяснить, действительно ли можно было ее считать, скажем так, формой национальной автономии, которая хотя бы формально, хотя бы декларативно определяла государственность крымско-татарского народа, в тех возможностях, которые были возможны при
режиме большевиков. Мы сейчас продолжим наш эфир с нашим другим экспертом, который сейчас должен с нами появиться на связи. И будем говорить мы о ситуации с коронавирусом на полуострове. Дело в том, что 4-я волна уже в разгаре. Каждый день в оккупированном Крыму фиксируется все больше и больше количество заболевших коронавирусом. А вот только за последние сутки там зафиксировано 875 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд. Это вместе с оккупированным Севастополем. И 17 людей, к сожалению, погибли от этой болезни, не смогли ее преодолеть, не смогли выздороветь. И это тоже грустный рекорд этой осени. И коронавирус распространяется огромными темпами. И справиться с ним, наверное, сложно всему миру, но в условиях оккупации это происходит еще хуже. Там количество, даже сами оккупанты сообщают, что количество коек заканчивается, уже на 95% заняты все места, мест практически для больных нет. Но при этом вводить жесткий локдаун оккупанты не собираются, потому что считают, что люди уже устали от ограничительных мер. Там введены новые ограничения, они касаются удаленной работы. Все, кто старше 65 лет, отправились на удаленку. Также половина оккупационных чиновников тоже работают на удаленке. Там отменили льготный проезд для пенсионеров, для пожилых людей в общественном транспорте. И обязывают вакцинироваться сотрудников, потому что при условии, что если только 80% сотрудников будет вакцинировано, тогда организация предприятия сможет работать. Те, кто не вакцинирован, должны будут каждые, если я не ошибаюсь, 2 недели сдавать ПЦР-тесты, если нет прививки. Но при этом вводить какие-то жесткие ограничения не собираются. В Украине, на материковой Украине ситуация тоже осложняется. Количество больных становится с каждым днем все больше и больше. Но наше министерство Министерство охраны здоровья готово поддержать жителей оккупированного полуострова. Вот по нашей информации, на админгранице с оккупированным Крымом развернуты несколько пунктов вакцинации, на которые крымчане могут приехать бесплатно, получить вакцину, одну из зарегистрированных и признанных в мире, а не спутник, который только колят в России. И его эффективность у всех в мире под сомнением, потому что он нигде не принят, и ни одна из развитых стран не пользуется этим спутником и не заказывает эту вакцину в России, несмотря на то, что Россия ее рекламирует и рассказывает о ее чудесных свойствах. Вот сейчас с нами на связи Николай Якименко, заместитель главы Херсонской областной госадминистрации. Он с нами на связи. Мне подсказывают редакторы, что вот сейчас с ним буквально уже есть связь. Я приветствую вас. Доброго вечера. Вот у нас появилась информация о том, что есть инициатива открыть пункты вакцинации на админгранице с Крымом. Можете нам рассказать подробнее, сколько, где, в каких местах, когда работают? Дивіться, стосовно того, що ідея відкрити пункти вакцинації. Якщо буде потреба, ми туди будемо направляти мобільні бригади. У нас є перелік пунктів щеплень, де можна отримати вакцину. Якщо це буде необхідно і буде велика кількість одноразово, там 50, 25, 30 осіб зголосяться на отримання щеплення на КППВ Чонгар або Каланчак, ми будемо туди додатково направляти мобільні бригади для проведення вакцинальної кампанії. Как это должно произойти? То есть как эти 50 человек должны...
То есть это должно быть такой тур специальный, то есть люди на автобусе должны будут приехать и сказать, мы хотим вакцинироваться? Или это... Питання не то, що тур. Можливо, це є на запис, ну, допустимо, да, на контакт-центр, який є у нас в обласній державній адміністрації. Звернулася одна особа, там так називаємо організатор з боку людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Кажуть, що на завтра ми плануємо приїхати там 30 осіб. Так? Ми на цю, ну, на плюс-мінус там 30-40 хвилин на цю годину присилаємо бригаду, і вони їх вакцинують. Не обов'язково записуватися повністю всім. Ми готові зробити це, якщо там зателефонували, що у нас буде там 30 осіб, будь ласка. То есть вы готовы это в любой момент сделать, то есть по звонку? Безумовно, безумовно, безумовно. А ну нужно как-то заранее звонить? То есть мы будем завтра, или вот мы едем, уже будем Ну, через дивіться. час? Расскажите Так. поподробнее, как крымчанам воспользоваться этой возможностью? От дивіться, на даний час громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Автономній Республіці Крим, можуть вакцинуватися проти ковіду у будь-якому з пунктів щеплення та центрів масової вакцинації підконтрольної уряду території України. Ну, безусловно. Но доехать до Киева сложнее. К сожалению, Николай Якименко... Прервалась связь с Николаем Якименко. Возможно, еще получится ее нам восстановить. Но, как я понял из его слов, да, вот уже говорят, что есть. Вы меня слышите, Николай? Так. Вот просто- расскажите, как крымчанам... Понятно, что можно поехать и в Киев, там, в Запорожье, и в сам Херсон поехать. Дивіться, є контакт-центр. Да, Наш ну, контакт-центр обласної державної адміністрації. На сайті Кода.gov.ua прописаний телефон 0800 504 077. Так, можна зателефонувати і сказати, завтра о 9 годині нас буде там 9-10 година орієнтовно, тому що ми розуміємо, що ми не можемо повпливати на митницю, яка з того боку. Так, тому кажемо, там орієнтовно на 10 годину там буде 30 осіб. Ми відправляємо туди мобільну бригаду і, будь ласка, вакцинуємо людей. А что за вакцина? Ну, в наявності на даний час є Коронавак, AstraZeneca, Pfizer. А будет ли ее достаточно в случае повышенного спроса? Есть ли у вас запас? Коли розраховуємо виїзд мобільної бригади, ми по-любому беремо з запасом, тому що кожна вакцина, вона ще йде там флакон там, на 5, на 10 доз щеплень. Тому по-любому беремо з запасом. Я имею в виду, хватит ли области самой вакцин, если возникнет какой-то ажиотаж, и крымчане массово поедут за вакциной? Выстачит. А есть у вас какая-то информация конкретная, сколько сейчас у вас доз вакцин есть в области? И насколько жителей ее сейчас есть? У нас вакцина, дивіться, у нас вакцини вистачає в повному обсязі. І вона з розрахунками йде на вакцинування 70% населення Херсонської області. Вакцина є на складах, тому питань немає. Якщо потрібно, ми ще нам відвантажить центральна орган влади і МОЗ, відвантажить нам ще вакцину. Це питань немає. Что нужно? Какие-то документы? Может быть, это будет что-то стоить для крымчан? Вот что нужно? Просто паспорт Украины и все? Или еще какие-то нужно документы с собой брать? Ну, безумовно, щоб з собою був паспорт громадянина, ну, мобільний телефон, на який прийде смс-підтвердження для того, щоб можна було отримати ковід-сертифікат. А если... І отримати запрошення на другу дозу, на ревакцинацію. А если не будет, допустим, паспорта Украины, ведь есть уже крымчане, которые, когда пришло время получать украинские паспорта, не смогли этого еще сделать, потому что уже оказались в оккупации. Вы не знаете, что с такими делать? Ну, в даному випадку, якщо такі випадки будуть, я думаю, ми також зробимо.
Спасибо дуже вам. щеплення. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Николай Якименко, заместитель главы Херсонской областной госадминистрации, был с нами на связи. У нас еще остается несколько минут для того, чтобы поговорить о ситуации с коронавирусом на материке, узнать, как проходит вакцинация здесь, достаточно ли активно граждане Украины пользуются возможностью вакцинироваться для того, чтобы обезопасить себя от новой волны коронавируса, поскольку количество больных растет с каждым днем, и, как известно, в Украине сейчас очень активен этот агрессивный штамм Дельта, который легче подхватить, он легче заражает людей. И 4-я волна тоже накрывает и нашу страну. Вот сейчас, пока режиссеры, редакторы наши будут связываться с нашим следующим гостем, я напомню несколько еще событий, расскажу о нескольких событиях, которые происходят в том числе в оккупированном Крыму. Вот на днях на полуострове была трагическая годовщина, тоже 3-я годовщина расстрела в Керченском колледже. 17 октября там в городе открыли даже монумент в память о погибших при нападении на политехнический колледж. Эта композиция выглядит в виде простреленной ученической тетради, из которой вырывается в небо стая жаворонков. В общем, это такая метафора о загубленных детских душах. Вот вообще этот памятник из бронзы, он в высоту примерно 6,5 метров, на гранитном постаменте, где золотыми буквами начертаны имена погибших. Я напомню, что именно 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу в этом колледже. Тогда погиб 21 человек. Эта трагедия впервые такого масштаба была в Крыму и состоялась, то есть до оккупации ничего подобного на полуострове не происходило. А вот в 2018 году, уже на 4-й год оккупации полуострова, началась эта стрельба. Причем похожие случаи происходят не только в оккупированном Крыму, но и в России. Недавний случай был в Перми, где были убиты 6 человек, где устроили тоже в школе, устроил стрельбу школьник. Это было совсем буквально недавно, 20 сентября 2021 года на территории Пермского университета. Погибли 6 человек, 47 человек получили ранения. А недавно, буквально на днях, едва не произошел подобный случай, когда в одну из школ пришел 12-летний мальчик с родительским оружием. Он хотел отомстить девочке, которая его обижала. В общем, ситуация из американских новостей как-то перекочевала в Россию, и из России она как-то пришла и в оккупированный Крым. Но вот что-то мне наши редактора не подсказывают. Есть ли у нас связь с Андреем Александриным, эпидемиологом? Не подсказывают. Вот даже теперь подсказывают, что связи с ним нет. Но, к сожалению, хотелось, конечно, поговорить о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в Украине, как идет вакцинация. Но вот поскольку, к сожалению, мы не можем связаться с нашим гостем, то будем заканчивать наш эфир. Благодарю, что были с нами. Я напоминаю, что вы можете подписаться на наш Patreon, чтобы поддержать нас, нашу работу для вас. Наша поддержка нам всегда актуальна и важна. И наши выпуски вы можете смотреть на наших
на нашем YouTube-канале. Там всегда есть выпуски и прямых эфиров, и программы «Бугунь», и новостей, службы новостей «Заман». И вот, как мне подсказали наши редакторы, Андрей Александрин, эпидемиолог, появился у нас на связи. У нас остается буквально 5 минут до конца эфира, поэтому я прошу достаточно лаконично, но по возможности информативно рассказать, какая ситуация у нас сейчас с прививками, удается ли нам создать общий иммунитет. Да, здравствуйте, Роман, Андрей. здравствуйте, телезрители. Ситуация у нас прогнозируемая, которую мы ожидали осенью. Она обусловлена несколькими аспектами. В первую очередь, это, конечно же, низким охватом вакцинопрофилактикой нашего населения. Напомню, что когда в августе 2021 года наш премьер-министр Денис Шмигаль объявил о том, что Украина входит в 5-й этап вакцинопрофилактики, а по итогам 4 этапов должно было быть вакцинировано 21,5 миллионов граждан Украины, то, конечно же, мы не выполнили даже 4 этапа вакцинопрофилактики, не говоря уже о 5-м. Поэтому на сегодняшний день мы являемся заложниками того, что в Украине нету консолидированной или мультимодальной стратегии, в том числе по вакцинопрофилактике, как и в целом по внедрению мероприятий инфекционной безопасности. И, конечно же, вот, пользуясь случаем, я хочу обратить внимание, что в первую очередь я призываю всех идти все-таки вакцинироваться от COVID-19. Напомню, что все вакцины, которые зарегистрированы в Украине, они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. И второй аспект, на который я хочу обратить внимание, это на проветривание, на эффективную кратность воздухообмена. Если нет у вас механической вентиляции в офисах, там еще где-либо, то, опять же, естественная вентиляция путем открывания окон на сегодняшний день значительно снижает риск распространения COVID-19. Ну и все остальные для нас уже приемлемые такие вещи, как правильное ношение масок, как физическая дистанция, особенно там, где находится большое скопление людей в помещениях, нужно не игнорировать. И уже достаточно доказательных фактов, опубликованных в ведущих мировых журналах. Исследования показывают, что именно комплекс мероприятий по инфекционной безопасности, он значительно уменьшает риски распространения COVID-19. Но все-таки я надеюсь, что хватит разума нашим чиновникам усилить коммуникационную кампанию по отношению к населению, особенно к группам риска, для того, чтобы призывать или мотивировать даже как-то к все большему вакцинации. И таким образом, возможно, мы только к лету 2020 года как-то уже почувствуем на себе вот такое, знаете, стабилизацию или уменьшение заболеваемости COVID-19, так как пока говорить об этом рано. Ну и также призываю к тому, что если у вас есть возможность вакцинироваться от гриппа, тоже вакцинируйтесь, потому что на сегодняшний день именно дельта-штамм, тот, который в большинстве циркулирует на территории Украины, в принципе, как и во всем мире, он достаточно серьезно маскируется и маскируется под другие острые респираторные заболевания, для того, чтобы мы не получали с вами микс-инфекцию, сочетанную инфекцию, там аденовируса, риновируса с парагриппом, с гриппом и с COVID-19, нужно все эти риски минимизировать. Поэтому призываю всех быть или прислушиваться к специалистам, и все-таки на сегодняшний день, к сожалению, более 98% всех людей, которые госпитализируются с тяжелыми формами COVID-19, и, к сожалению, те, которые дают смертность, это невакцинированное население. Вы говорите, что к лету мы можем выйти из этой ситуации. Это просто сезонно будет? Или это уже будет выработан коллективный иммунитет? COVID-19 показал, что на сезонность никак это не влияет. Это зависит только от того, что у нас может быть уже значительное количество или охвачено вакцинированием. Потому что в тех странах, в развитых экономических странах, которые заранее побеспокоились, чтобы у них была вакцина, и неправильно организовали сам процесс вакцинации для своего населения, на сегодняшний день мы видим, как они
уже потихонечку выходят с этого кризиса, и их жизнь нормализуется. Но когда мы говорим про европейские страны, мы говорим про вакцинацию уровня там 70%, 80%. Мы в этот как-то не очень попадаем в перечень. Это можно привести пример, например, там, Израиль, Соединенные Штаты Америки, Великобританию, которая не входит в Европейский Союз. Да, конечно же, потому что очень хорошо сравнивать как раз разницу госпитализаций Российской Федерации, Украины, той же самой Белоруссии, да, с западными странами европейскими, когда большинство случаев, которые на сегодняшний день госпитализируются, они не вакцинированы, и это, к сожалению, как раз является группой риска. А если в западных странах, то мы видим, что группы риска, они практически не попадают в лечебные учреждения, не нуждаются в специализированной медицинской помощи, потому что в первую очередь государство побеспокоилось о том, чтобы они были вакцинированы, а потом уже начали вакцинировать людей молодого возраста, даже уже сейчас детей начали вакцинировать до 12 лет. Поэтому это все, как в вопросах эпидемиологии или инфектологии все нужно делать вовремя. Лучше предотвращать вот такие сложные вещи. Поэтому нужно, конечно же, делать все вовремя. И, к сожалению, я хотел бы обратить внимание, вот мы сейчас опять стали все заложниками ситуации, когда детское население пошло в школы с сентября месяца, и мы, конечно же, это спровоцировало рост COVID-19, и мы об этом говорили, что как раз в летний период нужно готовить школы, детские садики как социально-критические объекты для того, чтобы там улучшать именно вопросы инфекционной безопасности путем меньшего количества нахождения учеников в классах, путем организации качественной вентиляции. Но, к сожалению, мы уже второе лето за период пандемии COVID-19 практически ничего не сделали в этом вопросе. Поэтому сейчас мы пожинаем плоды этого всего. И единственное на сегодняшний день остается для украинцев это вопросы все-таки вакцинации, потому что даже среди моего близкого круга люди, которые вакцинированы, даже если они заболели, то они переносят COVID-19 в легкой степени и не нуждаются в госпитализации. Благодарю вас за то, что были с нами на связи, за то, что подключились к нашему разговору. Андрей Александрин, эпидемиолог, был с нами на связи. А я прощаюсь, наше время в эфире подошло к концу. Напоминаю, что у нас есть наш YouTube-канал, на который вы можете подписаться и смотреть все наши выпуски в удобное для вас время. И можете подписаться на Patreon для того, чтобы поддержать нашу работу для вас. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и будьте здоровы. Років надії, яка з'явилася у кримсько-татарського народу і яку намагалися вбити більшовики. 18 жовтня 1921 року була заснована Кримська АРСР – автономія, яка за своєю суттю визнавала кримських татар корінним народом півострова і давала їм шанс на національне відродження. Ось тільки проіснувала вона всього чверть століття. Шанс на державність кримські татари отримали у 1917 році після падіння царської Росії. У грудні 17 кримським татарам вдається провести перший Курултай. За його підсумками проголошено Кримську Народну Республіку. Було сформовано уряд, затверджена конституція, державні символи, створений меджліс. Республіка претендувала на відтворення державності кримсько-татарського народу. Але у 1918 році владу в Криму захопили більшовики. Вони ліквідують республіку, а голову уряду, муфтія мусульман Криму Номана Челебіджіхана, жорстоко убивають. А вже у 20-х роках самі більшовики починають курс на коренізацію, політику залучення корінного населення до управління на місцях і надання офіційного статусу національним мовам. Кримські татарські
кримські діячі отримували можливість, ну не те щоб абсолютно вільно, але все ж таки більш-менш в прийнятних межах розвивати і культуру, особливо піднялася така дослідницька етнографічна хвиля навколо Бахчисарайського палацу ханів. Там був створений музей, і археологічні етнографічні експедиції майже щорічні зібрали велетенський матеріал про побут кримських татар, про їхню історію. В цей період, 20-ті роки, відбувалися постійні пошуки нової абетки для кримських татар. У Криму це стається після того, як на півострові побував член комісії Народного комісаріату у справах національностей Мір Саїд Султангалієв. У доповіді в центр він повідомляє про катастрофічне становище кримських татар. Национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Советская власть отняла у них все запасы вина, табаку и фруктов, а взамен ничего не дала. Советская власть и коммунизм являются новой формой европейского империализма, основанной на отрицании права частной собственности, а потому еще более могущественной и грозной, чем раньше. Вот та ядовитая мысль, которая отравляет насквозь сознание умирающих от голода и вымирающих от туберкулеза крымских татар. Більшовики прийшли до висновку, що доцільно зробити в Криму республіку, що входить до складу Української РСР. Проти були члени партії Мілі Фірка. Вони наполягали на створенні національної республіки з повноваженнями повної автономії. Вона передбачала навіть створення Кримського комісаріату закордонних справ, ведення зовнішньої торгівлі та повернення кримсько-татарських емігрантів. В Москві були проти. В результаті 18 жовтня 1921 року была затвержена Крымская АРСР. Была образована Крымская Советская Социалистическая Республика. Автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти, местные советы, Центральный исполнительный комитет и управление, Совет народных комиссаров, которому подчинялись комиссариаты внутренних дел, просвещения, юстиции, здравоохранения, финансов, земледелия, труда, продовольствия. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татар. Головою кримського ЦВК став латиш Юрій Гавен. Головою уряду Криму – казанський татарин Сахіб Гарів Саїд Галієв. За 3 роки на цих посадах їх замінили кримські татари Вілі Ібраїмов і Осман Дерен Гайрле. За певними ознаками можна говорити про те, що врешті-решт Кримська АРСР – це була кримсько-татарська держава. Але все ж таки треба підкреслити, що соціалістичного в ній було більше, ніж кримсько-татарського. Як і в інших автономних республіках, у Криму проголошувалися принципи пріоритетного розвитку національних груп, особливо кримсько-татарської. Але автономія ця мала декларативно-пропагандистський характер. Ми знаємо, що замість такої цілісності кримської автономії як такої було вирішено на початку 30-х років розбити її на національні райони. Тобто фактично виявлялися кримські татари корінним народом чи народом державницького такого рівня не по всьому Криму, а лише в тих районах, де вони становили більшість. А певні райони були віддані іншим народам. Наприклад, 2 були німецькі і 1 український. І зрозуміло, що це вже призводило до певних таких звуження прав і можливостей для розвитку кримських татар. Уже в 1930-х роках стало зрозуміло, сталінський курс дрейфував до відродження великодержавності. З другої половини 20-х йшли постійні репресії під гаслом боротьби з місцевим буржуазним націоналізмом. Після розстрілу у травні 1928 року глави Кримської АРСР Вілі Ібраїмова репресії щодо кримсько-татарських партійних керівників і представників культурної еліти стали нормою. Завершенням цього сталінського курсу стала депортація кримських татар у 1944 році і скасування автономії у 1945-му.
Активний процес підготовки до створення національно-територіальної автономії почався після окупації півострова Росією. П'ятий президент Петро Порошенко доручив внести зміни до 10-го розділу Конституції і зафіксувати там право кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави. Саме так, як закликав другий Курултай кримсько-татарського народу у 1991 році. Крым является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение, так, как оно изложено в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымско-татарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться крымско-татарский народ, используя все средства, предусмотренные международным правом. Робоча група Конституційної комісії напрацювала документ про створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Політики запевняли, процес на фінішній прямій. Після програшу на президентських виборах вже нардеп Порошенко пояснив, чому цього не відбулося. Завадили те, що немає 300 голосів. Після обрання президентом Володимира Зеленського та приходу до парламенту монобільшості зі «Слуг народу» новим політикам довелося заново пояснювати, що створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії – це ключ до деокупації півострова. Російська Федерація стабільно і послідовно відмовляє кримським татарам і в визнанні корінним народом, і тим більше в забезпеченні їхніх національних прав на самовизначення. Перетворення Криму хоча б в Україні, хоча б формально, на кримсько-татарську автономію національно дозволить апелювати до права народів на самовизначення, підкреслювати необхідність повернення Криму для того, щоб зберегти права кримських татар. Депутати з монобільшості запевняли, зміни до 10-го розділу Конституції щодо переформатування кримської автономії у процесі. Поки збирають голоси. Кажуть, хоч створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії назріло, спочатку потрібно ухвалити закон про корінні народи. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. Давайте дочекаємося за законом, там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповіді на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую. Закон про корінні народи Верховна Рада ухвалила в липні, але проєкт закону про зміни статусу Криму у парламенті так і не з'явилося. Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кримських журналістів на острові Зміїний про своє ставлення до національно-територіальної автономії, заявив, що чекає рекомендацій від експертів Кримської платформи. При цьому головна умова – узгодження з корінним народом Криму. Я знаю, що якісь напрацювання є. Чи вони погоджені з моїм офісом? Ні. Чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством? Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму. Голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на слова президента, нагадавши, що законопроєкт про зміни до Конституції був готовий ще 2018 року за участі Конституційної комісії. Я розумію, що пан президент має на увазі, і він про це, до речі, говорив в цьому своєму інтерв'ю, що має бути узгоджений з його офісом проєкт, і цей проєкт має має бути підготовлений на основі Кримської платформи, узгоджений з представницьким органом корінного народу і представлений йому як президентові. Я думаю, що ми на короткі терміни виконаємо цей заклик президента України, все буде добре. Аби запустити процес зміни статусу Криму, проєкт закону повинен отримати 226 депутатських голосів. Потім свій висновок повинен дати Конституційний суд. Крапку повинні будуть поставити 300 голосів нардепів, тобто конституційна більшість. Але для початку проєкт закону повинен з'явитися у парламенті.
Приховати справжні масштаби колонізації Криму та спробувати легалізувати окупацію. Така мета перепису населення, яке окупанти проводять і на окупованому півострові, переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він наголосив, що опитування є незаконним та є зневагою до міжнародного права та суверенітету України. Окупанти рахуватимуть кримчан з 15 жовтня до 14 листопада. Голова Меджлісу впевнений, що вони навмисно применшуватимуть чисельність кримських татар та етнічних українців на півострові, а також спробують приховати кількість переселених росіян. За підрахунками Рефата Чубарова, за час окупації на півострів було заселено близько 1 мільйона росіян. Искусственное, целенаправленно задуманное замещение населения страной-оккупантом на оккупированной ею территории является видом международного преступления, и России рано или поздно придется отвечать и за это преступление. Вот та перепись, которая сейчас незаконно проводится и в Крыму, она призвана, насколько это возможно, скрыть масштабы и объемы и последствия этого преступления. По результатам переписи, незаконно проводимой в Крыму, количество граждан Российской Федерации, поселившихся на временно оккупированной территории Крыма, будет показано намного меньше, чем на самом деле их есть. У Міністерстві закордонних справ України називають незаконний перепис спробою узаконити окупацію Криму. А про невизнання псевдоопитування вже заявили у Євросоюзі та Сполучених Штатах Америки. Окупанти відкривали вогонь поблизу 4 населених пунктів в лавах українського війська без втрат. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Йдеться також про зниження інтенсивності бойових дій порівняно з попередньою добою. Ворог бив у бік оборонців Луганського та Лаківки, Новозванівки та Кримського. Українські захисники вгамували провокації вогнем у відповідь. З початку поточної доби 18 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті.
Шайыр Амди Герайбай 29 яшында миллетчиликте кабатланып, Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже өлдірілді. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 яшында қазанды, 25 яшында есе 2 дефа қараман олды. Муса Мамуд 1978 сенесі акимиетке қаршы исян етіп, озыны яқты, милли мешаль олды. Айша Сетмуратова 27 яшында адалет күрешіне кірішті ве бұтын өміріні Қырым татар милли әрекетіне бағышлады. Генч ве яшлар, федакарлық ве қараманлық үшін күреш мейданы açıktır. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dedeler al almagan intikam bir uçumna. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga
tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde bir-birinize lisanı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. Доброго вечора. В прямому етері телеканалу АТР програма «Бугунь» сьогодні, і я її ведучий Айдар Мождабаєв. Сьогодні я хочу обговорити з вами декілька питань, і ми чекаємо на гостей скайпом, але поки що нікого немає з них на зв'язку за різних обставин. Я хочу поговорити про важливе з людьми, які живуть в окупованому Криму. Тому що є гарна новина, ну якщо взагалі можуть бути гарні новини для людей, які живуть в окупованому Криму, але таке трапляється рідко, але трапляється. Ми довго цього добивалися і разом з урядом, і нарешті Міністерство охорони здоров'я України наголосило про те, що воно відкрило, точніше, вже на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з окупованого Криму пункти вакцинації. Тобто тепер у кожного громадянина України, який має кримську прописку, є шанс вакцинуватися перевіреними західними вакцинами, які є у достатньої кількості в Україні, але, на жаль, не всі люди достатньо свідомі, щоб принаймні захистити себе і своїх рідних. Ось, наприклад, сьогодні було повідомлення про одну дуже поважну людину. Це колишній ветеран батальйону «Айдар», якого, на жаль, хтось переконав у тому, що вакцини небезпечні. Він сам не вакцинувався, він не вакцинував своїх батьків. І через це всі загинули протягом 2 тижнів. А якби вони вакцинувалися, якби ця, просто я не знаю, як це сказати, брехня відверта про деяку небезпечність вакцин не розповсюджувалося всюди, в тому числі в інтернеті. І я думаю, що за цим стоїть Росія, в тому числі, що стосується України, то цієї трагедії не було б, як не було б трагедії. Кожен день, знаєте, да, що ніби падає літак з людьми, які не вакцинувалися, бо серед тих, хто помер, майже немає людей, взагалі немає людей, які вакцинувалися. А на апаратах штучної вентиляції легенів майже виключно ті, хто не вакцинувався. Вакцини допомагають, вакцини рятують. Вакцини – це насправді щастя, а не загроза. Тому і щастя, на наше щастя, ось просто зараз відкрилося, було повідомлення Кабміну. Зараз я, напевно, навіть навідую десь тут. Ага. Що кожна людина може безкоштовно просто доїхати, перетнути кордон тимчасовий з окупованою територією і вакцинуватися. Користуйтеся цією можливістю, беріть. Я в першу чергу звертаюся до представників кримсько-татарського народу. Збирайтеся з сім'ями, компаніями, з друзями, сідайте в автівки і, будь ласка, вакцинуйтеся. Бо нас не так багато, щоб ще ми допомагали такій хворобі
знищувати нас. Я це кажу, тому що мене безпосередньо торкнулася ця хвороба, ця трагедія, без жартів. Бо я втратив батька і втратив вуйка, які просто були здоровими людьми, сильними, оптимістичними, справжніми патріотами Криму. І ось так. Просто, але вони в цьому не винні, бо вони фізично не було вакцин ще, вони не мали можливості вакцинуватися. Але якщо зараз, маючи таку можливість, не скористуватися нею, то це просто потім, як ви будете дивитися в очі один одному, коли комусь з близьких друзів чи родичів стане погано, стане зле. Я навіть не пропускаю такої можливості, що хтось з наших людей відмовиться від вакцинації через те, що десь прочитав маячню про нібито 5G, якісь там чіпи. Нікому ми не потрібні, і ніхто на нас чіпи витрачати не буде. Це вакцина, яка коштує набагато менше, а для нас взагалі нічого не коштує, для громадян України. Тому ще раз запрошую на КПВВ. Зайдіть на сайт Міністерства охорони здоров'я України, там все написано. Ну, власне, знаєте, і заходити туди особливо не треба. Просто треба поїхати. Я за своїм досвідом тут у Києві знаю, що вакцинація в Україні дуже круто влаштована. І якщо ти приходиш, навіть якщо в тебе немає документів, все одно в наших медиків таке завдання вакцинувати в першу чергу, не відмовляти, а вакцинувати людей. І вам все одно зроблять вакцину. І, звісно, якщо ви перетинете КПВВ, у вас будуть документи і жодних перешкод на цьому шляху до врятування свого здоров'я, життя свого та близьких ви не матимете. Я закликаю ще раз, я прошу всіх, хто зараз дивиться, особливо представників старшого покоління, попросити дітей, щоб поїхали разом туди і зробили це щеплення, від якого прямо залежить ваше життя, наше життя, життя і майбутнє нашого народу. Також до ще однієї новини, яка стосується Криму, хочу перейти і почати з цитати. Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму. Давайте послухаємо заяву Міністерства закордонних справ України, а потім я і прокоментую. Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Такі дії Російської Федерації спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства. Ну, тобто, зрозуміло, що це як і той незаконний фейковий абсолютно референдум, в лапках, який вони влаштували в 2014 році, як і всі так звані вибори в Державну Думу Російської Федерації, які вони проводили протягом окупації. Тобто це такий самий фейк буде. Тому я закликаю все населення Криму, окремо кримців, кремли і інших громадян України, свідомих, які розуміють, як це буде використано Російською Федерацією, не брати участь у цьому фарсі, просто відмовляти. Насправді нічого за це не буде, бо я добре пам'ятаю перепис населення в Москві. В Росії, я зараз не згадаю рік, але там декілька років тому, ще я там жив, і вони проводили переписи, хто не відкривав двері чи відмовлявся просто відповідати на будь-які запитання, вони не дуже переймалися, влада, я маю на увазі російська, вони просто брали дані з паспортних столів і все. Тобто це взагалі вже не перепис за визначенням, але їм цього достатньо, бо метою є фейк, а не правда. Тому що, як правильно, до речі, сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Ага Чубаров, мета проста
приховати, з одного боку, приховати кількість окупантів, кількість людей, які приїхали незаконно до Криму після початку окупації тимчасової. А так одночасно це два кінці однієї палки. Вони хочуть показати, що корінного народу України, кримських татар, у Криму настільки мало, що можна не звертати на них уваги. І вони, як ви знаєте, як вони нас завжди називали, одна із народностей Криму. Да? Вони дуже добре знають, що це не так, що наше існування на своїй землі воно заперечують їхній пропаганді про те, що Крим нібито був російським і є російським. Це брехня. Я закликаю своїх співвітчизників просто не відкривати двері і казати тим, хто прийде, що ми вам тут не раді. Ну, в широкому сенсі це буде правдою. Не раді бачити вдома і не раді бачити взагалі. Да? Ну, я так думаю. Моя думка така, що не треба брати участі в тому, на що ти не можеш вплинути. Да? Ніколи. Навіть якщо відкинути окупацію. А окупацію відкинути неможливо. Ми не можемо допомагати ворогові, окупанту, будь-що робити на нашій землі. Крапка. А тепер я хочу, мені підказують редактори, що до нас долучається Сергій Гармаш. Це представник України в тристоронній контактній групі. Вітаю тебе, Сергій. Добрий вечір. Я перепрошую, я веду ці етери українською, тому я повільніше розмовляю, ніж зазвичай. Просто намагаюся запобігати помилок. У мене буде більше часу для обдумування відповідей. Ну, в тебе, до речі, Сергію, ніколи проблем з відповідями не було. Тим більше, що тема така, просто твоя тема. Я дякую, що ти долучився до етеру. Що відбувається? Ну, ми ж усі вже бачили, читали заяву української сторони щодо затримання фактичного позбавлення волі тимчасового співробітників моніторингової місії ОБСЄ. Тобто, хто ще не чув, це просто ситуація, яку навіть там, в ОРДЛО, не можна було припустити, що таке можливо. Просто якісь люди озброєні приїхали до готелю, де живуть представники ОБСЄ, які мають моніторити події на окупованих територіях. І їм просто вони сказали, що ви звідси нікуди не підете. Тобто, допоки не буде звільнено нашого, тобто того військового, так званий ДНР, якого було затримано днями, коли він перейшов лінію розмежування. Тобто вони фактично захоплюють в заручники моніторингову групу ОБСЄ і вимагають, щоб хтось їм віддав свого. Що це таке? Про що це свідчить, Сергію? Бо правда, багато чого було, але такого ще не було. Действительно, такого еще не было, и нужно сразу обращать внимание, анализируя эту ситуацию, во-первых, на то, что все это происходит в Донецкой области, хотя задержанный Андрей Косяк из Луганска и представлял так называемую ЛНР без ЦКК. Да. Это первое. Второе, в Луганской области, кстати, СММ ОБСЕ продолжает свою работу. Второе, что какие требования выдвигаются СММ ОБСЕ, чтобы она фактически надавила на Украину, чтобы Украина отпустила этого Косяка. Вопрос, как СММ ОБСЕ, мониторинговая миссия, может это сделать. У нее просто априори нет механизма влияния на Украину в этом вопросе. Тем более, что в мандате наблюдательной мониторинговой миссии, скажем, есть только несколько функций: наблюдать, фиксировать и рассказывать о том, что происходит членам ОБСЕ. Она не может участвовать в событиях, она может только наблюдать и фиксировать их. Поэтому те, кто организовывал все вот эти акции в Донецке, они прекрасно понимают, что их требования невыполнимы. Соответственно, они не надеются на то, что Косяка отпустят. Соответственно,
для них важен не косяк, хочется съязвить просто, не косячок, да, а для них важна именно вот та деятельность, которую они развили в результате якобы невыполнения их требований. То есть изначально им важны вот эти акции, а не освобождение своего человека. Для чего им это важно? Я считаю, что две функции, две задачи они выполняют. Первое – это давление на ОБСЕ вообще. Я напомню, что летом этого года произошла ротация в команде ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. И новая команда, на мой взгляд, более объективна. Она менее пророссийски настроена, чем предыдущие представители ОБСЕ. И, соответственно, это вызывает недовольство российской стороны, ее марионеток России из Донецка и Луганска. Это четко заметно на заседаниях трехсторонней контактной группы. Они это не скрывают, они, скажем так, хамят уже не только нам, но и представителям ОБСЕ. И я думаю, что они воспользовались этой ситуацией, чтобы просто надавить на ОБСЕ, показать, что, скажем, кто в доме на оккупированной территории, я имею в виду хозяин, да, и от кого они зависят там. Это первая задача. А вторая – это, собственно, та задача главная, которая стоит перед ОРДЛО, перед Москвой в этом конфликте и в Минском процессе. Это субъективизация ОРДЛО. То есть представить ОРДЛО как самостоятельный субъект, как сторону конфликта. И вот, ну, производя вот все вот эти акции, да, против ОБСЕ, субъекта фактически международного, они заставляют о себе говорить. Они заставляют о себе писать мировые СМИ, поскольку они фактически взяли в заложники граждан иностранных государств. Они выдвигают какие-то требования, непонятно кому, правда. То есть они добиваются своей цели. Если мы учтем, что члены ОБСЕ, которые сейчас блокированы в своих гостиницах в Донецке и Луганске, это в принципе обычные люди, и они видят, они же не первый день там, они видят, с кем они там имеют дело, и они вполне обоснованно, считаю, могут беспокоиться за свою безопасность, за свою жизнь. Соответственно, знаете, как в том анекдоте, ложечки найдутся, но осадок-то останется все равно. То есть и люди могут, скажем, сделать какие-то выводы психологически для себя. И я думаю, что этого та сторона как раз и добивается. То есть не сворачивание миссии ОБСЕ, как почему-то многие эксперты думают, а именно, скажем, лояльности ОБСЕ, сделать ее более проросійською, більш послушною. Я хочу зазначити, Сергію, що, знаєш, от просто зараз слухав тебе, це виглядає один в один, як діяла так званий іділ, коли брала в заручники людей з єдиною різницею, поки що, я думаю, да? Різницею в тому, що вони влаштовували публічні страти. Тобто перерізали просто горло. А так, фактично, нічим це не відрізняється. Вони просто фактично затримали іноземних громадян. І як ти думаєш, а може це і на користь нам насправді? Тому що, ну, скільки вже можна повторювати, що ну, якби, ну, те, що ми повторюємо постійно, нехай вони побачать просто на власні очі, хто насправді є ці так звані ДНР, ЛНР, хто їхні хазяїва і які накази дають. Тобто це просто така демонстрація ОБСЄ, яка, до речі, найбільш толерантна була завжди до Російської Федерації. Да? Тобто не відчуваєш, чи ти не відчуваєш задоволення певного від того, що зараз відбувається. Ну, в тому сенсі, що поки що ніхто фізично не постраждав, але росіяни наявно продемонстрували, хто вони такі, і що з ними, ну, серйозно справи мати не можна. Ну, можно сказать, да, что первое ощущение было это вот посмотрите, кого вы там, скажем так, защищаете и продвигаете, но все-таки тот факт, вот я сейчас об этом говорил, что там обычные люди, и это может сработать и не на пользу Украине, если эти люди начнут бояться и действительно корректировать свои, скажем, данные, которые они там собирают, и выдавать это потом государствам-членам ОБСЕ. Поэтому здесь эффект вот от этих действий будет зависеть от того, как отреагирует ОБСЕ на это, поддастся она на это давление или не поддастся. Вот я смотрю, что Киев уже не поддался, то есть уже прошла информация, что он арестован, этот косяк, за участие в незаконном вооруженном формировании. Я напомню, что он еще подозревается в убийстве.
Я думаю, что это дело еще должно расследоваться и получить какую-то юридическую оценку тоже его участия, виновен он или нет. Поэтому я уже уверен, что мы его просто так не отпустим и не обменяем. И это четкий сигнал организаторам этих акций в Донецке, что им нужно искать какую-то точку возврата все-таки, потому что, в первую очередь, они заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ там находилась, не меньше Украины. Потому что их главная задача — это, еще раз повторяю, субъектность, субъективизация. А субъектны они только на двух площадках, даже на одной. Это трехсторонняя контактная группа, которая проходит под модерацией, фактически под процессуальным руководством ОБСЕ как раз. И если не будет ТКГ, не будет ОБСЕ там, то просто их нет. Де юре как бы их, как субъекта какого-то международного процесса, их не существует. Тогда остается Россия и Украина. И мне кажется, вот кто-то в Донецке забыл. Вот в Луганске, наверное, об этом помнили, потому что там ОБСЕ работает, как ни странно, да, хотя косяк луганчанин. А в Донецке об этом кто-то забыл, переиграл, скажем так. Поэтому я думаю, что им нужно сейчас искать точку возврата все-таки. И я надеюсь, что увидев, что Украина уже дала оценку, да, этому человеку, скажем так, и не отпустит его, ОБСЕ тоже должна занять принципиальную позицию и принципиально реагировать на вот такие случаи, фактически терроризма, я считаю. Потому что когда людей берут в заложники, ставя невыполнимые условия, это терроризм. Це ж названо в заяві Міністерства закордонних справ України, що це фактично державний тероризм на державному рівні. Я думаю, що цей Косяк, як його там прізвище, чи справжнє, чи не справжнє, але таке... Российский паспорт у него на эту фамилию. Поэтому прекрасно. Я думаю, что справжний. И тем более, если уголовное дело по убийству еще 2010 года, он проходит там под этой фамилией, то, вероятно, это его настоящая фамилия. Тобто він буде звинувачений, як ми надіємося, і стане частиною обмінного фонду, який просто ми ж ніхто не знаємо, чи є в нас. До речі, ти знаєш, Сергій, чи є в нас обмінний фонд, так неофіційно хоча б, чи ні? Якщо там якась таємниця державна, можеш не відповідати просто загальними фразами. У нас есть обменный фонд, вопрос в его качестве, скажем, заинтересована ли та сторона в получении тех людей, которые у нас находятся. Пока мы не видим у них такой заинтересованности. Более того, вот этот Косяк, он в принципе тоже, я еще раз повторяю, он им не интересен как человек, да, он им интересен как повод делать то, что они делают сейчас. И, кстати, Российская Федерация, он ведь гражданин Российской Федерации, на последнем заседании трехсторонней контактной группы в минувшую среду, когда как раз происходило его задержание, и они об этом уже тогда говорили на трехсторонней контактной группе, Российская Федерация не поднимала вопрос о его освобождении, как ни странно. Да, поэтому я не думаю, что Косяк, скажем, будет серьезным поводом или стимулом России для проведения обмена, но я думаю, что он может стать, скажем, вот той точкой возврата. То есть они действительно могут провести обмен, начать для того, чтобы вернуть ситуацию к статусу кво, чтобы все-таки ОБСЕ вернулась, и был какой-то позитивный сдвиг все-таки. Да? То есть они поторгуются, скорее всего, и, возможно, еще раз повторяю, проведут какой-то хотя бы обмен. Но для этого, опять же, нужно время, потому что нам нужно закончить следствие по этому Косяку, нам нужно процессуально его, скажем, дать юридическую оценку его действий, то есть осудить или не осудить, да? Мы же не можем, мы государство, мы не можем взять человека и просто выпустить человека, тем более обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях и подозреваемого в убийстве. Поэтому на это нужно время определенное. У продовження цієї теми, тема Медведчука, який точно, в якому, я так думаю, можемо припустити, що в його звільненні, в рятуванні його зацікавлений особисто Путін, бо він як-ніяк кум. І тут йшлося нещодавно про нього. Там же загрожує йому великий термін ув'язнення, в принципі, да? І хоча він зараз під домашнім арештом, це нічого не означає, бо там приговор може бути дуже довгий термін за державну зраду, тим більше. І ось Медведчук міг би стати кандидатом на обмін при підтвердженні у нього російського громадянства. Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють в державній зраді, фінансуванні тероризму. Давайте послухаємо цитату президента України, а потім продовжимо обговорення.
Медведчук – громадянин України, тому до нього застосовують українське законодавство. З іншого боку, якби Росія підтвердила, що у Медведчука є російське громадянство, то цілком можливо. Тоді ми із задоволенням після цього підтвердження або хоча б натяку розглянули можливість обміну Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні. Ну, за свого боку, я можу тільки привітати такий намір президента Зеленського, нехай такий, умовний поки що, да? Бо Росія, напевно, не визнає його своїм громадянином, хоча хто знає, там, як обставини складуться, але зараз поки що ні. А сам підозрюваний в державній зраді, депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського. І що озвучена президентом ідея про обмін його абсолютно не цікавить. Ну, це може бути поки що не цікавить, поки він вдома і замовляє їжу з дорогих ресторанів. Ось як ти думаєш, Сергію? Знаєш, напевно, це певне лукавство, бо ми знаємо, що обмінювали і громадян України, були обміни, ти ж пам'ятаєш сам, да? Коли просто незалежно від громадянства росіяни казали, так, цей нам потрібен, і забирали. Да? Тобто це є не є формальною там забороною, хоча заборона є формальна, а фактичною забороною ні. Що ти думаєш щодо можливості участі пана Медведчука в обмінному фонді колись? Ну, это было бы очень хорошо, но здесь все будет зависеть от позиции нашей прокуратуры, то есть от реальности и серьезности обвинения. Я думаю, что пока что Россия надеется, он нужен, в принципе, России, потому что он свидетель, да, мы уж видели, все слышали, вернее, пленки так называемые Медведчука в 2014 году. Я думаю, что и Порошенко, и Путин очень хотели бы, чтобы Медведчук, скажем, не давал показания в украинском суде, украинскому следствию. Поэтому он нужен России, но пока что, я думаю, Россия надеется решить этот вопрос, скажем, денежными, скажем, методами, да, то есть коррупцией фактически наших правоохранительных органов. И здесь все будет зависеть действительно от политической позиции. Я надеюсь, что позиция президента Зеленского, вот, которую он высказал, будет принципиальна и действительно будет усилия государства направлены на то, чтобы осудить Медведчука, чтобы впоследствии, возможно, его действительно обменять. Как, в принципе, ценного свидетеля для Росії. А чому ти згадав Порошенка в цьому сенсі? Поясни просто нашим глядачам. Ну, мы же слышали пленки Медведчука, да, 2014 года, который постоянно ссылается на высшее руководство, а кто тогда был высшим руководством. Я думаю, что, скажем так, я даже не думаю, я точно знаю, что именно благодаря Порошенко Медведчук вошел в трехстороннюю контактную группу, занимался обменами. Возможно, это было неосознанно, скажем, то есть Порошенко не понимал, к чему это может привести. Возможно, он просто ошибся, он действительно хотел наладить какой-то контакт. Но, тем не менее, Медведчук часто очень говорил о высшем, скажем, покровительстве. И здесь нужно разбираться, кто это покровительство и в какую форму оно носило. Ні, в будь-якому випадку ми гідні того, щоб знати правду. І я не знаю, що там почав щось вже говорити пан Медведчук на судовому засіданні. Але все ж таки, я думаю, що ось, може, про Порошенка він щось і скаже, щось ще й вигадає, щоб перекласти відповідальність з себе. А про Путіна навряд чи він щось скаже. Як ти думаєш? Ну, я думаю, это будет зависеть, опять же, от позиции России. То есть, если он видит, что Россия его бросила, а я допускаю такой вариант, потому что России выгоднее, наверное, Медведчук в тюрьме. Ну, вот если ты читал, анализировал последнюю статью Медведева, да? Про неї теж хотів запитати тебе. Да, то видно, что у них абсолютно неадекватное восприятие ситуации в Украине. Я думаю, что они думают, что Медведчук посидит, а потом выйдет оттуда героем и станет президентом Украины. Они же думают, что все здесь за Медведчука и за Россию. Поэтому они могут, в принципе, вот сделать такой шаг, что Медведчук посидит, а потом, скажем, они будут надеяться, что он выйдет и соберет там большую массу голосов в свою пользу, да, или своей политической силе. Медведчук, я думаю, более реалистично смотрит на эти вещи, если он увидит, что, скажем, Россия не предпринимает шагов к его освобождению, то, в принципе, он может начать торговаться и начать разговаривать.
А розумієш, ось така іронія долі, да? Ти на цих плівках, да, ми ж чуємо, як він підтакує завжди росіянам в їх судженнях про Україну, а зараз завжди погоджувався, да? А зараз, коли він в такій ситуації, сказати ні, ви нічого ви неправильно все розумієте, я ніким тут не стану, ніяким президентом, рятуйте мене, браття, сестри, да? Тобто така пастка певна. А я хочу запитати ось про статтю так званого Медведєва, хто він там, заступник там Совета Безопасности, як там називається ця структура. Що це? Тут багато думок, просто діаметрально протилежних. Да? Ось ти, коли побачив цю статтю, навіщо? Чому саме зараз, так? І що рухало Медведєва? Якісь відчаї, я не знаю, бажання образити когось там. От ось твоя думка цікава. Ну, я бы обратил внимание, что статья появилась первая сразу после переговоров телефонных Зеленского, вернее, Макрона, Меркель и Путина, да, когда они ставили вопрос о нормандском саммите, о проведении нормандского саммита. И второе, когда в Москву прилетела Виктория Нуланд. Я думаю, что эта статья как раз была ответом и Нуланд, и Меркель с Макроном о том, что нет смысла разговаривать с руководством Украины, что оно вот все не такое, никакое, не самостоятельное, президент непорядочный в Украине, поэтому нет смысла с ними разговаривать. Это одно. Второе, я абсолютно уверен, что Медведев сейчас, давайте говорить откровенно, никто в российской политике. Это ссылка фактически для него. И то, что именно этот человек озвучил эти, скажем, тезисы, которые в более мягкой форме, но мы часто слышим и от российских политиков, да, иногда даже на ТКГ мы что-то подобное слышим. Мы более еще в резкой форме, наверное, слышим это от российских пропагандистов. То есть то, что он это озвучил, я уверен, что это было согласовано с Путиным. Как минимум, он бы сам не начал это писать и публиковать тем более. Я думаю, что это как раз вот проявление трусости немножко российского президента, который сам об этом не говорит, да, а вот дали это сказать какому-то заштатному уже сегодня фактически политику. И мы, кстати, на последней трехсторонней контактной группе в минувшую среду задавали Грызлову вопрос, наш руководитель, делегацию возглавлял в этот день Саша Мерешко. И он уже преподаватель, юрист-международник, и он очень монотонно, спокойно спрашивал Грызлова, что означает эта статья. Означает ли, что вы не будете с нами вести переговоры, если у вас там написано. Так вот, Грызлов не давал ответа, а в конце концов просто встал и ушел. То есть он как бы решил не продолжать этот разговор вообще. Был маленький перерыв, а потом уже появился его заместитель. И на этом эти вопросы закончились. Потому что им сказать нечего действительно. Но они послали определенные сигналы. В первую очередь, я думаю, Соединенным Штатам, главный из которых заключался в том, что, я цитирую, по-моему, даже нет смысла общаться с вассалами, мы будем разговаривать с сюзереном, то есть Соединенными Штатами. Это первое. А второе, для меня лично, мне понравилась эта статья в том плане, что она дает и нам позитивные сигналы. И главное из них то, что Россия заинтересована в статусе кво, то есть она не будет, скорее всего, предпринимать какие-то военные действия сейчас активные. Ей сейчас, скажем, не до этого. Она делает ставку на консервацию конфликта, на сохранение статуса кво и в ожидании, пока Медведчук выйдет из тюрьмы народным героем и станет президентом Украины. И это, в принципе, вселяет в меня оптимизм. Але, знаєш, я погоджуюся. Я думаю, що це виглядає як ознака слабкості, а зовсім не сили. Так, мені здається. Така істерика з лайкою такою непристойною просто для такого рівня, як він себе вважає, так? Я думаю, да, это просто неадекватность, скажем. Вот опять же, даже если они с таким взглядом на Украину действительно неадекватным, начнут какую-то военную кампанию, они 100% проиграют, потому что нужно правильно оценивать противника. Они по-прежнему считают, что Украина — это какая-то Белгородская область, которую там американцы пытаются настроить, сделать антироссией. То есть у них абсолютно неадекватное восприятие Украины как противника военного и мотивов нашего политического руководства, вообще, почему оно действует так, а не иначе.
Вот они остались там в схеме мышления конца 90-х или даже начала 90-х. Вот они в ней продолжают, скажем так, оставаться. Поэтому это тоже для меня, в принципе, оптимистический сигнал. Ну і в додаток до цієї теми прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков заявив, що приєднання Києва до Північно-Атлантичного альянсу – це найгірший сценарій для Росії. Ну, ми співчуваємо Росії, звісно, але ось як ти думаєш, яку відповідь? Тобто це таке попередження, так? А яку от, по факту відповідь даватиме Росія? Ну, зрозуміло, що зараз ми не вступимо до НАТО, але крок за кроком вже наближуємося все ж таки до реального такого співробітництва з НАТО, і це навчання, ну тощо, да? Що вони можуть? Вони можуть посилити бойові дії на ОРДЛО, чи що? А, собственно, Мария Захарова ответила на этот вопрос еще в апреле этого года, когда перед саммитом НАТО, где должны были решить вопрос, ну или мы ожидали, что нам предоставят ПДЧ, и тогда она сказала, что интеграция Украины в НАТО вызовет обострение ситуации на Донбассе. Каким боком она, как представитель не стороны конфликта, да, в кавычках, могла такое заявить, непонятно. Но она четко дала сигнал. Я думаю, что да, они не будут, не решаться на прямую военную там какую-то операцию, поскольку рискуют действительно очень сильно получить по мордасам и дестабилизировать ситуацию внутреннюю в России на этой почве. Путин на это не пойдет. А вот чужими руками, да, руками боевиков на Донбассе, они 100% начнут действовать, то есть они попытаются создать конфликт, что, по их мнению, должно испугать других членов НАТО, что они окажутся втянуты в этот конфликт. И таким образом остановить, собственно, интеграцию Украины в эту атлантическую структуру. У нас залишається буквально 2 хвилини. Я почав з цього програму, ну, торкнувся теми коронавірусу в окупованому Криму і того, що на КПВВ з Кримом нарешті Міністерство охорони здоров'я відкрило пункти вакцинації. А як на іншій окупованій території в ОРДЛО справи з коронавірусом? І чи є можливість вакцинуватися в тих людей? Ну, неделю назад закрыли последнее КПВВ, постоянно действующее, в станице Луганской. Поэтому люди не имеют возможности выехать и получить вакцинацию сертифицированной вакциной. Да? Это первое. Второе, ну, ситуация крайне тяжелая просто крайне тяжелая. Вот просто если сопоставить несколько цифр, еще 3 недели назад сообщалось, что в ОРДЛО только, без Луганской области, в день умерло 82 человека. А в Москве в тот же день шла статистика 70 с чем-то человек. То есть меньше. Хотя в Москве 15 миллионов населения, а в ОРДЛО 2 миллиона. Вот сегодня уже, вчера буквально, в Москве зафиксировали 980 смертей в сутки. То есть в 10 раз увеличилось. И мы представляем, другой, собственно, тенденции не может быть. Сколько в ОРДЛО тоже в 10 раз увеличилось. То есть там сейчас действительно не меньше 1000 человек умирает. Это только по Донецкой области, я не считаю Луганську. Який жах, Сергію. На жаль, наш час вийшов майже. Я дуже вдячний тобі, що так оперативно долучився з інтересною інформацією. Я закликаю мешканців ОРДЛО так само, ну, в будь-який спосіб вакцинуватися, якщо ви маєте таку можливість будь-де. Ну, тому що просто це питання життя і смерті. І, до речі, це ще одне підтвердження, що кримчанам, я не люблю це слово, мешканцям Криму, громадянам України в Криму, Кремли, треба вакцинуватися просто зараз, допоки така можливість існує, допоки працюють КПВВ. Бо бачите, яка ситуація в ОРДЛО? Просто жахлива. Дякую, Сергію. А вас, шановні глядачі, я пропоную вам залишатися на зв'язку і не перемикатися, бо зараз новини українською мовою, а потім я повертаюся у цю студію з новими гостями.
Сен яратқан әрбір күнге шүкір дейім, қалбим жошып сені ділейім. Саңа ялвармақ істейім, сенің аджиз құлын олам. Ей Аллахым, дор тарафтан жәмелерге есе рүзгар, құруған яш диварға ете зарар. Көкке баққан минарені қапла ефкар, ұмытымыз ялыныз саңа. Ей Аллахым, ел фурте ябанларны башқа елден, йықылмасын бұ диварлар ақ темелден, сафларымыз имдат арай хақ елінден, тұтучындан бұ рүзгарны. Ей Аллахым, ecdatlарының ezan сесін айдамасын, дінімізде миллетімні айырмасын, тынч олмаған өлкелерні аңдырмасын, дуамызны қабыл ейле. Ей Аллахым, сақла бізні, өзімізні біз жоймайық, ecdatlарының бағларыны іш қоймайық, бір-біріне далларны сық байлайық, авучына ал халқымны. Ей Аллахым, Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. «100 років надії», яка з'явилася у кримсько-татарського народу і яку намагалися вбити більшовики. 18 жовтня 1921 року була заснована Кримська АРСР – автономія, яка за своєю суттю визнавала кримських татар корінним народом півострова і давала їм шанс на національне відродження. Ось тільки проіснувала вона всього чверть століття. Шанс на державність кримські татари отримали у 1917 році після падіння царської Росії. У грудні 17 кримським татарам вдається провести перший Курултай. За його підсумками проголошено Кримську Народну Республіку. Було сформовано уряд, затверджена конституція, державні символи, створений меджліс. Республіка претендувала на відтворення державності кримсько-татарського народу. Але у 1918 році владу в Криму захопили більшовики. Вони ліквідують республіку, а голову уряду, муфтія мусульман Криму Номана Челебіджіхана, жорстоко убивають. А вже у 20-х роках самі більшовики починають курс на коренізацію, політику залучення корінного населення до управління на місцях і надання офіційного статусу національним мовам. Кримські татарські діячі отримували можливість, не те щоб абсолютно вільно, але все ж таки більш-менш в прийнятних межах розвивати і культуру. Особливо піднялася така дослідницька етнографічна хвиля навколо Бахчисарайського палацу ханів. Там був створений музей, і археологічні етнографічні експедиції майже щорічні зібрали велетенський матеріал про побут кримських татар, про їхню історію. В цей період, 20-ті роки, відбувалися постійні пошуки нової абетки для кримських татар. У Криму це стається після того, як на півострові побував член комісії Народного комісаріату у справах національностей Мірсаїд Султангалієв. У доповіді в центр він повідомляє про катастрофічне становище кримських татар. Национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Советская власть отняла у них все запасы вина, табаку и фруктов, а взамен ничего не дала.
Советская власть и коммунизм являются новой формой европейского империализма, основанной на отрицании права частной собственности, а потому еще более могущественной и грозной, чем раньше. Вот та ядовитая мысль, которая отравляет насквозь сознание умирающих от голода и вымирающих от туберкулеза крымских татар. Більшовики прийшли до висновку, що доцільно зробити в Криму республіку, що входить до складу Української РСР. Проти були члени партії Емілії Фірка. Вони наполягали на створенні національної республіки з повноваженнями повної автономії. Вона передбачала навіть створення Кримського комісаріату закордонних справ, ведення зовнішньої торгівлі та повернення кримсько-татарських емігрантів. В Москві були проти. В результаті 18 жовтня 1921 року була затверджена Кримська АРСР. Была образована Крымская Советская Социалистическая Республика. Автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти, местные советы, Центральный исполнительный комитет и управление, Совет народных комиссаров, которому подчинялись комиссариаты внутренних дел, просвещения, юстиции, здравоохранения, финансов, земледелия, труда, продовольствия. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татар. Головою Кримського ЦВК став латиш Юрій Гавен. Головою уряду Криму – казанський татарин Сахіб Гарів Саїд Галієв. За 3 роки на цих посадах їх замінили кримські татари Вілі Ібраїмов і Осман Дерен Гайрле. За певними ознаками можна говорити про те, що врешті-решт Кримська АРСР – це була кримсько-татарська держава. Але все ж таки треба підкреслити, що соціалістичного в ній було більше, ніж кримсько-татарського. Як і в інших автономних республіках, у Криму проголошувалися принципи пріоритетного розвитку національних груп, особливо кримсько-татарської. Але автономія ця мала декларативно-пропагандистський характер. Ми знаємо, що замість такої цілісності кримської автономії як такої було вирішено на початку 30-х років розбити її на національні райони. Тобто фактично виявлялися кримські татари корінним народом чи народом державницького такого рівня не по всьому Криму, а лише в тих районах, де вони становили більшість. А певні райони були віддані іншим народам. Наприклад, 2 були німецькі і 1 український. І зрозуміло, що це вже призводило до певних таких звуження прав і можливостей для розвитку кримських татар. Уже в 1930-х роках стало зрозуміло, сталінський курс дрейфував до відродження великодержавності. З другої половини 20-х йшли постійні репресії під гаслом боротьби з місцевим буржуазним націоналізмом. Після розстрілу у травні 1928 року глави Кримської АРСР Вілі Ібраїмова репресії щодо кримсько-татарських партійних керівників і представників культурної еліти стали нормою. Завершенням цього сталінського курсу стала депортація кримських татар у 1944 році і скасування автономії у 1945-му. Активний процес підготовки до створення національно-територіальної автономії почався після окупації півострова Росією. 5-й президент Петро Порошенко доручив внести зміни до 10-го розділу Конституції і зафіксувати там право кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави. Саме так, як закликав другий Курултай кримсько-татарського народу у 1991 році. Крым является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение, так, как оно изложено в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымско-татарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться крымско-татарский народ, используя все средства, предусмотренные международным правом. Робоча група Конституційної комісії напрацювала документ про створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Політики запевняли, процес на фінішній прямій. Після програшу на президентських виборах вже нардеп Порошенко пояснив, чому цього не відбулося. Завадило те, що немає 300 голосів.
Після обрання президентом Володимира Зеленського та приходу до парламенту монобільшості зі «Слуг народу» новим політикам довелося заново пояснювати, що створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії – це ключ до деокупації півострова. Російська Федерація стабільно і послідовно відмовляє кримським татарам і в визнанні корінним народом, і тим більше в забезпеченні їхніх національних прав на самовизначення. Перетворення Криму хоча б в Україні, хоча б формально, на кримсько-татарську автономію національно дозволить апелювати до права народів на самовизначення, підкреслювати необхідність повернення Криму для того, щоб зберегти права кримських татар. Депутати з монобільшості запевняли, зміни до 10-го розділу Конституції щодо переформатування кримської автономії у процесі, поки збирають голоси. Кажуть, хоч створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії назріло, спочатку потрібно ухвалити закон про корінні народи. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. Давайте дочекаємося за закону. Там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповіді на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую. Закон про корінні народи Верховна Рада ухвалила в липні, але проєкт закону про зміни статусу Криму у парламенті так і не з'явилося. Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кримських журналістів на острові Зміїний про своє ставлення до національно-територіальної автономії, заявив, що чекає рекомендацій від експертів Кримської платформи. При цьому головна умова – узгодження з корінним народом Криму. Я знаю, що якісь напрацювання є, чи вони погоджені з моїм офісом, ні, чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством. Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму. Голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на слова президента, нагадавши, що законопроєкт про зміни до Конституції був готовий ще 2018 року за участі Конституційної комісії. Я розумію, що пан президент має на увазі, і він про це, до речі, говорив в цьому своєму інтерв'ю, що має бути узгоджений з його офісом проєкт, і цей проєкт має має бути підготовлений на основі Кримської платформи, узгоджений з представницьким органом корінного народу і представлений йому як президентові. Я думаю, що ми на короткі терміни виконаємо цей заклик президента України, все буде добре. Аби запустити процес зміни статусу Криму, проєкт закону повинен отримати 226 депутатських голосів. Потім свій висновок повинен дати Конституційний суд. Крапку повинні будуть поставити 300 голосів нардепів, тобто конституційна більшість. Але для початку проєкт закону повинен з'явитися у парламенті. Духовний центр для тисяч мусульман. У Запоріжжі відкрили першу у місті соборну мечеть. Найбільший мусульманський осередок усього регіону. Раніше на її місці був невеличкий будиночок, де збиралися віряни. Але він був замалий, щоб умістити усіх охочих. Лише за офіційними даними у Запоріжжі проживає 5 тисяч мусульман. Але насправді вірян значно більше, каже імам Мухаммад Мамутов. Упродовж 3 років спільними зусиллями тут звели нову мечеть, яка стане місцем культурного та релігійного життя мусульман поза їх національністю. Переважна кількість і мусульман Запоріжжя – це є татари Волго-Уральського регіону, це переважно казанські татари, є азербайджанці, і останнім часом сформувалась невелика спільнота студентів-іноземців, що навчаються у Запоріжжі, а залишилися, працюють, живуть у Запоріжжі. Є мусульмани з Середньої Азії, з Північного Кавказу, є українці, що прийняли іслам.
Усередині дві просторі молитовні зали. В одній моляться чоловіки, окремо жінки. На п'ятничну молитву тут можуть зібратися близько 300 людей. На екскурсію новозведеною мечеттю завітали і представники 3 християнських церков Запоріжжя. Діти можуть бути і там, з ким їм. Зазвичай хлопчики залишаються з батьками, а дівчинки вони моляться з мамами, тобто у жіночій частині. Але є такі ще старі мечеті, де немає окремих зал. І тоді у тих старих історичних мечетях, то чоловіки моляться попереду, а жінки моляться позаду, за спинами чоловіків. Нова соборна мечеть – це ще й культурний та освітній осередок. На думку імама Мохаммеда Мамутова, робота Ісламського духовного центру сприятиме відродженню та розвитку мусульманської громади регіону, упровадженні традиційних норм ісламу, що базуються на принципах миру, добросусідства та взаємоповаги. Вивчити арабську. Арабська та навчаємо дітей ісламу та культуру. Але якби хотів арабської навчитися, то у вас можна? Можна, звісно. Так. Ona ad verildi. Cuma Camii ya da Rusça aytganda Соборная мечеть. Ми назвали мечеть Джума Джамі – соборна мечеть. Наша мечеть об'єднує усіх мусульман, які тут живуть. Це свята, п'ятничні намази, наприклад, казанські татари, які хочуть провести свої заходи. Наші двері відкриті для них. Брати-азербайджанці можуть провести свої заходи, наприклад, пов'язані як з народженням дитини, нареченням, обрядом шлюбу. Всі приходять сюди, всі беруть активну участь у житті мусульман Запоріжжя. Camimiz her vakit açık. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من Зводили мечеть власними силами з пожертв місцевих мусульман, а також меценатів з-за кордону. Це не лише місце для молитви, але й навчання, свят та дозвілля. Cami o pek mühim yer. Tek ahalar için değil, ama kadınlar için. Мечеть дуже важливе місце не лише для чоловіків, а й для жінок. Запоріжжя – велике місто, і мусульмани живуть в різних кінцях міста, на різних берегах Дніпра, а ця мечеть нас об'єднує. Сюди ми приходимо на уроки, приводимо дітей, тому це дуже важливе місце для всіх мусульман. Кримських татар в Запоріжжі небагато. До мечеті приходять мусульмани різних національностей – з Індії, Узбекистану, Таджикистану, Нігерії. Ми знайомимося, дружимо. Mühim ve faydalı yer bütün Müslümanlar için. Hem Tatar bu Zaporoje'de çok değil. Hem bu camide biz toplaşsamız türlü milletlerden kızlar geliyorlar. Uzbekistanlı, Tacikler, Nigerya'dan, Hindistan'dan türlü milletler var. Onun için biz birbirimizden tanış olmamız ve dostlaşamız. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. І ми знову в етері. Ну, тобто АТР з етеру нікуди не виходив, просто були наші цікаві актуальні новини. Але головна новина, як на мене, сьогодні, я це підкреслюю, те, що уряд України, Міністерство охорони здоров'я України потурбувалося про мешканців окупованих територій, конкретно Криму. Бо, як нам сказав мій минулий гість Сергій Гармаш, КПВВ в Ордло закриті, а КПВВ з Кримом працює, і там на КПВВ
вже є можливість отримати вакцинацію, щеплення сертифікованою вакциною європейською, американською. Тобто кожен, хто зараз це чує, передайте своїм родичам, людям похилого віку і організуйте поїздку. Я розумію, що це так, буває складно, але життя того вартує, так? І я вже наводив тут в минулій годині етеру, що буває, коли люди нехтують безпекою своєю і не вакцинуються. Це призводить до жахливих трагедій. І я не хочу, щоб наш кримський народ ще страждав не тільки від окупації, а ще від коронавірусу, тим більше, що з'явилася можливість вакцинуватися. Ось інформація офіційна. Мінреінтеграції розробила детальну карту маршрутів пасажирського транспорту з КПВВ до місць вакцинації та тестування. Тобто тут КПВВ Каланчак конкретно, ось я бачу, до місць вакцинації та тестування можна дістатися маршрутним пасажирським транспортним засобом за маршрутом КПВВ Каланчак, СМТ Каланчак. Ось читаю подробно. Тут є карта навіть, є мапа. Це на сторінці Мінінтеграції. Ні, це на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації, але, здається, на Мінінтеграції теж є. І ви можете ознайомитися, просто зараз зайти. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило детальну карту маршрутів туди-сюди, аби громадяни з тимчасово окупованих територій могли комфортно та зручно дістатися локації для отримання відповідної послуги. Вже телефонували нашим редакторам з Криму, що з КПВ Чонгар це як дістатися, ось пояснюємо. Телефонувати навіть нікуди не треба, просто приїжджати до місця вакцинації та тестування у села Чонгар можна дістатися маршрутним пасажирським транспортним засобом номер 97 щоденно з 12:20 до 12:29. Так, це рейс такий, да? І так само до місця вакцинації, так, це про Чонгар. Тут багато інформації, просто все це тут просто є конкретні маршрути. Просто зайдіть, будь ласка, на сайт, я повторюю, Херсонської обласної державної адміністрації чи на сайт Мінреінтеграції і вирішити ці питання. Це насправді важливо, і вас можна дістатися куди треба і вакцинуватися. І це наша не тільки можливість завдяки такому рішенню уряду, а і обов'язок перед нашими близькими, рідними, перед всім нашим кримським народом. А зараз я вітаю у прямому етері телеканалу АТР пані Євгенію Кравчук, народну депутатку України від фракції «Слуга народу» і таку нашу давню подругу. Женю, привіт. Я тебе не чую. Я чую вас нормально. Добре, тепер чую. Я почав вести етер українською мовою, тому ти не дивуйся, що такий трохи пригальмований, бо я не хочу припускатися там помилок зайвих. Буду так, знаєш, як школяр ставити запитання. І ось перше запитання. Як то кажуть, головне почати. Це точно, да? Ось, дякую за те, що ти така україномовна. Я завжди, в тому числі, скажу, що завдяки твоїм постам я удосконалюю свою мову. Тому беріть приклад з людей, які користуються українською постійно. Бо це красиво, круто, і це мова свободи, а не це все шипіння російською. І ось почнемо ми з перепису населення. Напевно, ти точно чула про це, що
росіяни скористалися тим, що в них там регулярний перепис. До речі, це правда, вони проводять. Це інше питання, як вони проводять, це якість цього. Я просто пам'ятаю, що вони минулий перепис в Росії, коли я там ще мешкав, вони просто проводили, тобто до мене ніхто не приходив. Вони багато інформації там десь зібрали, щось там здали. Тобто це напівфейк навіть тоді був і там. Але що це може бути у Криму? І чому це так небезпечно? І чому і наш уряд вже заяву зробив, і навіть я пропоную послухати те, що сказав Державний департамент Сполучених Штатів. У Державному департаменті Сполучених Штатів засудили рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованої Криму і міста Севастополя. Про це говориться в заяві представника Держдепу Неда Прайса. Євросоюз також заявив, що ці дії Росії є спробою законної незаконної анексії Криму і ще більше підірвати суверенітет територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Послухаємо цитату, а потім обсудимо. Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Коментуйте, будь ласка, пані Євгенія. Це ще одні дії окупаційної влади. Точно так само, як вони намагались провести вибори на тимчасово окупованій території Криму. Так само вони намагаються проводити інші дії, але це дії від окупаційної влади. Тому зрозуміло, що ми їх не визнаємо цю владу, і всі правочини цієї влади, вони нікчемні. Як на мене, то це ще одна спроба, в тому числі легалізувати присутність в Криму привезених фактично людей. Вона ж привезла від 500 000 до, тут складно навіть сказати, може до 800 тисяч, фактично росіяни з території Російської Федерації. Вони працюють в поліції, в органах прокуратури, в судах, в військових частинах, для того, щоб фактично розмити те населення, яке проживало в Криму до окупації. От це абсолютно чітка стратегія. І таким чином вони хочуть легалізувати присутність цього населення, що от вони проживають в Криму. Підвищити частку етнічного населення росіян, зменшити таким чином частку кримських татар і етнічних українців, і далі чиняти свої дії, що от вони вважають Крим ісконно руською територією. Як ми можемо протидіяти цьому, крім заяв? Що ми можемо робити? Тобі видніше, ти ж з міжнародними справами маєш справу, вибач за тавтологію. Це все-таки справа, мабуть, Міністерства закордонних справ. Зверніть увагу, ми прийняли, і РНБО, і президент уже підписав указ по санкціям щодо тих людей, які проводили вибори нелегальні на території Криму. Точно те ж саме треба робити і щодо людей, які проводять перепис. Відповідно, коли санкції робить Україна, приймає якісь списки, вони фактично з прізвищами, з конкретними посадами, їх можна передавати до інших країн, які також можуть такі санкції вводити. Ми не так давно з групою нашим МФО «Кримська платформа» були в офісі Кримської платформи, спілкувалися з Антоном Кореневичем і колегами, і вони, власне, такі документи і готують з відкритих джерел, десь, очевидно, може наша розвідка долучатися. І оці всі списки передаються, в тому числі країнам-підписантам Кримської платформи. Ось я зі свого боку, просто це моя ініціатива, я повторюю, що я кажу людям, які живуть в окупованому Криму, щоб вони не брали участі в цьому перепису. Просто не брали і все. За це нічого не буде, бо насправді їм особисто нічого не треба. Якщо ви просто не відкриєте двері, я просто звертаюся зараз у твоїй присутності до мешканців Криму, вони просто підуть, бо їм вони так все не рисують. Тобто, може, потрібно парламенту, чи, я не знаю, комітету міжнародному, чи комусь ще, просто прямо закликати громадян України не брати участь у тому, що легалізує окупацію так чи інакше.
Ну, розумієте, це треба теж зважати на те, яку там, чи це бюджетники, чи не бюджетники, щоб їх потім цих людей не звільняли з роботи, а вони просто там, мовно кажучи, вчитель фізкультури в школі. Вони там не беруть участь у всіх лінійках, але можуть там чи медсестра, так? Щоб це не якимось чином не мало негатив просто до фізичного існування в тимчасово окупованому Криму. Бо Україна все одно не буде визначати ці правочини. Вони відкриють двері, вони не відкриють. Для України ні виборів, ні оцих переписів не буде існувати. І в міжнародному праві їх також не існує. Ти знаєш, може, Женю, і непогано, що вони цим фейком вирішили зайнятися, бо, напевно, я думаю так, що там відсоток Кремли буде значно нижчий за часи юрисдикції України. І це ми можемо припустити, що ми можемо використати. Ми ж розуміємо, що це штучно, бо зрозуміло, що частина людей виїхала, або боялися репресій. Хтось під репресіями живе там, але саме відсоток штучно розмивається через те, що привозять людей, які там не народилися, які не проживали, і очевидно, що після деокупації Україна буде просити їх покинути півострів. Ну так, да. Просто вони тут, знаєш, може вони в заручниках у себе певним чином, бо вони хочуть показати, як там багато росіян, але ж у порівнянні з часами до окупації це просто пряма ознака геноциду, і Українське міністерство закордонних справ. І штучного завезення, просто переселення людей. Ну це і є заміна населення, це одна ж з ознак геноциду. Я хочу запитати в тебе про справу Нарімана Джеляла, якого вже там до психлікарні відправили. І, це просто жах, що вони роблять з людиною, яка виступала на Кримській платформі, і яку бачили всі представники всіх країн світу і міжнародних організацій. Чому, як ти думаєш, чому немає спільної заяви Кримської платформи, учасників Кримської платформи щодо цього жахливої цієї справи проти Нарімана Джеляла? І чи можна і потрібно таке робити? Мені здається, що більш дієвими будуть якісь санкційні рішення, а не ще одна заява про стурбованість глибоко. Бо це там ще одна, знаєте, резолюція, яка приймається. І яка може бути відповідь там України, хоча б на рівні прийняття законопроекту, це голосування за законопроект, який подав Володимир Зеленський. Він стосується, власне, статусу політв'язнів. Він уже поданий кілька тижнів тому, зареєстрований. Ми завтра з правозахисниками будемо на брифінгу про нього більше розповідати. І однозначно голосування за нього це має бути хоч якась справедливість, бо там мова йде і про захист родин, і про статус власне людей, які незаконно утримуються. Слухай, ще хочу запитати про ось щойно. Зараз просто відбувається така трохи непередбачена справа в ОРДЛО, де фактично російські найманці чи там фейкові ці адміністрації, так званий ДНР, просто затримали і тримають у заручниках фактично навіть не громадян України, а співробітників ОБСЄ цієї місії. Що це таке? І треба ж розказати, після чого це трапилося. Бо наша 24-та бригада біля Золотого затримала просто людину з російським паспортом, яка воює там на так звану ЛНР, з пов'язкою ОБСЄ. Тобто він якоби частина цього СМ, це спостережна ця місія, центр для координації. І він себе називав працівником або уповноваженим представником ОБСЄ. На що ОБСЄ сказали, це не наша людина, ми його не знаємо. І фактично, ця людина є на території України, і умовно кажучи, вона може бути там обміняна на наших українських військових, які сидять там на підвалах. Але бойовики вони пішли до готелю в Донецьку, де проживає місія ОБСЄ, і просто там заблокували їхню роботу. Нічого, бачите, значить, європейські столиці мають розуміти, що вони мають з ким вони мають справу. Вони думали, що там можна в п'ятизірковому готелі хоча б в Донецьку бути ні при чому і там комфортно жити. От показали, що там взагалі
нічого схожого на право немає. Я вже, Женя, я вже порівнював це, знаєш, з діями ІДІЛ, так званий, да? Ісламської так званої держави терористичної, то тільки що вони, поки що вони не перерізають горло, а так все так само. Тобто політичні вимоги, які вони виконати не можуть їх. Це не... Ну, а ми ж прекрасно пам'ятаємо, що було в 2014 році, коли просто йшли люди озброєні з автоматами на вулицях і могли розстріляти просто на вулиці. Ну так, в принципі, це одно і те саме. Слухай, ти, напевно, чула, я не буду повторювати в етері, ми вже це минулої години це слухали, заяву щодо Медведчука з вуст президента Зеленського. Він так сказав, краще давайте повторимо, бо ж не всі спочатку дивляться. Це цікава цитата. І відразу можемо і відповідь пана Медведчука, коли він дізнався про те, що Зеленський припустив у майбутньому можливість... А можна я прокоментую свою думку, а ви потім дасте цю цитату, я просто мушу йти і мушу виключатися з ефіру. Дуже перепрошую. У мене просто моя думка, що все-таки от мене, таке особисто, навіть не як народного депутата, а як громадянина України, що Медведчук має відсидіти в тюрмі. Ну тут, знаєш, це моя особиста думка громадянина. Так, ну домашній арешт це зам'яко для нього і знаєш... Ми все-таки терплячі, ми дочекаємося обвинувачувального вироку за державну зраду в суді. Ну, я не можу більше затримувати вас, шановна пані Євгенія. Дякую за розмову. Гарного вечора вам і плідної роботи. Ось такі справи, і зараз я ще декілька тем доторкнуся, декількох тем. Ось, наприклад, так звана Керченська справа. Може, хтось забув, це ще за Порошенка сталося, коли, ви знаєте історію моряків українських, яких вже завдяки в тому числі зусиллям адвоката Полозова повернулися вони в Україну, але справа живе. І на цьому тижні в арбітражному суді в Гаазі, де слухається справа про захоплення українських кораблів в Керченській протоці, Україна вщент розбила російські маніпуляції, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що позицію України захищала професійна юридична команда Міністерства закордонних справ. За його словами, Україна застосовує 3 довгострокових інструменти для залучення РФ до юридичної відповідальності. Холодний юридичний розрахунок, залізні правові аргументи і послідовну систематичну роботу по стратегії зовнішньої політики України. Давайте послухаємо Дмитра Кулебу. Коли росіяни таранили Яника Пу, вони реготали і кричали «Дави його». Ми теж вміємо давити, тільки не залізним бортом корабля. Ми давимо залізною логікою юридичних аргументів, і ми задавимо російських злочинців красиво і згідно з міжнародним правом. Ще раз можу тільки сказати браво Дмитру, бо його лексика суто дипломатична, але дуже така, як сказати, дуже крута, скажімо так. Він розмовляє з росіянами так, як вони заслуговують, і ніяк інакше. І що це значить? Що всі ці спекуляції про те, що це все маячня, про те, що там Україна когось провокувала. Наприклад, ніхто там в суді в Гаазі не визнає того, що там Україна винна в чомусь, що вона провокувала когось, бо це наші територіальні води, і просто немає про що тут говорити. Але ж, звісно, що росіяни продовжать брехати, але позиція Міністерства закордонних справ мені подобається. І ще тема, яка сьогодні, вона така історична, але я просто хотів би обговорити це трохи з вами. Давайте подивимося сюжет невеликий про сторіччя Кримської автономної республіки, ту, яку скасував Сталін після депортації, і трохи про це поговоримо.
18 октября 1921 года была основана Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Просуществовала она всего четверть века. В 1920 году большевики смогли установить в Крыму советскую власть, а уже весной 1921 года в Крыму побывал член коллегии Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султан Галиев. Реальность, которую он наблюдал в Крыму, ужаснула его. По завершении поездки он направил Сталину, тогдашнему наркому по национальностям, доклад, в котором в жесткой форме написал о многочисленных ошибках, которые были допущены новой большевистской властью в Крыму. Султан Галиев отмечал, что национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Установить нормальное положение дел может ряд мер, и прежде всего декларирование Крыма автономной Советской Социалистической Республикой с Конституцией и немедленное удовлетворение земельной нужды татарского малоземельного крестьянства. Как следствие, 13 мая 1921 года на областной конференции крымских татар-коммунистов было принято постановление. В нем говорилось, что целесообразной государственной формой для Крыма станет провозглашение его интернациональной республикой, входящей в Российскую Федерацию. Наконец, 18 октября 1921 года постановлением Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совнаркомом была образована Крымская Советская Социалистическая Республика, автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти и управления. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татарский и русский. Председателем Крымского ЦИК стал Юрий Гавен. Председателем правительства Крыма Сахиб Гарей Саид Галиев. Как и в других автономных республиках, в Крыму провозглашались принципы приоритетного развития национальных групп, в особенности крымско-татарской. Но учреждение автономии носило в значительной мере декларативно-пропагандистский характер. Уже в 30-х годах стало понятно, сталинский курс на практике решительно дрейфовал к возрождению великодержавности. Со второй половины 20-х шли постоянные репрессии под лозунгом борьбы с местным буржуазным национализмом. После расстрела в мае 1928 года главы Центрального исполнительного комитета Крымской АССР Вели Ибраимова репрессии в отношении крымско-татарских партийных руководителей и представителей культурной элиты стали нормой. Логическим завершением этого сталинского курса стала депортация крымских татар в 1944 году и упразднение автономии в 1945. Ось так, фактично, ця республіка, вона була фейковою, вона стала інструментом знищення великої частини кримсько-татарської інтелігенції. І, тобто вони, і це свідчить нам про що? Про те, що як у тому прислів'ї кримсько-татарському сказано, що не саджай у дворі березу, бо прийде росіянин, московити скажуть, що це його земля. Це перше. Тобто пускати ворога такого до себе, це, ну, це обставини такі були, це смертельна загроза. І по-друге, це інше моє улюблене прислів'я кримське, це не спирайся на воду, не вір росіянину. Бо будь-які наміри, навіть які виглядають з їхнього боку добрими, як для багатьох може бути Кремли, які перебували у відчаю тоді, у 21-му році, це пролунало, створення цієї республіки автономно пролунало як там повага до кримського народу, до кримської мови тощо. Але насправді, як і у випадку з Україною радянською, радянська влада використовувала цю, ну, як сказати, я не знаю, це псевдодержавне утворення як інструмент, щоб виявити активних людей серед Кремли, серед українців і знищити їх другою хвилею, не третьою хвилею, потім репресій. Да? І, тобто, це було... Це такий урок, який нам усім треба вивчити, бо не можна дружити з тим, хто має за мету твоє знищення. А зараз у мене на прямому зв'язку в етері телеканалу АТР Дмитро Снегирьов, військовий експерт. Я вітаю Дмитра. Добрий вечір. Це трохи шкода, що ви не скайпом, а телефоном, але чи вас чутно? Я хочу запитати ось про ту тему, яку підняв там декілька хвилин тому. Це справа про прохід українських кораблів в Керченській протоці.
Щось ви чули про це, і в якому стані зараз ця справа, і чим все це закінчиться, на вашу думку, Дмитре? Айдер, ну давайте почнемо з того, що незважаючи на всі зусилля української дипломатії, не вирішено ключове питання. Тобто можливість повторення з боку Російської Федерації аналогічного сценарію. Йдеться про те, що досі на 8-му році війни не денонсований договір від 2003 року, згідно з яким Керченська протока і Азовське море є виключним внутрішніми водами двох держав – України і Росії. І відповідно Російська Федерація на свій розсуд може чи то пускати військові суда третіх країн, чи то не пускати, і створювати штучні передумови для, власне, неможливості вільного судноплавства і Керченської протоки, і акваторії Азовського моря. Ми маємо говорити про те, що, на жаль, українська дипломатія не показує зуби в цьому ключовому питанні. Це перше. Друге, не вирішено питання юридичної очистки. Я поясню, про що йде мова. В Російській Федерації досі не закрита справа проти 24 українських моряків, які були захоплені під час подій у Керченській протоці. Наразі слідчого управління ФСБ Російської Федерації винесено рішення про призупинення кримінального провадження у зв'язку з неявкою, як на думку росіян, обвинувачених. Я нагадаю нашим телеглядачам, власне, українських моряків звільнили під особисте зобов'язання Уповноваженої з прав людини. Тобто, якщо Росія наразі вирішить оголосити їх в міждержавний, міжнародний розшук, а це можливо, тоді ми будемо мати певні наслідки, коли українські герої не зможуть виїхати за межі України, фактично залишаючись заручниками політики Кремля. Чому ми не вирішуємо це питання на міжнародному майданчику, для мене не зрозуміло. Тим більше, коли з боку Російської Федерації звучать звинувачення, що Україна блокує перемовний процес щодо звільнення військовополонених, не вирішуючи питання юридичної очистки. На мою думку, ми мали би віддзеркалити, навіть не те, що віддзеркалити, а перехопити дипломатичну ініціативу у росіян і показати, шановні, наразі не вирішено питання з нашими військовополоненими, які утримувалися незаконно. Третє питання щодо Міжнародного трибуналу ООН. Айдер, ми всі пам'ятаємо позицію цієї поважної міжнародної інституції у питанні участі саміту Кримської платформи. На жаль, ООН не була представлена абсолютно від слова ніяк. І відповідно у мене знов-таки виникають перестороги, що під тиском Російської Федерації будуть можливі так звані політичні компроміси. Це дуже небезпечна річ. І четверте, чому ми не піднімаємо питання, власне, відповідальності Російської Федерації, зокрема і матеріальної, щодо відшкодування збитків українському флоту. Я нагадаю, йдеться не тільки про демонтаж галюнів там та все інше, а в першу чергу йдеться про утримання судів і неможливості здійснення ними відповідно покладених на них тактичних завдань. Тобто це комплекс питання, от 4 питання, як мінімум, ми озвучили з вами, які би мали надати відповідь українська влада. Все інше – це політичні заяви і промови. А нам треба показати нарешті чітку, жорстку позицію в цьому питанні. І ця позиція буде напряму прив'язана до питання деокупації Криму, бо вирішується відразу декілька питань. Перше, я ще раз підкреслюю, питання вільного судноплавства Керченської протоки і, відповідно, невизнання російської юрисдикції над цими водами і, відповідно, окупованим Кримом. І друге питання – це, власне, питання звільнення і юридичної очистки, бо йдеться про утримання більше 100 громадян України, мешканців окупованого Криму,
кримських татар, власне, у цигарнях Російської Федерації, причому за надуманими, абсолютно безпідставними причинами. Тобто оцей комплекс питань ми маємо прив'язати один до одного. Деокупація Криму і питання от якраз персональної і колективної відповідальності Російської Федерації за захоплення українських суден в протоці, в Керченській протоці. Дмитре, будемо надіятися, що це наступні кроки, бо треба ж спочатку визнати винною Російською Федерацією. Може бути, такі плани є в Міністерстві закордонних справ. Просто ми не можемо, може так, я просто думаю, це моя версія, що весь план, може, всі карти на стіл не треба викладувати відразу. Але це все логічно, про що ви згадали, абсолютно логічно. Ну, ви знаєте, поза логікою є, наприклад, існування договору про квотування вилову риб. Це я знаю, це жахливий, дуже ганебний. Представникам кримсько-татарського народу, які чи не єдині представники України піднімали питання щодо злочинних схем і неможливості торгівлі з окупантами. Поясніть мені, яким чином на 8-му році війни це може відбуватися. А я ще раз підкреслю, чомусь Крим, депутатів, власне, представників кримсько-татарського народу, і нас, відповідно, мене і вас, Айдер, це питання чомусь абсолютно нікого не турбує. Ну, може, знаєте, Дмитро, ми ж можемо думати, що може хтось має корисний інтерес у цьому, так? Чому ми давайте називати речі своїми іменами? Якщо відбувається торгівля, то це закон бізнесу. Хтось отримує надприбутки. Ну скільки ми можемо робити секрет полішинеля з цієї сталої схеми? Якщо наразі досі працюють схеми постачання вугілля з окупованих територій, то на цьому, Айдер, хтось заробляє. Давайте казати, називати речі своїми іменами, це не Віктор Медведчук. Ми це дуже добре знаємо ще з часів громадської блокади Криму, так? І це просто дежавю якесь, правда, таке собі рибне дежавю, да? Таке ніби непомітне. І так це кожен рік там хтось намагався про це, Чубаров, там інші люди, да? Але все це спускалося на гальмах. Так? Але я хочу вас, як військового експерта, це все логічно, запитати про, скоро ж в нас там певне свято буде, тому що приїжджає до нас пан Ллойд Остін, це дуже класна людина, він легендарний генерал, а зараз він голова Пентагону, тобто оборонного відомства Сполучених Штатів. Чого ви особисто, як військовий експерт, чекаєте від цього візиту? Він буде також до Грузії, до Молдови, але у нас цікавить наша частина, звісно. Є у вас якась попередня інформація? І так само ось нещодавно нова партія, як я чув, зброї прийшла зі Сполучених Штатів. Що це таке? Ну, тобто, у вас є 3 хвилини повних на відповідь, бо наша програма вже дистанція. Дуже коротко. З приводу постачання зброї. Перша партія прибула 10 жовтня, наразі ще буде чергова партія. Йдеться про високоточне обладнання, контрбатарейні радари та системи зв'язку. Друге питання, чого я очікую? Власне, це політичний сигнал в першу чергу Москві, що Сполучені Штати розглядають, власне, і Україну, і Грузію, і інші країни Чорноморського басейну в зоні свого військово-політичного впливу. Чого я очікую від української сторони? Чіткого питання щодо заключення договору про розширене партнерство поза блоком НАТО. Тобто те, що наразі є, наприклад, з Єгиптом, Японією, Австралією та іншими країнами, які отримують військово-технічну допомогу з боку Сполучених Штатів, при цьому не будучи членами НАТО. От цього я очікую і, власне, на це сподіваюся. І хотілося б знов-таки вірити в те, що є політична воля у політичного керівництва України поставити руба це питання і, головне, отримати на них чіткі відповіді. А яка зброя прибула зі Сполучених Штатів? Ви там трохи хоча б в курсі? Контрбатарейні радари, системи зв'язку.
Ну, це тобто добре. те, що нам конче необхідно. Але наразі треба піднімати питання щодо постачання систем ППО. Айдер, у нас не прикрите небо. Так, це я знаю. Це велика проблема, бо якщо не треба розповідати про системи Так, прошу. Так, я просто хочу пояснити, що якщо Росія відважиться на повномасштабну агресію, да, то, звісно, вони використовують авіацію і ракетні сили. Да, і до цього про це і каже Дмитро Снігирьов, що до цього треба бути головним чином готовими. Я дуже вдячний вам, пане Дмитре, за те, що долучилися до нашої розмови. Хочу сказати, що абсолютно класний цей генерал Ллойд Остін, і ми чекаємо на нього. Просто він виглядає, як, знаєте, так справжній такий лев якийсь, да, натівський, американський. Ось. Мені залишається сказати вам декілька слів щодо підтримки роботи телеканалу АТR. Наша боротьба з російським рейхом, з окупацією, яка є тимчасовою, яка 100% закінчиться, і ми ще відсвяткуємо це у вільному Криму, але це відбудеться настільки скоріше, настільки буде постійною ваша допомога через Patreon. Це дуже якісна платформа, вона американська, здається, і в неї можна зареєструватися дуже швидко, і ніхто там не відстежує платежі. А ваша підтримка прямо з окупованого Криму та й з інших країн, де живуть Кремли, де живуть українці, яким не байдуже, да, вона дуже важлива. Підписуйтеся, будь ласка, і це буде ваша в будь-якому розмірі участь в нашій боротьбі спільній. Російський рейх буде зруйновано. Я прощаюся з вами, але не перемикайтеся. Зараз новини кримською мовою, а потім буде програма Prime, авторська програма Юрія Мацарського. До побачення. Даян Кырымым. Біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Дақ қая кебе сусып тұрсаң біле. Даян. Тыш сықып. Юмруқларыны топла. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер жоқтыр. Кетежеклер, теніңе остыкенің саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз. Доз душманың биян oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız.
зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Қырым татарларда пейда олған ве большевиклер тарафындан yok etilejek olgan umutның 100 yıllығы. 1921 senesi октябрьнің 18-інде Қырым Мұхтар Советлер социалистик Cumhuriyeti ilan etilgen еді. Бөле Мұхтариет Қырым татарлар ярмаданын тамыр халқы олғанны танып, оларға ғайрыдан аяққа тұруға фұрсатлар берілді. Фақат Қырым бұл статуста тек черек асыр яшады. Қырым татарларда девлетчілік сайыбы олмақ фұрсаты 1917 senesi Русия империясы дағылған сон пейда olды. 1917 senesi dekabr ayında Қырым татарлар бірінші құрылтайны кечіріп болды. Оның нәтижесінде Қырым халқы Cumhuriyeti ilan etildi. O vaqt hukumet ve idari organları құрылған, anayasa ve devlet timsalleri tazdықланған. Қырым татарлар devletçilik tıklenmesine intiluf yaptı. Ama 1918 senesi Қырым hakimiyetini de большевиклер zapt etті. Олар Қырымның статусını eski alına қайтарып, hukumet yol başçısı olған Қырым musulmanlarının muftisi Numан Челебижиханны öldürdü. Fakat 1920 seneleri большевиклер коренизация саясетini başlattı. Ona göre Қырымның тамыр иялесі идари вазифелеріне тәйінлене ve анда yaşagan халықларының тіллеріне ресми статус беріледі. Кримські татарські діячі отримували можливість, не те щоб абсолютно вільно, але все ж таки більш-менш в прийнятних межах розвивати і культуру, особливо піднялася така дослідницька етнографічна хвиля навколо Бахчисарайського палацу ханів. Там був створений музей, і археологічні етнографічні експедиції майже щорічні зібрали велетенський матеріал про побут кримських татар, про їхню історію. В цей період, 20-ті роки, відбувалися постійні пошуки нової абетки для кримських татар. Миллетлер бойынша халық комиссариаты коллегиясының азасы Мирсаид Султан Галиев Қырымны зиярет еткен соң Қырым татарларының дешетлі вазиеті аққанда меркезге білдірген марузада аңлатты. Национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Советская власть отняла у них все запасы вина, табаку и фруктов, а взамен ничего не дала. Советская власть и коммунизм являются новой формой европейского империализма, основанной на отрицании права частной собственности, а потому еще более могущественной и грозной, чем раньше. Вот та ядовитая мысль, которая отравляет насквозь сознание умирающих от голода и вымирающих от туберкулеза крымских татар. Большевиклер Қырымға Украина Советлер социалистик Cumhuriyeti'nin erkenine кірген Cumhuriyet статусыны бермеген нәтижеге келді. Milli Fırqanın azalары бұңа қаршы чықып, Қырымға мұхтариет аққы бар олған Milli Cumhuriyet статусы берілмесіні исрар етті. Бұл еріне кетірілмесі, тыш ішлері бойынша Қырым комиссарияты құрылмасы, тышқы тижарет кечірілмесі ве Қырым татар мигрантлары ватанға қайтарылмасы көзде тұтылайды. Москвада бұнен разы олмадылар. Нәтижеде 1921 senesi октябрьнің 18-інде Мұхтар Советлер социалистик Cumhuriyeti ilan etilgen еді. Была образована Крымская Советская Социалистическая Республика. Автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти, местные советы, Центральный исполнительный комитет и управление, Совет народных комиссаров, которому подчинялись комиссариаты внутренних дел, просвещения, юстиции, здравоохранения, финансов, земледелия, труда, продовольствия. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татар.
Латыш Юрий Гавейн Қырым меркези ижра комитетінің yol başçысы, Қазан татары Сахиб Гариев, Саид Галиев ise Қырым акимиетінің yol başçысы oldu. 3 yıl içinde ularının yerinde bu vazifelerge Қырым татарлары Вели Ибраимов ve Осман Дерен айырлы тайынленді. За певними ознаками можна говорити про те, що врешті-решт Кримська АРСР – це була кримсько-татарська держава. Але все ж таки треба підкреслити, що соціалістичного в ній було більше, ніж кримсько-татарського. Башқа мұқтар жұмхуриетлерінде олғаны кібі Қырымда милли группалар, хуsusan Қырым татар милли группасы инкишаф етілмесінің принциплері илян етілді. Ама бұл мұқтариетлер декларатив и пропаганда мақсадынен құрылды. Ми знаємо, що замість такої цілісності кримської автономії як такої було вирішено на початку 30-х років розбити її на національні райони. Тобто фактично виявлялися кримські татари корінним народом чи народом державницького такого рівня не по всьому Криму, а лише в тих районах, де вони становили більшість. А певні райони були віддані іншим народам. Наприклад, 2 були німецький і 1 український. І зрозуміло, що це вже призводило до певних таких звуження прав і можливостей для розвитку кримських татар. 1930 senelері belli oldu. Stalin buyuk devletini gayridan tiklemege niyetlendi. 1920 senelerining ikinci yarısı burjua milletçilerinin kuresh olarak adlandırılgan repressiyalar keçirildi. 1928 senesi mayıs ayında Qırım Muxtar Sovetler Sotsialistik Cumhuriyeti'nin yol başçısı olgan Veli Ibrahimov kurşunlangan son Qırım Tatar fırqalarının yol başçıları ve ziyallılarga nisbeten repressiyalar adişey oldu. Böyle Stalin siyaseti 1944 senesi Qırım tatarlarının surgun etilmesi ve 1945 senesi Qırım muxtariyetinin yok etilmesinin yekunlendi. Milli territorial muxtariyet teşkil etilmesi boyunca laflar ve işler Rusiya tarafından Qırım işgal etilgeninden son başlandı. Ukrayna'nın 5. prezidenti Petro Poroshenko anayasanın 10. bölігini dengişmelerini kirsetip, anda Qırım tatar halkına öz kelejegini belgileme hakkını kaydetmege emretdi. Tamam böyle çağıruf 1991 senesi Qırım tatar halkının 2. kurultayında kabul etilgen edi. Крым является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение, так, как оно изложено в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымско-татарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться крымско-татарский народ, используя все средства, предусмотренные международным правом. Anayasa Komissiyasının iş gruppası Qırım Tatar Milli Territorial Muxtariyeti teşkil etilmesi hakkında vesikaını hazırladı. Siyasetçiler Qırım Tatarlarının muxtariyetinin ilan etilmesine az kalganda kandırdı. Prezident sayılvalarında yutturgan son halk mabusu Poroshenko onun niyeti ne için yerine getirilmegenini anlattı. Завадили те, що немає 300 голосів. Volodymyr Zelenskiy Ukrayna prezidenti olgan son ve onun Sluga Naroda fraksiyasından deputatları parlamente çoxluqni algan son yangi deputat ve siyasetçilerge Qırım Tatar Milli Territorial Muxtariyeti teşkil etilmesi yarımadanın işgalden azat etilmesinin anahtarı olganını anlatmaga gerek oldu. Російська Федерація стабільно і послідовно відмовляє кримським татарам і в визнанні корінним народом, і тим більше в забезпеченні їхніх національних прав на самовизначення. Перетворення Криму хоча б в Україні, хоча б формально на кримсько-татарську автономію національно дозволить апелювати до права народів на самовизначення, підкреслювати необхідність повернення Криму для того, щоб зберегти права кримських татар. Sluga Naroda fırqasının deputatları Qırım tatarlarga öz kelejegini belgilemege hakkı berilmesi için anayasanın 10. bölігінде dengişmeler yakın zamanda yapılacağına kandırıp, şimdilik reylerini toplayımız deb bildirdiler. Onların aytkanına göre Qırım Tatar Milli Territorial Cumhuriyetini teşkil etmege vaqt kelgen olsa, başta tamır halklar hakkında kanununu kabul etmek gerek. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. Давайте дочекаємося за закону. Там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповіді на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую.
Юқары Шура тамыр халықлары аққанда қанунны июль айында қабыл етті. Ама Қырым статусынан деңіштірілмесі аққанда қанун лейхасы парламентте аляда пейда олмады. Змеиный адасында Қырым журналистлері Володимир Зеленскийден милли территориалы мұхтария тешкіл етілмесінен насыл баққанына сұрағанда президент Қырым платформасынан экспертлерінден тепсейлеріні беклегенін айтты, бұақта Қырымнан тамыр халқанен ақыл танышмақта керек деді. Я знаю, що якісь напрацювання є, чи вони погоджені з моїм офісом, ні, чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством. Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це важливий крок, яким повинна займатися кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму. Меджлис рейсі Рифат Чубаров президентінің сөзлеріні изатлар екен анаясаға деңішмелер кірсетілмесі аққанда қанун лейхасы да 2018 сенесі анаяса комиссиясынан іштірагінен азырланғанını хатırlattı. Я розумію, що пан президент має на увазі, і він про це, до речі, говорив в цьому своєму інтерв'ю, що має бути узгоджений з його офісом проєкт, і цей проєкт має має бути підготовлений на основі Кримської платформи, узгоджений з представницьким органом корінного народу і представлений йому як президентові. Я думаю, що ми на короткі терміни виконаємо цей заклик президента України, все буде добре. Қырым статусын деңіштірмек үшін бұл қанун лейхасына 226 депутат рей бермелі. Бұл ақта өз қарарыны анаяса махкемесі чықарған сон 300 халқы депутаты бұңа рей бермелі. Ама башта қанун лейхасы парламентте пейда олмалы. Бинглерже мұсылман үшін дини меркездір. Запорожьеде бірінші жұма жами açılды. Бұл бұтын регионның ең бұйық мұсылман меркезідір. Евелсі оның ерінде мұсылманлар топлаша білген күчік бір евчік тұрайды, ама о çok insanны сығдырып оламайды. Ресми малыматқа көре Запорожьеде 5000 мұсылман яшамақта, ама керчектен да чоқды имам Мухаммад Мамутов. 3 ел девамында. Шерде ер милletке айет мұсылманларының меденеве дини ері олажақ яңы жамины құрдылар. Переважна кількість і мусульман Запоріжжя – це є татари Волго-Уральського регіону, це переважно казанські татари, є азербайджанці, і останнім часом сформувалась невелика спільнота студентів-іноземців, що навчаються у Запоріжжі, а залишилися, працюють, живуть у Запоріжжі. Є мусульмани з Середньої Азії, з Північного Кавказу, є українці, що прийняли іслам. Жами içinde екі бол намазлы қода. Бір еркеклер үшін, екіншісі қадынлар үшіндір. Мында жұма намазына 300-ге яқын инсан топлаша біле. Яңа құрылған жамины көрмек үшін Запорожьедегі 3 християн кілсесінің темсілжелері де келді. Діти можуть бути і там, з ким їм. Зазвичай хлопчики залишаються з батьками, а дівчинки вони моляться з мамами, тобто у жіночій частині. Але є такі ще старі мечеті, де немає окремих зал, і тоді у тих старих історичних мечетях, то чоловіки моляться попереду, а жінки моляться позаду, за спинами чоловіків. Яңа жами эм медени эмде тасил меркези оларақ сайла. Имам Мухаммад Мамутовның фікіріне көре ислам дини меркезі бұл регионда яшаған мұсылман жемиетінің ғайрыдан тікленмесі, инкишафы ве барыш, қомшылар арасында яқшы мұнасебетлер бір-біріне сайғы принциплерінде сасланған ислам ананеби қайделерінің кірсетілмесі үшін имкан яратacak. Арабська та навчаємо дітей ісламу та культуру. Але якби хотів арабської навчитися, то у вас можна? Можна, звісно. Ona ad verildi. Cuma Cami ya da Rusça aytqanda Sabornaya mechet adlanıldı. Çünkü bu bizim camimiz hepsi Müslüman milletlerini birleştire. Bayramları olsun, cuma namazları olsun. Son Tatar milleti misal için öz merasimlerini geçirmek isteseler, camimiz her vakit açık. Azerbaycan din kardeşlerimiz, bu taziye olsun, bu bala doğu ya da
nikah, toy olsa hepsi mında kelip mında iştirak etiler ve Zaporoj'daki Müslüman halkının hayatında bu iştirak etiler. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من Жамина ерлі жемаат өз күченен құрды. Бұнен бәрабер Украина бойынша мұсылманлар ве четелден хайрия северлер ве Запорожьеде оқыған мұсылман студентлері ярдым еткен. Жами тек намаз үшін де келді, тасил алынмасы, байрамлар кечірілмесі үшін бір меркездір. Жами опек мұйым ер тек ахайлар үшін де кел, амма хадынлар үшін де. Чүнки Запорожье шері балабан ве бүтін мұсылманлар, эпсі мұсылманлар анда мында яшайлар, узақта яшайлар. Bir tarafın Dnepr'ın bir tarafına yaşay, ikinci tarafına yaşaylar. Onun için cami bizni hepsimizi birleştireyim. Bunda biz derslerge keleyemiz ve баларымызы бunda кетиремиз. Onun için bu pek mühim ve faydalı yer bütün Müslümanlar için. Hem tatar bu Zaporojye'de çok değil. Bu camide biz toplaşsamız türlü milletlerden kızlar geliyorlar. Uzbekistanlı, Tacikler, Nigeria'dan, Hindistan'dan türlü milletler var. Onun için biz birbirimizden tanış olamız ve dostlaşamız. Қырым колонизациясынан керчек мақсадыны гізлемек үшін ве ярамада ишғалыны қанунлештірменге интылув. Меджлис рейс Рифат Чубаров емен бұл ишғалжелер тарафындан кечірілген Қырым иалесі жедвелге алынмасының мақсадыдыр. Оның қайдеткеніне көре Сурав қанунсыз олып Русияның халқара ұқуқ ве Украина бүтінлігіне сайғысызылығына көстере. Ишғалжелер октябрінің 15-ден башлап ноябрінің 14-не қадар Қырым сакинлеріні сайыжақ. Меджлис рейсі ишғалжелер Қырым татарлар ве этник украинлерінің керчек сайысы махсус азлаштырacağında emindir. Bundan gayrı Rusiyadan көчкен insanlarının miqdarını da gizlemege tırışacaklar. Meclis reisinin hesaplamalarına göre Kırım işgal etilgeninden beri yarımadada milyonga yakın Rusiya vatandaşı yerleşti. Искусственное, целенаправленно задуманное замещение населения страной-оккупантом на оккупированной ею территории является видом международного преступления, и России рано или поздно придется отвечать и за это преступление. Вот та перепись, которая сейчас незаконно проводится и в Крыму, она призвана, насколько это возможно, скрыть масштабы и объемы и последствия этого преступления. По результатам переписи, незаконно проводимой в Крыму, количество граждан Российской Федерации, поселившихся на временно оккупированной территории Крыма, будет показано намного меньше, чем на самом деле их есть. Украина тышышлерін әзірлігінде Қырым иалесінен қанунсыз жедвелге алынмасына ярмаданын ишғалыны қанунилештірмеге интылув деп адландырдылар. Авропа Бірлігі ве Америка Бірлешкен Девлетлерінде сақты суравны танымағанларыны білдірділер. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый день, в эфире телеканал АТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский». Это я, Юрий Мацарский. Рассказываю вам обо всем важном, интересном или даже забавном из того, что произошло за последние несколько дней в мире. И вот мы тут уже несколько недель, вернее, следим за тем, что происходит в Грузии, в Тбилиси и в других городах страны. Я даже привозил какие-то материалы по итогам своей поездки туда.
ну, на самом деле история не закончена, история продолжается, и стоит снова попристальнее присмотреться к тому, что же творится в стране, которая нам вовсе совсем даже и не чужая. Что там происходит? Я уже рассказывал о судьбе Михаила Саакашвили, украинско-грузинского политика, который сейчас, наверное, больше украинский, чем грузинский, потому что его несколько лет назад лишили грузинского гражданства, ну, в общем-то, по формальным основаниям. Тогда, когда он получил здесь у нас в Украине гражданство, получил украинский паспорт, он в нарушение грузинского законодательства не уведомил об этом грузинские власти. И они, в общем, на этом самом формальном основании взяли его и лишили гражданства. Он сейчас находится, Михаил Саакашвили, в тюрьме. Он каким-то образом, пока непонятно каким, проник в Грузию. После того, как он проник в Грузию, записал несколько видео о том, что он находится уже в Грузии, призывает всех поддержать его. Он был задержан, арестован, сейчас находится в тюрьме в городе Руставе, объявил там голодовку, требует выпустить его, называет себя заложником путинского режима. А вот смотрите, в минувший четверг в самом центре Тбилиси десятки тысяч человек, по разным подсчетам от 20 до, внимания, 60 тысяч человек пришли в центр Тбилиси требовать освобождения Михаила Саакашвили. Просто чтобы было понятно, что такое 60 или даже 20 тысяч человек для Грузии. Вот общее население страны меньше 3,5 миллионов человек. И, конечно, когда на улицы выходят десятки тысяч, понятно, что у Михаила Саакашвили действительно есть массовая народная поддержка. Это вот снято нашими коллегами из «Радио Свобода» с дронов. В самый центр, повторюсь, Тбилиси. Это проспект Шатару-Ставели и площадь, если мне память не изменяет, она называется сейчас площадью Независимости. Это вот самый-самый-самый центр. Там люди стоят с грузинскими флагами, люди стоят с азербайджанскими флагами. Дело в том, вот смотрите, украинские флаги есть. Дело в том, что в Грузии достаточно большая и достаточно активная азербайджанская диаспора существует. Они и политически активные, экономически активные. А вот смотрите, это вот те люди, которые ехали поддержать Михаила Саакашвили, сталкивались с таким приемом на подъездах к Тбилиси. Это сторонники правящей партии «Грузинская мечта» забрасывали вениками сторонников Михаила Саакашвили. Веник – это на самом деле больше, чем веник сейчас в нынешней грузинской политике. Я уже как-то рассказывал о том, что выборы 2012 года Единое национальное движение, это партия, которая организовывала, за которой стоял Саакашвили, она во многом проиграла ровно потому, что накануне голосования были показаны пытки по телевизору, были показаны записи пыток в одной из грузинских тюрем. Причем в ходе этих пыток применялись еще и вот эти вот веники. Я не буду сейчас подробно рассказывать, но поверьте, там действительно все было ужасно совершенно. И вот эти видео, из комментариев к этим видео следовало, что за этими пытками стояли силовые министры правительства Михаила Саакашвили. И вот эти веники используются как символ. Противники Саакашвили используют эти веники как символ, как напоминание. Смотрите, придет Саакашвили к власти, опять будут использоваться веники для пыток людей. Несмотря на вот такое противодействие, на нескольких трассах, которые в основном вели из крупных городов в сторону Тбилиси, это трассы, которые ведут, например, из Зугдиди или, например, из Батуми, стояли вот такие блокпосты из сторонников правящей партии «Грузинская мечта», но они не помешали людям приехать. Действительно, люди из самых разных городов Грузии приехали для того, чтобы выступить в поддержку Михаила Саакашвили, для того, чтобы потребовать от властей его немедленного освобождения. Замечу, вот как я уже рассказывал, по факту своего визита в Грузию, и, собственно, и однопартийцы, единомышленники Михаила Саакашвили из Единого национального движения и из других оппозиционных партий, они, в общем-то, говорят о том, что настроены только на мирное решение проблемы. Они не будут, с самого начала говорили, что не будут штурмовать ни тюрьму в городе Руставе, где сидит Саакашвили, ни какие-то представительства органов власти Грузии. Нет, они говорят, что мы будем действовать мирно. И вот следующий их шаг мирный, следующая вот такая веха большая, которую нужно будет пройти оппозиция, состоится 30 октября. Вот осталось вот всего ничего. Осталось сколько? 12 дней, 11 дней осталось до 30 октября. Почему 30 октября важный день? 30 октября пройдут вторые туры выборов на посты мэров
в целом ряде грузинских городов. Это, например, Кутаиси, это, например, Батуми, это, например, Зугдиди. Ну и плюс ко всему это еще и столичный Тбилиси, где по итогам первого тура тоже нет победителя. Никто не смог набрать больше 50% голосов избирателей. И вот прямо сейчас оппозиция очень серьезно готовится к этим выборам, просто очень серьезно. Вот и считается, что действительно нас может, ну, грубо говоря, где-нибудь там в Батуми и в Кутаиси, по большому счету, я, конечно, могу несколько торопить события, и, наверное, не очень правильно будет, если я скажу, что победа у оппозиции уже в кармане. Нет, она, в общем, более чем реально, и, скажем так, шансы там на победу у сторонников Саакашвили, у однопартийцев Саакашвили куда больше, чем у кандидатов от партии власти. И еще интересный, конечно, расклад в Тбилиси. Там бывший украинско-грузинский футболист Каха Каладзе сейчас борется против лидера, против вот сейчас формального главы Единого национального движения, его зовут Ника Мелия. Так вот, они оба вышли во второй тур. По итогам первого тура Каха Каладзе, который сейчас вот он идет от партии власти, получил чуть больше 45% голосов. И, в общем-то, собственно, это, наверное, неплохой показатель. Но Ника Мелия отстает от него примерно на 10%. У него там около 34% голосов. Но плюс ко всему, как считают грузинские политологи, как считают грузинские журналисты, вот эта вот история с массовыми акциями протеста, эта история с такими звучными призывами со стороны оппозиции выйти и поддержать оппозиционных кандидатов во втором туре выборов, конечно, сильно увеличивает шансы Ники Мелия победить. И Каха Каладзе, наверное, может рассчитывать на всех тех, которые голосовали за него в первом туре. Но вот во втором туре, возможно, выйдут еще и те люди, которые не ходили голосовать в первом. И тогда, конечно, будет очень интересно. Будем наблюдать, обязательно будем наблюдать, как сложится, каков будет итог выборов во втором туре. Но, если честно, конечно, если сейчас партия власти, партия «Грузинская мечта» потеряет большие города и потеряет вдобавок ко всему еще и столичный Тбилиси, конечно же, теперь оппозиция будет совсем по-другому разговаривать с властями, совсем уже с других позиций. Не с позицией какой-то вот такой вот уличной силы, которая мирным путем будет чего-то добиваться, а с позиции, ну, в общем, не то чтобы совсем равных, но уже с позиции такого одного из ключевых игроков на политической сцене. В конце концов, Тбилиси, в конце концов, Батуми, Зугдиди и Кутаиси, если они действительно окажутся в руках у оппозиции, а все к этому идет, это очень важные города, это действительно ключевые для всего государства города. Наблюдаем, повторюсь еще раз, 30 октября, вот меньше 2 недель осталось до второго тура выборов мэров в целом ряде грузинских городов. А пока отправляемся в Северную Корею. В Северной Корее, в общем-то, достаточно редкое событие произошло. В Северной Корее открылась выставка вооружений и боевой техники. Очень часто, конечно, корейское руководство демонстрирует те или иные виды вооружений, но обычно это происходит в рамках каких-нибудь парадов. Эта техника просто как-то проезжает за несколько минут по центральной площади столичного Пхеньяна, и все. Ее, в общем, успели рассмотреть, значит, успели. Не успели, значит, ну, не успели, извините. А тут вдруг открылась большая выставка. Вот сам Ким Чен Ын, глава северокорейского государства, приехал ее открывать. Его, вон, смотрите, как встречали овации. Его везде и всегда встречают овации, кричали какие-то приветственные слова. Конечно, на это смотришь, думаешь, елки-моталки, до чего люди это довели? Они действительно, вот, наверное, видят в нем какого-то такого отца нации, вероятно, искренне совершенно радуются появлению этого человека, куда бы он ни приходил. Там прошел вот тоже небольшой парад, прилетели какие-то самолеты, что-то там прогромыхало, но вот основная экспозиция, вот она представлена. Вот смотрите, там самые разные ракетные вооружения, в том числе те ракеты, про которые, как уверяют северокорейское руководство, эти ракеты могут преодолевать, во много раз превышать скорость звука и, в общем-то, опасны для техники, авиационной техники потенциального противника северокорейского, то есть Японии, Южной Кореи и США.
все это подавалось, там какие-то пропагандистские ролики, пропагандистские фильмы крутились. Самое интересное, там Ким Чен Ын сидел под портретом самого себя. Ким Чен Ын под портретом, вот видите, вон портрет Ким Чен Ына висит. То есть он выступал, глядя самому себе нарисованному или сфотографированному в глаза. Непонятно, зачем вдруг понадобилось такую выставку проводить. Непонятно, почему вдруг решили погромыхать железяками. Теперь уже не просто там в каком-то юбилее, как это обычно делается на параде, а вот взяли, открыли целую выставку. Можно предположить, и многие уже журналисты, которые следят за событиями в том регионе, так и сделали. Предположили, что все это какие-то личные хотелки, личные желания вот северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Вот ему захотелось, чтобы была выставка, на которой висели бы его портреты, на которой бы хвалили его гений управленческий, его гений военный. Вот открою, пожалуйста. Сколько наград у людей. Невозможно себе представить, за что же им такие награды, такие звезды-то навесили еще в таком количестве в стране, которая... Хотя, с другой стороны, формально-то страна продолжает оставаться в состоянии войны с Южной Кореей. В 1953 году было заключено перемирие, положившее конец войне на Корейском полуострове. Но это перемирие так осталось перемирием. То есть такого долгосрочного мирного соглашения не подписано. И формально война еще продолжается, значит, наверное, и боевые награды продолжают вручаться. Вернусь к Ким Чен Ыну, вернусь к его заявлениям, сделанным вот в ходе открытия этой выставки, в ходе демонстрации каких-то новых образцов боевой техники. Ким Чен Ын сообщил, что сейчас главная задача, которая стоит перед ним и перед руководством всей Северной Кореи, заключается в построении, вот сейчас процитирую его, «непобедимой армии». Конец цитаты. Ким Чен Ын уверяет, что в ближайшее время, вот в самое ближайшее время, в несколько ближайших лет, удастся построить армию, которая будет несокрушима. Ни у кого на свете, ни у каких потенциальных противников, даже если они все вместе объединятся и все полезут на режим Кимов, не будет возможности его победить, потому что армия будет настолько велика и настолько подготовлена и хорошо вооружена, что никому не получится ее, значит, победить. И вот тут же, смотрите, продемонстрировали еще боевые искусства, продемонстрировали Ким Чен Ыну. Это такие показательные выступления северокорейского спецназа и какой-то северокорейской гвардии, которая должна в случае чего защищать самого Кима и его ближайшего окружения, как я предполагаю, от какого-нибудь там, значит, потенциального противника. Прошу прощения. Так вот, Ким Чен Ын говорит, нам нужна эта непобедимая армия, армия, которая будет бояться, если не весь мир, то хотя бы половина мира, вовсе не потому, что мы хотим кого-то захватывать. Нет, мы ребята мирные, мы вообще ни с кем не хотим воевать, но вот на всякий случай, если вдруг на нас нападут, если вдруг мы станем жертвой внешней агрессии, пусть агрессор видит, пусть агрессор знает, что он, значит, мы его вот разломаем, так как эти кирпичи, бетонные блоки ломают наши северокорейские спецназовцы-дуболомы. Интересно, что сейчас в отношениях Северной Кореи и других государств, которые не очень с ней хорошо ладят, скажем так, не самый лучший период. Северная Корея продолжает демонстрировать недоговороспособность, продолжает вопреки, значит, каким-то там прежним или обязательствам, или полунамекам таким проводить испытания новых вооружений. В свою очередь, Южная Корея тоже проводит испытания вооружений и совсем недавно испытала ракету, пуск, который производится с подводной лодки. Байден, нынешний глава американской администрации, президент США, говорит, что я бы готов договариваться с Северной Кореей о каких-то мирных шагах. Мы готовы, в принципе, продолжить наше какие-то дипломатическое сотрудничество, вроде бы как такое, получившее какой-то новый толчок или даже рассвет при Дональде Трампе. Но ставит одно главное условие. Говорит, что мы готовы обсуждать все, что угодно, любую помощь, любое снятие санкций, любое дипломатическое возобновление отношений, но только при одном условии. Пусть сначала Северная Корея уничтожит или откажется каким-то другим способом от своего атомного оружия. У Северной Кореи есть атомное оружие, и она это не скрывает. Северокорейское руководство говорит, так, стоп, подождите, а почему мы должны разоружаться? И вы тогда разоружаетесь. Почему только мы должны уничтожать атомное оружие? Нет, давайте мы уничтожим, и вы уничтожите тогда атомное оружие. В итоге, конечно, это такой вот клинч, это вот такая патовая ситуация, когда все стороны, то есть с одной стороны Северная Корея, а с другой государство, которое входит в такой условный, или почему вполне себе безусловный антисеверокорейский блок США, Южная Корея и Япония, вот они вроде бы как готовы договариваться, но
находится в состоянии, когда предмет переговоров упирается в атомное вооружение, от которого не готова отказаться Северная Корея. В итоге все стороны только заняты тем, что продолжают копить оружие, продолжают готовиться к какому-то возможному вооруженному противостоянию. Повторюсь еще раз, возможному. Очень надеюсь, что никакого реального вооруженного противостояния не будет. И каким-то образом все-таки стороны найдут выход из положения, найдут способ помириться, договориться и прекратить вот это вот действительно безумие, в том числе и ядерное безумие, потому что вот эта гонка вооружений, она продолжается не только в сфере обычных вооружений, но и в сфере вооружений ядерных. Так, где у нас еще есть безумные правители? У нас безумные правители есть у нас совсем у соседей. Вот с востока у нас есть обезумевший Путин, и с севера у нас есть тоже подающий признаки такого очевидного то ли маразма, то ли каких-то других проявлений деменции Александр Лукашенко. Александр Лукашенко продолжает совершенно бесчеловечные опыты над людьми в основном из Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки. Это вот те люди, которые попадают в Беларусь в обмен, судя по всему, на обещание властей обеспечить их переправку на территорию Евросоюза. Они прибывают в аэропорт Минска, их потом те же самые силовики, которые, по идее, должны ловить нелегалов, отправляют поближе к границам Литвы и Польши. Вот вы видите, это съемки, судя по всему, в аэропорту Минска. Это вот те люди, которые прилетели откуда-то часто из Сирии, из Афганистана, из Ирака, из других государств, где идут войны или в которых есть какие-то другие очень серьезные, опасные для жизни этих людей истории. И вот они прилетают в Минск, и минские власти, судя по всему, минские власти или какие-то уполномоченные властями какие-то агентства переправляют этих людей поближе к границе, чтобы они могли перейти в Евросоюз. Вот эта съемка сделана литовскими пограничниками. Вот облавы на этих людей, облавы на нелегалов. Вот в среднем в день сейчас ловят несколько десятков, а то и несколько сотен таких вот людей, которые переходят через границу. В Варшаве, в польской столице, было объявлено, что в один из дней было зафиксировано больше 500 таких попыток перейти только вот на польскую территорию, а есть же еще попытки перейти на литовскую территорию. Что делает Лукашенко? Зачем ему это нужно? После того, как в отношении него ввели санкции, Евросоюз ввел достаточно жесткие санкции в отношении Лукашенко, он решил навредить Евросоюзу, отправив туда вот тысячи, а то и десятки тысяч, судя по всему, речь идет именно о десятках тысяч нелегалов, которые могут серьезно дестабилизировать обстановку. Почему? Потому что этих людей надо как-то размещать, этих людей нужно каким-то образом кормить, этих людей нужно интегрировать в те общества, в которых они окажутся. Появление большого количества этих людей вызывает протесты у каких-нибудь ультраправых или не совсем даже ультраправых, у простых каких-то жителей Литвы, Польши и других стран Евросоюза, которые говорят: подождите, почему мы платим налоги, а эти налоги тратятся не на нас, а на вот приезжих из Афганистана или приезжих откуда-то из Северной Африки. Нет, тратите налоги на нас и на наших детей. То есть Лукашенко, он вполне осознанно дестабилизирует ситуацию в Евросоюзе. У него это, кстати, хорошо получается. Сейчас расскажу об этом. И дошло до того, что в Литве и в Польше вдоль границы ездят автомобили пограничников с установленными на них громкоговорителями, которые на нескольких языках объясняют людям, что их здесь не ждут, объясняют людям, что они не должны двигаться в Евросоюз, что они будут, если они будут пойманы, они будут выдворены и депортированы. И даже есть вот видеосъемка этого самого движения этого самого автомобиля пограничного вдоль, я так понимаю, что это либо белорусско-польская, либо белорусско-литовская граница. Собственно, не так уж и важно, потому что Лукашенко через обе эти границы пытается как можно больше людей переправить в Евросоюз. Давайте посмотрим этот короткий кусочек видео. Les personnes qui viennent pour vous faire aller en prison pendant 8 ans et être expulsées. Как я уже сказал, вот Лукашенко всеми этими вещами, попытками наводнить Европу
иммигрантами, пытается дестабилизировать обстановку в странах, в некоторых странах Евросоюза, а то и в Евросоюзе в целом. Ему действительно это у него это удается, у него это получается. И вот почему. Во-первых, действительно, тут же в нескольких, в первую очередь, приграничных городах, куда в первую очередь попадают выдворенные мигранты в Литве и в Польше, активизировались самые разные ультранационалистические или откровенно нацистские силы, которые требуют немедленно разобраться, выгнать и, значит, любыми способами избавиться от этих людей, которые, ну, вот оказались действительно в ужасном состоянии между молотом и наковальней, в буквальном смысле. Потому что, во-первых, они заплатили огромные деньги для Ближнего Востока, для Центральной Азии, для Африки. Да даже вот для Восточной Европы это огромные деньги, потому что они платят до 10 тысяч евро для того, чтобы оказаться поближе к этой границе. А тут еще и наши коллеги из Deutsche Welle выяснили, что те люди, которые, вот те силовики, которые их еще гонят туда, в спину, в сторону Евросоюза, отбирают у них последнее. То есть если вдруг у кого-то остались с собой какие-то наличные или какие-то ценные вещи, белорусские силовики с большой долей вероятности их отнимут и присвоят себе. И тем временем в Варшаве на минувших выходных прошла огромная манифестация с требованием не выдворять этих людей обратно, с требованием помочь этим людям каким-то образом социализироваться, с требованием помочь этим людям устроиться на территории Европы. И это тоже большая проблема, потому что как минимум 6 уже мигрантов погибли где-то на вот этой вот разделительной полосе между Белоруссией и Евросоюзом или сразу где-то вот на территории Евросоюза после того, как они проникли в Евросоюз и пытались спрятаться от пограничников и от полиции где-то в лесах. Действительно, сейчас в тех краях погода ночью бывает около 0 градусов и даже ниже 0 градусов, и люди просто замерзают насмерть, умирают от холода. Некоторые из активистов как раз в приграничных районах, в приграничных городах сейчас в соцсетях пишут и оставляют какие-то вот по-настоящему закладки в лесах и пишут в соцсетях какие-то приметы, по которым можно найти эти закладки. В этих закладках теплое одеяло, в этих закладках пропитание, какие-то теплые вещи, иногда небольшие суммы денег. Для чего? Для того, чтобы люди могли выжить. И эти же активисты сообщают о том, что, к сожалению, они не могут принять у себя в домах этих нелегалов, к сожалению, они не могут их пустить к себе в квартиры, потому что полиция или пограничники их вычислят и накажут и тех, и других, а нелегалов отправят домой, а тех, которые им помогают и принимают их у себя в домах, может тоже грозить уголовное преследование или, по крайней мере, какое-то административное преследование за то, что помогают этим нелегальным мигрантам. В итоге действительно есть дестабилизация, власти не хотят пускать этих людей, эти люди в итоге умирают. Лукашенко их тоже назад не сильно пускает, он не для этого их завозил тысячами, десятками тысяч к себе. Активная польское и литовское общество говорит о том, что же вы делаете? Это люди. Вы не можете их оставлять умирать в лесах просто потому, что у них нет виз или паспортов. Они тоже люди, они такие же люди, как и мы, они такие же люди, как и вы. Предпринимайте что-нибудь. В итоге, конечно, Лукашенко действительно удается за счет человеческих жизней, за счет покалеченных судеб, ему удается то, что он задумал. Ему удается, у него получается вносить раскол в единство Евросоюза. Но хотя при этом совершенно понятно, что этот раскол будет преодолен, этот раскол не является чем-то таким невероятным и чем-то таким, что нельзя будет победить. Все получится, все так или иначе из кризиса из этого Евросоюз выйдет. Но вот жизни тех людей, которых Лукашенко и его спецслужбы заморозили насмерть или где-то там забили, конечно, не вернуть. И эти жизни навсегда останутся на их совести. Что ж, мы в США отправляемся. Уже повеселее история. В США показали очередное обновление роботов от компании Boston Dynamics. Это такие вот веселые собакоподобные роботы, о которых много говорили, их много показывали. У них уже есть несколько поколений этих зверюшек, они действительно похожи на зверюшек, было выпущено. И вот сейчас представители Boston Dynamics с ними прогулялись по улицам,
а вот посмотрите, как реагировали на них живые зверюшки. Совершенно не понимают, что происходит. Оно не пахнет собакой, оно похоже на собаку, идет как собака, но что оно из себя представляет, непонятно. А сейчас, кстати, этих зверюшек можно купить. Начальная цена от $75 тысяч. Правда, очень пока непонятно, для чего их нужно покупать. То есть, ну, вот оно может ходить, на него можно навьючить какое-то количество груза. И у него вон есть специально такая то ли голова, то ли лапа манипулятор, с помощью которой, например, оно может открывать двери, брать какие-то предметы. Boston Dynamics, разработчик этих зверей, отказал, например, самым разным армиям мира в милитаризации своих зверюшек. То есть, с одной стороны, армия США является одним из основных спонсоров Boston Dynamics и спонсирует, вкладывает огромные деньги в разработку таких вот роботов. А с другой стороны, инженеры, разработчики говорят: ребят, это хороший робот, но мы не дадим на него устанавливать оружие. Хотите его использовать для транспортировки раненых, хотите его использовать для транспортировки боеприпасов или там чего-то еще на поле боя, пожалуйста. Но превращать его в робота-убийцу мы не позволим. В итоге, действительно, сейчас вот он есть на вооружении, по крайней мере, в экспериментальном виде. Еще не принят на вооружение, но вот в качестве такого испытательного образца проходит какой-то тестовую обкатку в армии США, в армии Франции и, вероятно, еще в армиях нескольких западных государств. Но, повторюсь, не используется в качестве боевой машины. Хотя ряд других производителей вот совсем недавно представил уже похожих роботов, самоходных таких тоже зверюшек, они тоже звероподобные, у них тоже есть такие лапки с какими-то гнущимися сочленениями, но уже вместо вот этих вот мирных лапок манипуляторов у них установлено боевое оружие. И фактически мы потихонечку, но входим в то время, когда боевые машины, когда боевые роботы перестают быть фантастикой и становятся чем-то таким обыденным, становятся частью нашего повседневного быта. Интересно вот еще что. Я уже говорил, что можно купить, и $75 тысяч стоит самый простой, вот начальный образец этого робота. И Boston Dynamics сообщила о том, что несмотря на то, что действительно очень узкая область применения у этих зверюшек, но только что если удивлять действительно прохожих и пугать живых собак. Так вот, несмотря на то, что совершенно еще не очень понятно, для чего его можно использовать, кроме как таскать какие-то, наверное, покупки, и то, наверное, очень дорого, за $75 тысяч, чтобы за тобой кто-то покупки таскал, можно, мне кажется, носильщика нанять дешевле будет. Так вот, несколько сотен роботов оказались в частных руках. Нашлось с июня прошлого года начались продажи, и несколько сотен вот таких вот смешных робособак оказались в частных руках и, не используются в военных целях. А тем временем на границе Сербии и частично признанного Косово едва не случилось настоящее боевое противостояние, правда, пока еще без всяких роботов. Что произошло? Дело в том, что в октябре закончилось разрешение косовских властей. Косово не признано огромным количеством стран, включая Украину, независимым государством. Но большая часть стран Евросоюза, Америка и другие цивилизованные развитые страны признают Косово отдельным государством. На территории Косово живет албанское большинство и сербское меньшинство. Сербское меньшинство в основном сосредоточено на севере края. Они считают себя сербами, они не признают независимости, не признают никакого нового статуса Косово, и они продолжали и продолжают ездить на автомобилях с сербскими номерами. И вот не так давно косовские власти потребовали от сербов поменять номера автомобильные на номера косовские. Сказали: слушайте, все, вы живете на территории Косово, нас признает Америка, нас признает Германия, мы, в общем, не будем больше терпеть того, что у вас здесь оказываются какие-то сербские номера. Нет, вы живете, если машины здесь у вас ездят, они зарегистрированы у нас, то вы должны поменять их номера на косовские. Косовские сербы возмутились, начали требовать защиты и помощи от Сербии, от большой. Сербия согнала, к границе с Косово свои вооруженные силы.
подогнала туда какую-то тяжелую технику, вероятно, для того, чтобы какие-то баррикады возводить или еще что-то делать. Появились тут же, значит, какие-то блокады, появилась блокада со стороны косовских сербов вот на трассе, которая ведет из Сербии в Косово. Люди, которые, ну вот, например, какие-то дальнобойщики, какие-то еще водители, которые ездили, оказались там заблокированы. Со стороны Косово тоже подтянулись силы. Вот вы видели сейчас грузовики K4, другие, значит, это Kosovo Forces, это международные миротворческие силы, подтянулись, и вот там Сербия отправила даже летать самолеты туда, вдоль этой самой границы, демонстрируя готовность защищать, значит, своих соотечественников на территории Косово, и даже звучали призывы вернуть Косово вообще под контроль Белграда, прекратить вот эту вот независимость или частично признанную независимость Косово любой ценой. В итоге все это побряцали стороны оружием с двух сторон границы, покатались на бронетехнике, значит, жужжали двигателями самолетов в небе и договорились о том, что пока не будут заставлять, значит, косовских сербов вешать новые номера, и пока не будут заставлять их перерегистрировать автомобили. И вот если они откуда-то из тех районов, где у них большая часть, значит, где большая часть населения это косовские сербы, если они будут въезжать на те территории, где большая часть албанского, им будут вешать просто наклейку на номера, которая будет закрывать, значит, будет закрывать обозначение этого самого сербского номера. То есть там буковки СРБ будут заклеены буковками, на которых будет написано Косово. Соответственно, те машины, которые на косовских номерах будут въезжать в Сербию, а Сербия, напомню, еще раз повторю, не признает независимости Косово. Вот их тоже будут пускать, но точно так же будут заклеивать обозначение косовское на обозначение сербское. То есть нужно было там греметь оружием, нужно было угрожать друг другу, нужно было скапливать какие-то силы на двух сторонах границы для того, чтобы потом все это свести к каким-то там, значит, наклейкам и в очередной раз отложить решение вопросов в какой-то бесконечно долгий ящик. Но, к сожалению, нет сейчас простого решения. Косово с точки зрения и Сербии, и с точки зрения и Украины тоже является неотъемлемой частью сербского государства, и в то же время ряд других государств, ряд других стран считают его давным-давно независимым государством. Все это произошло из-за агрессии со стороны Милошевича, бывшего президента Югославии, а потом Сербии, который умер в тюрьме, в том числе он находился под трибуналом в Гааге, в том числе и по обвинениям в развязанном геноциде косовских албанцев. Ну, собственно, что-то такое, потом вот такое оправдание для оккупации Крыма придумал и Путин. Для того вот Косово стало независимой территорией, и там частично, вернее, независимой территорией, частично признана его независимость была, потому что Милошевич и его армия действительно развернули геноцид косовских албанцев, действительно пытались уничтожить или изгнать этих людей из Косово, отправив их в Албанию. И Путин, когда захватывал Крым, он рассказывал о том, что, ну вот смотрите, сейчас туда понаедут правый сектор, кто-то еще. Для чего? Для того, чтобы вырезать или изгнать русское население. Понятно, что ничего этого не было, но вот этот вот косовский прецедент был использован Путиным как вот в попытке оправдать собственные свои преступные действия. Но вот у него не прокатило, скажем так, кроме там совсем уж каких-то отмороженных маргинальных правительств, никто не признал оккупацию Крыма, поэтому Крым был, есть и будет украинским, очень скоро так или иначе вернется. Мы все в это верим, на родину будут оттуда изгнаны эти мерзкие оккупанты, и Крым будет украинским, как и должен быть. Кстати, если мы говорим о Косово, о частично признанной территории, вокруг которой там точатся какие-то бесконечные ножи и там друг с другом разные государства противостоят, то можно вспомнить еще об одной похожей территории, о Кашмире. Кашмир – спорная территория на границе между Индией и Пакистаном. Как так вышло, что Кашмир стал спорной территорией? Дело в том, что когда британцы в 40-х годах прошлого века оставляли свои колонии заморские, предоставляли независимость прежним своим вот этим вот самым колониям, то вот эта большущая британская Индия, которая сейчас распалась на
состав, ну вот сейчас это 3 государства, когда-то это была одной большой британской Индией. Это, собственно, сама Индия, это Пакистан и это Бангладеш. Так вот, происходило деление значит, этой большой некогда британской колонии на отдельно независимые государства. Тогда это еще были только Индия и Пакистан. Главным принципом, по которому те или иные территории отходили к тому или иному государству, был принцип религиозный. То есть те государства, те вот эти вот образования, те небольшие какие-то вассальные княжества или те области, в которых большая часть населения были мусульманами, отходила к Пакистану. Те территории, в которых большая часть населения были индуистами, буддистами или представителями других неисламских деноминаций, они уходили в Индию. И одним из немногих, которые остался, что называется, посередине, было княжество Кашмир. Там был номинальный какой-то вот этот вот правитель, который был по вероисповеданию, он был индуистом, при этом большая часть его подданных оказалась мусульманами. Большая часть, там больше 80 или около 80% населения Кашмира тогда на рубеже 40-х и 50-х были мусульманами. В итоге правитель тяготел к Индии, население тяготело к Пакистану, и на какое-то время вот этот вот самый Кашмир оказался, ну, не то чтобы там совсем независимым, но такой, он не входил ни в состав Пакистана, ни в состав Индии. Какое-то время это продолжалось, потом бац, и на территории Кашмира оказалась индийская армия, и официально был с точки зрения Индии включен Кашмир в состав большого индийского государства. Это включение Пакистан не признал. Из-за кашмирской проблемы, из-за кашмирского вопроса между Индией и Пакистаном даже несколько войн прошли. Ну вот сейчас значительная часть Кашмира остается под управлением Индии, остается в составе индийского штата, который называется Джамму и Кашмир. И там действует несколько группировок, часть из этих группировок добиваются, например, исключения Кашмира из состава Индии, создания независимого кашмирского государства. Есть группы, которые действуют, как утверждают в Индии, в интересах Пакистана, которые стремятся оторвать Кашмир от Индии и присоединить его к Пакистану. Большая часть этих групп занимается нападениями на приезжих. Дело в том, что Индия вполне осознанно сейчас занимается тем, что перевозят или создают условия для некашмирцев, для того, чтобы они переезжали, и не мусульман, для того, чтобы они переезжали в Кашмир, обустраивались там жить и, в общем-то, каким-то образом, скажем так, разбавляли вот это вот нелояльное население. И вот этих нескольких человек на минувшей неделе убили, вот этих вот приехавших, вот этих вот тех, которых индийские власти или с помощью индийских властей, которые переехали в Кашмир, их убили, и армия и спецслужбы устроили охоту на тех, кого они считали убийцами, устроили охоту на представителей тех группировок, которые, скорее всего, стояли за этими убийствами. И вот вы видите на экране то, что происходит. Это вот дом, который был разрушен после того, как армия и спецслужбы начали преследовать подозреваемых. Они забаррикадировались в этом доме, пытались там отбиваться, пытались вести какой-то, значит, я так понимаю, ответный огонь. В итоге армия и полиция не придумали ничего лучше, кроме как вот разнести этот дом в щепки. В принципе, я так понимаю, что с точки зрения как раз этих самых спецслужб и армии, они поступили там, с их точки зрения, максимально рационально. Они уничтожили огневую точку противника и сохранили жизни своим бойцам. Но в этот же жилой дом, там же жили люди, там же жили, судя по всему, люди, не имеющие никакого отношения, в том числе не имеющие никакого отношения к каким-то там, значит, боевым группам. И что теперь делать с ними, не очень понятно. Это при том, что экономическая ситуация в Кашмире, ну, мягко говоря, аховая. Там действительно очень большая бедность, высочайший уровень бедности. И самый высокий в Индии уровень безработицы. И плюс ко всему к этому уровню безработицы и бедности еще и рекордные вот эти вот показатели заболеваемости коронавирусом. И как выходить из этой ситуации? Непонятно. Тем более вот те боевые группы совершенно не собираются сбавлять обороты. Значит, 11 мирных жителей в Джамму и Кашмире были убиты с начала октября. Из них 5 это были те люди, которые приехали из других штатов, вот в основном на заработки, в основном на какие-то работы, которые для них
часто были осознанно созданы правительством Индии для того, чтобы, вот, как я уже говорил, разбавить нелояльное население, для того, чтобы было больше тех людей, которые бы в Кашмире были бы лояльны Индии. Что ж, вот такое происходит в Кашмире. Что происходит в Перу? В Перу вообще происходит очень интересная история. Я уже как-то рассказывал, по-моему, об этом. Там на выборах в июле победил такой ультралевый марксист. Он большую часть жизни работал учителем в школе. Зовут его Педро Кастилья. 25 лет он проработал учителем, потом был каким-то таким деятелем профсоюзным, занимался организацией забастовок, но тоже учителей, тоже педагогического состава. И вот этот человек сейчас оказался среди серьезных неприятностей. Почему? Потому что он шел на выборы президента с абсолютно такой большевистской программой. Повысить зарплаты бедным за счет увеличения налогов на богатых, раздать бесплатные планшеты и мобильные телефоны школьникам и студентам, потому что школьники и студенты вынуждены из-за коронавируса сидеть дома и не могут учиться. У бедных людей нет денег на планшеты, значит, образование люди не получают. Обещал, значит, переписать Конституцию таким образом, чтобы государство брало на себя как можно больше обязательств перед простыми людьми, чтобы государство, ну, фактически обещал такую социалистическую, во многом там а-ля советскую Конституцию, в которой государство берет на себя вообще все обязательства, которые только может взять. Но проблема в том, что он-то пришел к власти на этих обещаниях, а в парламенте большая часть мест совсем у других людей, совсем не у немарксистов, совсем не у левых, совсем не у тех, которые мечтают взять и все бюджетные деньги потратить на исполнение обещаний Педро Кастилья, вот этого человека, бывшего учителя, в одночасье ставшего президентом. И они не дают ему исполнить все его обещания, не дают ему вот эту большевистскую программу воплотить в жизнь. В итоге, что оказалось? Сидит Педро Кастилья, который сначала много обещал, в итоге выясняется, что он ничего этого сделать не может, и он потихонечку начинает отходить от этой своей революционной программы, он потихонечку начинает пытаться действовать в тех самых рыночных обстоятельствах и в соответствии с теми рыночными, совсем не социалистическими законами, которые действуют в Перу, но тут же его партия, его марксистская партия, которая привела его к власти, кандидатом от которой он был, говорит, что ты делаешь? Мы же тебя поддержали, потому что ты обещал бесплатно все, крестьянам землю, там фабрики рабочим, а ты тут теперь идешь на поводу, значит, у этой буржуазии. Одумайся, говорят они ему, не заменяй наших ультралевых министров на оппортунистов и предателей. А он уже заменил нескольких наиболее одиозных персонажей на менее одиозных, на тоже таких там левых, но скорее левых центристов, чем на большевиков. И ему теперь говорят, значит, его товарищу, не смей, ты что? Мы сейчас тебя вообще оставим, у тебя сейчас нет поддержки со стороны парламентского большинства, мы сейчас тебя оставим без поддержки парламентского меньшинства, ты не сможешь формировать правительство. И кто ты будешь? Вообще ты останешься без всего. И этот несчастный Педро Кастилья, который пришел после того, как, вот вы сейчас видите на экранах, это акции протеста в прошлом году, которые прокатились по Перу, они были связаны с тем, что для правительства стала абсолютной неожиданностью пандемия. Они не понимали, как себя вести. В Перу один из самых высоких показателей заболеваемости и смертности от коронавируса до сих пор. Локдауны уничтожили значительную часть малого бизнеса. Правительство было полностью растеряно. Пошло на досрочные выборы, и вот на этих досрочных выборах внезапно начали побеждать какие-то маргинальные партии, как вот та самая марксистская «Свободная Перу», кандидатом от которой стал и вот Педро Кастилья. До пандемии коронавируса, до вот этих вот кризисов, эти самые марксистские партии получали там какие-то смешные 3,5% голосов и не попадали никогда в парламент. Пандемия поменяла все. Но теперь совершенно непонятно, что дальше с этим делать. Вот пришли марксисты к власти, но у марксистов в руки связаны. Они пришли на демократических выборах в соответствии с демократическими правилами, а им говорят, ну вы же пришли на демократических принципах, извольте теперь соответствовать. У нас есть законы, мы не хотим их переписывать под ваши хотелки, под ваши желания. И уже даже сейчас известно, что в букмекерских конторах в Перу и в других странах региона принимают ставки на то,
как долго продержится Педро Кастильо у власти и как скоро он объявит о собственной отставке или как скоро его же партия вынудит его об этой отставке объявить. Наблюдаем, интересно очень, что получится из учителя, который стал президентом, но так и не смог сформировать или получить своего монобольшинства. Так, а дальше переходим к России. Напоследок, вернее, не напоследок, но вот еще одна есть история из России. Там в центре «Мемориал», в правозащитном центре, пытались показать фильм «Гаррет Джонс». Это фильм польский, фильм о журналисте, американском журналисте, которого зовут Гаррет Джонс, который смог в 30-е годы в Советском Союзе снять то, что творят большевики, рассказать миру о том, что творят большевики в Украине, о том, как большевики организовывают голодомор и фактически геноцид украинского населения, вот как Сталин и его палачи обходились с украинцами. И вот этот фильм пытались показать в правозащитном центре «Мемориал». И вот посмотрите, что из этого вышло, посмотрите, чем завершилась попытка продемонстрировать этот фильм. Какие-то погромщики в сопровождении съемочных групп центральных российских телеканалов ворвались на показ фильма о преступлениях сталинского режима. Начали кричать организаторам и зрителям, что они фашисты. Начали кричать «не забудем, не простим». И, в общем, в итоге, в конце концов, сорвали показ этого фильма. Интересно, что приехавшая полиция, российская московская полиция, не стала задерживать тех, кто вот сорвал показ, не стала как-то препятствовать этому, а наоборот, она, значит, некоторое время продержала зрителей и организаторов показа в запертом помещении, а потом с каждого из них еще потребовала дать показания, и люди письменные давали показания, что они делали на этом просмотре, как они там оказались, откуда узнали об этом самом фильме. Внимание, это фильм не о том, что Путин скотина и преступник, это фильм не о нынешних преступлениях, совершаемых значит, путинской России в отношении Украины, в отношении украинцев, крымских татар, грузин и так далее. Это фильм о преступлениях давно минувших дней. Это фильм о преступлениях 30-х годов. Но настолько эта история, настолько вот желание переписать все, что только можно было переписать, обелить и превратить преступников в героев. Вот это вот желание настолько сильно вот в провластных самых разных гопниках в России, что они не постеснялись, притащили с собой, значит, трупоедов из телеканала НТВ и прочих, значит, путинских центральных каналов и сорвали фильм о Голодоморе, об одном из самых чудовищных преступлений, совершенных сталинской властью. Не путинской, а сталинской властью. Но даже эти преступления, правду о них в России нужно скрывать. Даже об этих преступлениях все еще нельзя говорить. Ну, совершенно дикая история. Абсолютно дикая история. Вот они нам рассказывают о том, что здесь у нас в Украине фашисты. Так, что ж, переходим к историям с Ближнего Востока. Про Ливан сейчас расскажу. В Ливане происходит, я уже несколько раз рассказывал о происходящем там. Там кризис, глубочайший кризис, спровоцированный во многом дефолтом, отказом платить по долгам. А тут на прошлой неделе в Ливане начались настоящие уличные бои в Бейруте, в столичном городе Ливана, в Бейруте, с применением, значит, огнестрельного оружия, с применением автоматического оружия. Гранатометы шли в ход. Как минимум 6 человек погибло, десятки раненых. Видите, вот человек с гранатометом в центре города, в центре Бейрута стреляет из гранатомета. Что же произошло? Произошло следующее. Дело в том, что сейчас возобновилось следствие, судебное рассмотрение судебного дела о взрыве в порту Бейрута, взрыве склада. В ходе этого взрыва там несколько десятков тонн селитры удобрений взорвались, и судья, который ведет это дело,
группа следователей, которые ведут тоже это дело, считают, что к нему может быть причастно движение Хизбалла. Вот эти вот, видите, это ребята из Хизбаллы едут вот по городу Бейруту на пикапах, и у них развиваются флаги с символикой Хизбаллы. Хизбалла — это шиитское ополчение. Хизбалла — это такая группа шиитских, там и политики есть, но это вот явные боевики, которые ориентируются на Иран. И, судя по всему, есть предположение, что, значит, доходы от этого самого нецелевого использования этого самого склада, на котором взорвалась селитра, получала Хизбалла. Кроме того, есть предположение, что Хизбалла использовала этот склад еще и для перевалки вооружений, и для перевалки каких-то своих еще там, значит, какой-то взрывчатки. Вот смотрите, стреляют из гранатомета, попадают в дом. Ничего себе, это прямо сейчас, это в центре столицы, в Бейруте происходит. Так вот, Хизбалла, когда стало известно об этом, о том, что судья и следствие подбираются к ней и к кому-то из ее активистов, объявила о том, что на самом деле они белые пушистые, что никаких преступлений они не совершали, что ничего подобного они не делали и никакого не имеют отношения к взрывам в Бейруте. И за всем этим, за преследованием Хизбаллы стоит уже не шиитская, а христианская организация, христианская партия, которая называется «Ливанская сила». И они сказали: слушайте, это ливанская сила, вот они что-то мутят, за ними стоят какие-то враждебные Ливану силы, но мы вот сейчас выйдем на улицы и эту ливанскую силу победим. В итоге столкнулись на улицах Бейрута шиитская Хизбалла и христианская ливанская сила. И в этих перестрелках погибли совершенно невинные люди. Известно, что одна из 6 погибших женщин, которая находилась дома, ее случайная пуля какая-то убила, залетевшая в окно. В итоге вот Хизбалла, шииты и ливанская сила, христиане, разбираются друг с другом абсолютно на пустом месте. Ну, то есть, понятно, что не на пустом месте. Надуманные обвинения, я имею в виду, друг другу, они придумали обвинения в адрес друг друга и пытаются таким образом сорвать судебный процесс, пытаются сорвать следствие и не дать судье установить правду. А шииты из Хизбаллы утверждают, что вот тот самый судья, который ведет дело, он христианин и, соответственно, пытается в ходе судебного разбирательства, что называется, отмазать своих. Шииты уверяют, что во всем виновата вот эта самая ливанские силы или ливанская сила, а судья утверждает, что он не причастен никому, что его религиозная принадлежность не имеет никакого отношения к его профессиональной деятельности, и он будет судить только строго по закону, а не исходя из каких-то там своих представлений о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Но вот все эти разборки, все эти войны, все эти перестрелки только усугубляют и без того чудовищный кризис в Ливане. Давайте, кстати, посмотрим сюжет об этом кризисе и поймем, с чего, собственно говоря, все началось. Начало нынешнему кризису в Ливане положила финансовая пирамида. Как оказалось, Центральный банк страны долгое время брал у частных компаний деньги в долг под очень высокие проценты. Таким образом, банкиры помогали правительству исполнить популистские обещания не опускать курс национальной валюты. Как и любой пирамиде, этой пришел конец, когда пришло время оплаты долгов. Случилось это в 2019 году. У государства не оказалось денег для погашения задолженности, и министры начали всерьез обсуждать новые налоги. Предполагалось, в частности, увеличить акцизы на табак и топливо, а также обязать граждан платить за каждый звонок, сделанный с помощью интернет-мессенджеров, так называемый налог на WhatsApp. Видя, что дело идет к масштабному кризису, осенью 2019 года крупнейшие поставщики топлива, зерна и других жизненно важных товаров заявили об отказе от расчетов в ливанских фунтах и переходе на доллары и евро. Ливан охватили протесты. Тысячи человек вышли на улицы, заставив правительство сначала отказаться от введения новых налогов, а потом и вовсе уйти в отставку. Но экономический спад это не остановило. Денег на погашение дорогого кредита у Центробанка не было, и он просто обрушил курс ливанского фунта, что сразу сделало кредит куда более дешевым, а население, получающее зарплату в национальной валюте, куда более бедным. Следующий удар по экономике был
был нанесен пандемией коронавируса. Весной 2020 года власти Ливана ввели в стране жесткий локдаун, продлившийся несколько недель и приведший к закрытию большого числа небольших магазинов и мастерских. Кроме того, накануне локдауна Ливан объявил дефолт по своим долговым обязательствам, то есть попросту отказался отдавать иностранные кредиты. Это решение привело к потере доверия к Ливану со стороны иностранных инвесторов. Западные компании и фирмы из богатых стран Ближнего Востока поспешили пересмотреть свои финансовые планы таким образом, чтобы исключить из них нестабильный Ливан. К слову, даже во время длившейся 15 лет гражданской войны ливанское правительство вовремя и в полном объеме отдавало все долги. К лету 2020 года локдаун и дефолт вызвали резкий рост безработицы и всплеск инфляции. Национальная валюта подешевела в несколько раз. На учете, как ищущие трудоустройства, оказались больше 25% ливанцев. В августе 2020 года в порту столичного Бейрута взорвался груз удобрений, долгое время хранившийся на одном из складов. Взрыв был настолько силен, что буквально разрушил несколько районов города, убив около 200 человек и нанеся материального ущерба на миллиарды долларов. Своих денег на восстановление столицы у Ливана не нашлось. Правительство обратилось к иностранным спонсорам, которые смогли выделить какие-то средства на первоочередные работы. За счет иностранной помощи, в первую очередь французской и немецкой, удается удерживать от развала ливанскую армию. Запад безвозмездно поставляет Ливану запчасти для военной техники, боеприпасы и даже мясо для солдатских столовых. Это помогает лишь отчасти, так как даже офицерских зарплат едва хватает на первоочередные нужды, из-за чего военнослужащие массово дезертируют. На рубеже 2020 и 2021 годов ливанские банки заявили о заморозке счетов граждан. Ливанцы, по сути, лишились доступа к своим накоплениям. Снять их можно только с огромными штрафными санкциями, на что большинство идти не готово. Банковский кризис спровоцировал и кризис образовательный. Студенты лишились возможности оплачивать учебу в университетах, и многие ливанские вузы на несколько месяцев просто закрылись. Их преподаватели, а также квалифицированные медики, инженеры, механики и другие специалисты массово выехали из страны в другие ближневосточные государства, Европу и США. С начала кризиса по лето 2021 года ливанский фунт на черном рынке обесценился примерно в 10 раз. Средняя зарплата в стране колеблется между 50 и 60 долларами США в месяц. Беженцы из соседней Сирии, которым благотворительные фонды выделяют около 150 долларов в месяц на человека, внезапно стали одними из самых богатых людей в Ливане. Страна, которая в 1960-е годы считалась одной из самых благополучных на планете и носила неофициальный титул ближневосточной Швейцарии, оказалась в центре одного из самых чудовищных кризисов современной истории. И как вот показывают недавние события, как показывают вот бои на улицах, как показывает гибель 6 жителей столичного Бейрута, кризис этот, к сожалению, все еще продолжается. Я на этом прощаюсь. Это был Прайм Моцарский. Увидимся через несколько дней. Всего хорошего.